Презентация будет? Презентация будет во время выступления? Тогда нужно будет Кирилл. Сейчас, секундочку. Раздовский, Люба. Ага. А меня Задунайский фамилия. Шучу. А это пригласили на графике и попутно, что ли, Просто наши. думаю, вас кому будет, надо будет вручить, я думаю. Татьяне Валерьевне. Тоже так решили. Алексей. И современные. Тоже нет. У нас Максим Александр Петрович. Должность делать? Да. Заведующий секретарь. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Я предоставляю слово директору архива Медведеву Николаевичу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне приятно вас в этом зале встретить, высказать свои, как сказать, добрые слова. Очень приятно, что у нас это второй год, второй раз такое региональное совещание, и география расширяется. Присутствуют представители из Якутии, Саха, Татарстан, Москва, Петербург. Так что это действительно региональное такое совещание, которое, наверное, действительно вызвано таким вот временем. Вообще-то вот такой архив у нас мы создали в 1907 году, когда объединили, значит, Государственное училище Чувашкино и Технотронный архив. И вот такой архив мы создали. Но летопись Чувашской Республики, вот в этом году мы отмечаем 90-летие со дня выхода первого кино, чувашского кино. А в следующем году уже создание самой конторы кинопроката, конторы Чувашкино, вот, тоже 90-летие. И вот таким образом республика, она вот так летопись шла. Но в основном в те времена, уже после как Чувашкино ликвидировалось, все это передали наш Восток-кино, летопись по Чувашской республике вели Казанская студия кинохроники, Самарская студия кинохроники, далее вот, телевидение наше Чувашской республики. Вот я что могу сказать. То, что было создано таким образом, мы сумели все это у себя собрать. Вот то, что было в архиве кинофотодокументов в Москве, Красногорске, мы тоже оцифровали все то, что создано было по Чувашской республике 40-е годы, 50-е годы, у нас есть. Сумели свой фонд. Вот, вот у нас была такая программа, значит, между Волгой и Уралом. И не беднее, на Волге широкая альманах, киноальманах. И в основном вот этот альманах снимала Казанская студия кинохроники. Это была федеральная программа. И все вот эти и стройки Герши, Боксарский, и завод Промтрактор, и мы тоже оцифровали, лосами платили в Москве. И поэтому, вот, завершая свое выступление, что хочу сказать. Одним словом, вот это создание такого архива и кино, конечно,
могли в какой-то момент положить в Росигра. Но сейчас у нас такая ситуация. Поскольку вот эта электронная часть нашей жизни, вернее, работы будет продолжаться, но сейчас в этом году, буквально в ноябре, вот, в начале ноября, 9 ноября, было заседание Кабинета министров Чувашской Республики, и принято решение такое о создании, вот на этой базе теперь переименовали бюджетное учреждение Государственный киностудия Чувашкино и архив электронных документов. Вот так. Это что нам дает? Наверное, перспективу дает как раз это введение самого кинолетописи по Чувашской Республике, создание ярких таких вот галерей, портретов замечательных наших деятелей. Вот пока, в данный момент, пока этого у нас нет. Вот с созданием студии кинохроники, бюджетного учреждения киностудии, наверное, вот эта работа у нас перспективно должна быть. И я понимаю, могу сказать, вот наше правительство, Министерство культуры что-то поддержало и поддерживает. Сейчас на днях нам уже выделяет финансовые средства, мы должны, как говорится, этим делом заниматься. Покупка аппаратуры и так далее. Вот, в перспективе это, наверное, будет так. Будем надеяться. Ну, об этом, может, сегодня хочу сказать. Слово для приветствия представляется Оринову Вячеславу Николаевичу, заместителю министра культуры, национальности и архивного дела Чувашской Республики. Уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги, я рад приветствовать от имени Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики всех наших гостей, участников круглого стола. На эту тему, конечно же, нужно разговаривать, поделиться с опытом, у каждого свой опыт, в том числе и нашего Госархива электронной кинодокументации. Историю уже очень кратко рассказал Николай Ильич. Да, конечно же, создание киностудии Чувашкино и архива электронной кинодокументации Чувашской Республики, это вызвано временем. Сами понимаете, конечно же, аудиовизуальное наследие, оно более чем актуально. Это не просто на бумаге пишем мы историю, и каждое мероприятие, событие, хоть на уровне республики, на уровне Российской Федерации, на мировом уровне, естественно, записывается, и мы это сохраняем, конечно же, для наших детей, внуков, и поэтому более чем важно сохранение, и, ну и, конечно же, опыт работы, то есть как вы работаете, вы, наверное, поделитесь своими мнениями. Есть масса вопросов, на которые требуются ответы, и думаю, что наш сегодняшний круглый стол пройдет на хорошем уровне. Я желаю вам конструктивной, эффективной работы. В качестве примера хочу вот один факт. 70-летний юбилей Великой Победы на наши архивы была возложена важнейшая задача по сохранению зримой истории Великой Отечественной войны в рамках акции «Эстафета памяти поколений». Была проведена работа по сбору воспоминаний, личных фотографий, писем 355 ветеранов войны и тружеников тыла, уроженцев Чувашии. Но, к сожалению, вы сами понимаете, они каждый день уходят от нас. И поэтому настолько это важно было сохранить, записать, и наши специалисты ездили по всей республике, записывали, и все это у нас, конечно же, будет сохранено для будущих поколений. Ну и на основе материалов подготовлено мультимедийное издание «Здесь каждая часть Великой Победы». Ну, ценность этого издания, конечно же, очень высока, потому что наши правнуки, ну, мы дети участников войны, но наши дети уже, наши внуки, наши правнуки уже пошли, и им, конечно же, это будет интересно послушать
увидеть, как прадеды воевали, и как эти события, страшные события будут уже как бы для них, будет фактом прямым. И я думаю, это интересно будет для всех, кто интересуется историей. Вот. Ну и в настоящее время в 3 государственных архивах Чувашии находится более 60 тысяч аудиовизуальных документов. Но основная, конечно, работа по их сохранению и использованию возложена на Государственный архив электронной кинодокументации. Ну, теперь, как вы услышали, это киностудия Чувашкино. Конечно же, архивистами Чувашии ведется активная работа по использованию аудиовизуальной документации. На их основе готовятся электронные издания, интернет-страницы, выставки, видеосюжеты. То есть делается все возможное, чтобы хранящиеся документы были доступны и интересны для людей. Ну, думаю, что вопросы, они схожие, проблемы схожие, хоть в Саха-Якутии, хоть в Татарстане, хоть в Чувашии, хоть в Москве. И поэтому я еще раз желаю всем участникам круглого стола хорошей работы. Приятную часть. За участие в конкурсе в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012-2014 годах, с дипломом Федерального архивного агентства награждены составители электронного математического перечня архивных документов о жизни и деятельности Ивана Яковлевича Яковлева, памятных датах и событиях, связанных с его именем. Александрова Оксана Викентьевна, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской Республики. Васильева Татьяна Петровна, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской Республики. Спасибо. Чернов Максим Алексеевич, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской Республики. За участие в республиканском конкурсе научно-исследовательских и краеведческих работ «История в архивных документах» дипломом награждены Козлов Федор Николаевич, победитель номинации «История Чувашского народа». Это легендарная личность. Первая мировая война, австро-венгерские и германские военнопленные в Чувашии. Документы и материалы Государственного исторического архива Чувашской Республики. Афанасьева Лидия Андреевна, победитель номинации «История малой Родины». Автор книги «Деревня Наркосы», летопись истории поселения. Авторский коллектив Государственных архивов Чувашской Республики. Победители в номинации «Знаменитые уроженцы Чувашского края». Составители мультимедийного издания «Здесь каждая из часть Великой Победы». Ну, пожалуйста. Так, держите. Вы выйдете, нет? Там, 3. Давайте вот так вот. Активисты народ скромный. Удачи вам. Культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики объявлена дипломантом конкурса в номинации «История Чувашии и чувашского народа» Алжейкиной Галине Владимировне, автору монографии «Культура и искусство Чувашии в годы Великой Отечественной войны» и сборника документов «Культура и искусство Чувашии в годы Великой Отечественной войны». Семеновой Татьяне Витальевне, автору монографии «Обрядовый календарь Чувашии в этноконтактных с татарами районах».
В номинации «Знаменитый уроженец Чувашского края» Брашкину Александру Николаевичу, составителю плакатов и набора открытых нашей земляки, Герой Советского Союза, полную кавалеру авторскому коллективу Государственного архива современной истории Чувашской Республики, составителем виртуальной выставки «Ими гордится земля чувашская». Авторскому коллективу Государственного архива электронной кинодокументации Чувашской Республики, составителем мультимедийного издания «Краски Вити» и «Мир поэзии» Константина Иванова. Удачи всем, коллеги. Если вы позволите, я бы, конечно, хотел послушать каждого из вас. Мне очень интересно, но сейчас только что из правительства позвонили и сказали, что срочно надо идти. Вы не обидитесь? До свидания. Слово для приветствия представляется Брашкину Александру Николаевичу, директору издательской группы СВС. Вот как уже отметили за наш проект «Золотые звезды Чувашии», это комплект плакатов, набор открыток и электронной версии на CD-диске. Значит, на 11 плакатах все наши герои Советского Союза, земляки. Их у нас 135 человек, включая уроженцы Чувашии, значит, жители Чувашии, и мы туда включили все-таки чувашскую диаспору. 35 героев Советского Союза у нас, родивших за пределами Чувашской Республики, но по национальности Чувашии. Я сам тоже родом из Ульяновской области, вот из Чувашского района, Чувашское село, вернее. У нас 3 героя Советского Союза, наши вот чувашской национальности. Мы их решили уж как раз один народ не обидеть, они тут есть. И 2 плаката «Полные кавалеры ордена славы», их у нас 25 человек, опять-таки уроженцы, жители и чувашская диаспора. И 1 плакат, значит, потом мы поможем их на твердую основу поставить. Просто вот так пришлось мне быстро вам выбраться, внезапно так получилось. Чуть заранее надо было это надо знать. И 10 героев России у нас в Чувашии. На красивую маленькую республику это немало, так ведь, да? Так что чувашский народ Чувашии достаточно героический, да? Вот и в то же время мы уже не только по республике, вот они комплекты у нас открыты, да? Уже начали по районам. Только что первая ласточка, вот это 9 числа, День Героев Отечества, мы проведем презентацию нашего проекта. Героями гордится земля Маргаушская. Это вот идея неплохая. Вот тоже на 1 район, Маргаушский район, 5 героев Советского Союза, герои России, полный кавалер ордена славы и 3 героя соцтруда. Вот здесь биографического плана, стилизованная такая фотография, на обороте описание подвига. Это вот обо всех наших героях. Вот. Василий Борис Михайлович, кстати, получил героя 20 ноября 1941 года. Таких достаточно по стране даже мало. Вот. Гордиться есть. Вот Евлалия Ивановна Васильева, в одной семье 2 героя соцтруда. Она сама и муж, вот Зайцев, предположим, был. Вот, так что вот такие у нас люди знаменитые. Мы это как раз вот нашему музею сделаем такой подарок, как говорится, да. Вот, к сожалению, вот герои Советского Союза мы в единственном экземпляре только смогли, потому что себестоимость достаточно большая, в малом количестве, а большом это я уж для показа. Вот все тут наши герои, они есть. А вот электронная версия здесь уже полностью и описание подвига, и биографическая плана, и, значит, и фотографии. Пользуясь случаем, могу вот благодарность объявить, как говорится, от нашего имени. Да, я, наверное, не представился, директор издательской группы. Но мы создали совместно с архивами республики, с библиотеками. Вот гуманитарный институт представитель Наталья Борисовна, можете встать, вот она молодец, патриот своего края. Не только, вот, скажем, 4-томная энциклопедия электронная, она обновляет, звонит, как бы вот молодец, вот ведет электронную версию, у нас все обновляется. Вот. Не так давно, значит, я сейчас заканчиваю, вот
Батыревском районе Рахим Бакисим Гадулович. Он считался не нашим, татарстанским, как будто бы он родился, когда его считали. Но его дочь живет в Казани, он погиб в 40 году, кстати, в финскую войну. Она прислала документ, все-таки он родился в деревне Долгий остров Батыревского района. Вот в ходе вот этих работ, так что мы большое дело сделали, вернули героя в родную камень, как говорится. Да? Ну что ж, вам большое спасибо, плодотворные работы. Так, давайте вместе вот так работать, друг друга ездить и в гости, и значит, на работу, как говорится, ну, по работе вернее, да? Так что архивисты молодцы. Михаил Людмила, хотите нашему архиву подарить? Да, вот это мы, вот мне первый власти по району сказал уже полный кавалер ордена славы, вот их тоже. И вот герои России, у нас 10 человек, опять повторяет нам маленькую красивую республику. Вот, и электронная версия, и вот эти плакаты, один из плакатов здесь. Большое. Да. Дорогие друзья, мы переходим к выступлениям. И слово предоставляется Андрееву Владимиру Спиридоновичу, директору Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Национальный центр национального наследия народов Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. И вам большое приветствие от хранителей живой истории Якутии, от нашего учреждения, от работников нашего учреждения, Центр аудиального наследия народа Республики Саха. В настоящее время организация государственного учета хранения и использования аудиального наследия Республики Саха является частью фондовых материалов Национальной библиотеки. Фотографиями занимается Национальный архив, а участниками видеодокументов государственное казенное учреждение Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха. Республике положена более-менее хорошая нормативно-правовая база для формирования и использования аудиовизуального наследия. Так, в 2005 году у нас был принят закон, республиканский закон об аудиовизуальном наследии. В 2010 году утверждено постановление правительства о ресурсной базе формирования аудиовизуального наследия, где утвержден перечень явлений, событий и фактов материальной и духовной жизни Республики Саха-Якутия, подлежащих обязательному аудиовизуальному документированию, и список производителей обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, и этим же постановлением утверждены правила комплектования и использования фонда аудиовизуального наследия. В 2012 году утверждено положение о едином государственном республиканском реестре уникальных и особо ценных документов, аудиовизуальных документов республики. Целенаправленная работа по сохранению и использованию именно кино-видеодокументов аудиовизуального наследия началась с 1996 года с организацией появления Государственного национального хранилища кино-видеодокументов Республики Саха-Якутия. Изначально выбран нелегкий путь развития как технотронного архива кино-видеодокументов новейшей истории Якутии. Наше учреждение за прошедшие 20 лет преодолело немало трудностей в своем становлении. С разными проблемами приходилось сталкиваться впервые, и не сразу разрабатывалась методика и практика работы. В разные годы приоритетные направления развития нашего учреждения были определены республиканскими программами. Например, участвуя в республиканской программе внедрения международных стандартов качества и хранения кинодокументов, Госхино хранилище было оснащено аналоговой и цифровой аппаратурой, была создана база данных по источникам комплектования фондов. В рамках программы «Память Якутии» Госхино хранилищем были собраны и оцифрованы материалы по темам Якутия 20-30-х годов 20 века, армадодобывающая промышленность Якутии, и другие материалы, и все они были выставлены в информационном портале программы «Память Якутии». По программе создания республиканского архива кино документов о якутянах, участниках Великой Отечественной войны мы работаем с 2001 по 2010 год.
сняли и собрали вживую 1462 воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 41-45 годов. И на основе этих собранных материалов выпустили 16-серийный цикл документальных фильмов «Живые голоса войны». Потом нашу работу продолжила национальная вещательная компания «Сахар», и они дополнительно довели этот список до 21 серий. В рамках государственной целевой программы по сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса «Лансон», который является шедевром мирового культурного значения, работники Госкина хранилища принимали участие в корпоративной разработке. И значит, впереди кропотливая работа по восстановлению, перезаписи и экспертизе нового пополнения фондов, новых бесценных, а значит, впереди кропотливая работа по восстановлению, перезаписи и экспертизе нового пополнения. Исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук собрали и перевели в видеоматериалы по эпосу Лансон на цифровые носители. И у нас, как у вас тоже, наверное, одним из действенных механизмов по выявлению, постановке на государственный учет и хранению аудиальных документов является ежегодный республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии», который проводится у нас с 1999 года. Задача конкурса – привлечение широких кругов общественности к формированию и сохранению аудиовизуального наследия республики. И по итогам этого конкурса в наш фонд ежегодно добавляется несколько десятков единиц учета сильнейших материалов. Естественно, кроме сбора и приема видеоматериалов от производителей, мы ведем постоянное инициативное документирование, инициативное архивирование. Отрадно, что в нынешнем 2016 году наше учреждение, фонд, который является объектом национального культурного достояния народов и республики, переименовано в Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики и уже начал работать в новом качестве. И планируется, что вся работа с фотографиями, фоновыми материалами перейдет в наше видение. В наших фондах в настоящее время хранится более 31 тысячи единиц учета кино-видеоматериалов новейшей истории Якутии, вживую показывающих общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь республики, начиная с 1924 года. Из них мы считаем особо ценными 609, особо ценными 622 и уникальными 4 документа. Обратившись к нашим фондам, исследователь может открыть для себя немало, увидев на кинопленке виды городов и селений на территории Якутии, силуэты старинных зданий, жилищ, самобытные природы севера, бытовые и культурные зарисовки, картина развития промышленности, сельского хозяйства, экстремальных условиях, портреты людей различных поколений и профессий и многое другое. Кроме основной работы в целях сохранения развития кинематографии Якутии, а также для восстановления и воссоздания исторического наследия кинематографистов Якутии в 2001 году был у нас создан музей кино Якутии. В музее комплектуются лишние архивы работников кино, экспонируется киновидеотехника и материалы, связанные с историей кинематографа во всех его видах, собрано и хранится более 5000 экспонатов. Также мы собираем и издаем воспоминания ветеранов и о ветеранах кинематографии, будущего на 11 серий сборника «Люди за кадром». Музей также периодически организует тематические выставки, показывающие различные периоды истории кинематографии Якутии. Проводим кинолектории, осуществляем совместно с общественными организациями, так как кинематографистов, ветеранов кино и другими организациями проекты, такие как, например, показ 70 фильмов 70-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом, и проект «Экология души». Это ознакомление детей и юношества с советскими, российскими, анимационными и другими фильмами, да и многое другое.
у нас сейчас хранится, да и у вас, наверное, очень много, большой объем киноматериалов в руках у населения, учреждений и ведомств. В целях спасения и сохранения этих киновидеоматериалов, которые уничтожаются из-за непонимания их исторической ценности или же просто теряются из-за ненадлежащего хранения, совместно с Советом муниципальных образований республики была начата работа по организации сбора, хранения, постановки на учет и использования аудиальных документов в муниципальных образованиях республики, то есть организации системной работы. И как итог мы хотим создать республиканскую сеть муниципальных аудиальных хранилищ, потому что, естественно, всю историю республики хранить в одном архиве невозможно. В настоящее время во многих муниципальных образованиях имеют свои хранилища, архивы, некоторые имеют штатных работников, и Центр аудиовизуального наследия по мере своих сил старается оказывать методическую помощь вновь появляющимся муниципальным хранилищам, архивам. Но есть ряд причин, из-за которых работа продвигается с трудом. Это, как вы понимаете, наши дальние расстояния, сложная транспортная схема, проблемы со связью, интернетом и, конечно, главное, финансовые трудности. В настоящее время в связи с приближением столетия с основания Якутской автономно-советской социалистической республики, это 2022 году будет юбилей, в вопросах сохранения документов истории бесценной живой памяти народов Якутии приобретает особую актуальность. И в марте этого года по предложению съезда муниципалов республики было создано и уже начало свою работу народное движение по комплектованию и сохранению аудиовизуального наследия муниципальных образований на встречу столетия государственной Якутии. То есть мы бросили клич всей общественностью республики, который был охвачен, и сейчас быстрыми темпами создаются комиссии, группы по наследам, по городам, по поселкам, которые будут заниматься сбором, комплектованием и организацией хранения и сохранения аудиовизуальных документов того или другого населенного пункта. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха разрабатывается концепция организации хранения и сохранения аудиовизуального наследия народов Республики Саха. И мы уверены, что все трудности будут преодолены, и к 2020 году, столетию государственности Якутии, мы придем с хорошо оформленным и беспрерывно пополняемым аудиовизуальным наследием республики, являющейся неотъемлемой частью живой истории России. Мы, представители самого северного киновидеоархива, благодарны и очень рады тому, что являемся участниками данного мероприятия. Это дает нам возможность более тесного знакомства с работой других регионов. И думаю, что это знакомство, надеюсь и уверен, что это знакомство перерастет в дружбу и сотрудничество со всеми другими регионами. Мы в конце концов делаем одну работу. Поэтому, конечно, эта работа трудная, много проблем. У нас с вами общие цели, общие проблемы тоже. И поэтому на площадке вот этого круглого стола мне хотелось бы озвучить желание всех аудиовизуальных архивистов республики, да и вашей тоже, наверное, чтобы в целях регулирования правовых отношений всех участников производства, хранения и использования документов аудиовизуального наследия нашей великой России был принят федеральный закон об аудиовизуальном наследии, что архиважно, и еще была бы создана единая научно-методическая база для работы с аудиовизуальными документами, и все наши разговаривали бы на одном языке, на одних и тех же документах. Тогда мы думаем, что работа по увековечению живой памяти народов России будет крепко оформлена. Ну и желаю всем вам дальнейшей плодотворной работы. Вопросы есть, докладчик? Наверное, есть, да? Давайте сразу будем вопросы задавать, потому что, чтобы не отходить от темы, очень интересное выступление, очень
интересный архив. Пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста, по поводу оцифровки кинодокументов. Вы использовали свое оборудование или какое-то другое? Просто стыдно, краснею, переходя в другой регион, признаться, что оцифровку мы ведем уставным способом. А сейчас восстанавливаем контакты, ищем людей, которые бы помогли в нашем деле. Но был вопрос, есть предложения разные, то есть приехать, увезти то ли в Владивосток, то ли в Москву все наши фонды, что практически невозможно. И есть варианты, по которым несколько учреждений явили желание приехать к нам и на месте оцифровать. Что сейчас рассматривается? Скажем, это картин, съемка в зале. Съемка в зале. Прямо с экрана. И мы такие же. Еще Да. вопросы есть? Владимир Спиридонович, извините, у вас в Якутии очень хорошо поставлено дело с кино. Якуты постоянные участники нашего Чебоксарского кинофестиваля ежегодным, чем мы прям очень гордимся. Скажите, пожалуйста, а вот то кино, которое создается у вас ежегодно, вам сдают обязательно экземпляры или как это у вас поставлено? С Сахафильмом у нас отношения очень хорошие, и каждый кинолюбитель старается, чтобы его работа и он сам остался в истории. Поэтому проблем в этой части у нас нету. У нас есть проблемы с другими производителями, теми же и частными, и государственными телекомпаниями. Потому что, знаете, хотя есть закон об обязательном экземпляре, который как раз сейчас рассматривается в декабрьской сессии из Тюмена нашего государственного парламента республиканского. И мы внесли ряд предложений по изменениям и дополнениям в этот закон. И хотим поделиться с вами, как у вас приятный опыт. Вот, например, в Татарстане, оказывается, все это поставлено как требуется. Но у нас есть, конечно, пробелы, но в основном приносят. У нас национальная решательная компания «Сахар» имеет свой большой, хороший архив, и мы, конечно, не стремимся к тому, чтобы взять в них все материалы. У нас есть, у них есть так называемый золотой фонд, они так, периодически нам доставляют, но спор идет о их так называемом золотом фонде, который они берегут как зеницу ока, и сейчас рассматривается вопрос о том, что они передадут этот золотой фонд нам, как страховые копии, и будет как в ядерном чемоданчике, без две подписи, и без отсутствия одной, это никто туда не полезет. Ну, такие проблемы. Да и у вас, наверное, такое. Пожалуйста, еще какие-то. А так вот постановление правительства работает четко с муниципальными образованиями, с другими учреждениями скоро большими. Владимир Спиридонович, а штат в вашем архиве какой? Вот у вас огромное количество документов, вы ведете огромную работу. Сколько человек? Штат у нас 21 человек. Мы, конечно, команда небольшая, поэтому мы стараемся привлечь к этой работе не только самим пахать, а привлечь муниципальное образование, министерство, ведомство с тем, чтобы это дело, я сейчас сказал, что двинулось, чтобы каждый наслед, каждый поселок, каждый город имел, и каждый городской округ имели свои архивы, хранилища архивов. И мы были бы руководителями вот этого республиканской сети. И хотим добиться этого столетия республики. Больше нет вопросов? Спасибо, Владимир Спиридонович. Потому что такая работа малыми силами и И слово предоставляется Степановой Инессе Михайловне, директором Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл, Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл. Добрый день, уважаемые коллеги. Архивисты Республики Марий Эл тесно дружат с архивистами Чувашии, поэтому мы тоже в этот раз не остались в стороне, решили приехать, несмотря на мороз. Мы привезли вам подарок, энциклопедию Республики
Республики Мариэл. Пожалуйста, идите, пожалуйста. Я лично в вашем архиве впервые, поэтому очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое. Тема моего выступления – это инициативное документирование как способ пополнения архивного фонда Российской Федерации аудиовизуальными документами. Аудиовизуальные документы составляют одну из важнейших по содержанию, информативности и иллюстративности частей Архивного фонда Республики Мариэл. Особенностью таких документов является то, что они создаются в момент события, и в них отмечаются такие детали, которые не могут быть зафиксированы другими видами источников. Следовательно, сохранение аудиовизуального наследия остается актуальной проблемой сегодняшнего дня. В связи с уменьшением количества источников комплектования в начале 90-х годов у архивов возникла необходимость самостоятельного создания документов. Наш архив не исключение. На сегодняшний день динамично развивающимся и перспективным направлением Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Мариэл является инициативное документирование. Этот вид работы носит творческий характер и является составной частью процесса комплектования архива аудиовизуальными документами. Тем самым значительно расширяется сведения о научно-технических, культурных, общественно-политических и других аспектах деятельности Республики Мариэл. Создание аудиовизуальных документов является важным видом работы архива по пополнению архивного фонда Республики Мариэл документами, отражающими современную действительность. Многие мероприятия, проходившие на республиканском уровне, освещаются средствами массовой информации, но не все мероприятия документируются. Многие учреждения не имеют возможности или не ставят этой целью в полной мере документировать свою деятельность. Поэтому участие архивистов в их мероприятиях с целью инициативного документирования позволяет в какой-то степени заполнить этот пробел. И таким образом в архиве создается значительный пласт интереснейшей информации о жизни республики, города Ишкаралы. Инициативное документирование представляет собой поиск и сбор по инициативе сотрудников архива документов, представляющих историческую ценность и подлежащих хранению. Сотрудники архива ведут видеосъемки видов улиц, площадей, зданий. В инициативном порядке на видео записываются воспоминания граждан, различные мероприятия. Начало инициативному документированию Государственного архива было положено с момента образования архива в 2002 году. Более целенаправленно инициативное документирование проводится с 2003 года. Всего за период с 2002 по 2016 год проведена фото- и видеосъемка более 400 значимых мероприятий. Ежегодно доля аудиовизуальных документов по инициативному документированию составляет более 10% от общего объема. Для инициативного документирования сотрудниками архива выбираются события, которые представляют историческую значимость для нашей республики. При организации данного вида деятельности первостепенное внимание уделяется крупным общественно-политическим государственным событиям. В целом, документируемые события можно выделить на следующие тематические группы. Деятельность республиканских органов исполнительной власти. Сюда входят совещания, участие в общественно-политических мероприятиях, вручение наград и так далее. Мероприятия, посвященные историческим событиям республики, города, организаций. Юбилейные события, связанные с известными людьми республики, такие как авторские вечера, писателей, поэтов, композиторов и так далее. Мероприятия, проводимые Управлением по делам архивов Министерства культуры, печати и по делам национальности Республики Мариэл, такие как заседания коллегии, научного совета, экспертно-методической комиссии. Мероприятия, проводимые общественными, национально-культурными организациями. Мероприятия конфессиональных объединений, религиозные праздники, освящение культовых мест и сооружений и другие. События культурной жизни, празднование Дня города, художественные выставки, концерты, фестивали, конкурсы, юбилеи. Мероприятия, проводимые в рамках традиционных праздников, День защитника Отечества, праздник Сабантуй, Веледышпарим и многие другие.
Конечно же, строительство и реконструкция исторически значимых зданий или частей города Ишкаралы. Вот вы видите на слайдах виды города Ишкаралы. Другим направлением инициативного документирования является создание видеозаписей воспоминаний участников и свидетелей знаменательных событий в истории страны и республики. Например, в архиве у нас хранится более 100 единиц учета, видеозаписи интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для достижения успеха в инициативном документировании необходимо правильно спланировать работу по данному направлению. Поэтому у нас разрабатывается отдельный план, который нацеливает архив на документирование не случайных событий и случайных людей, а на создание наиболее полного комплекса документальных источников, отражающих жизнь Республики Марий Эл, его историю. Для подготовки годового плана по инициативному документированию сотрудниками архива изучаются календари памятных и знаменательных дат, постоянно прослеживается информация средств массовой информации. Также изучаются планы основных мероприятий, проводимых в республике. Большая часть аудиовизуальной информации создается сотрудниками архива в ходе работ по инициативному документированию при посещении мероприятий, проводимых республиканскими учреждениями и организациями. В последнее время сотрудниками архива фиксируется на фото и видеосъемку более 40 мероприятий в год. Исключением является нынешний год. Здесь я хочу немножко остановиться. В этом году произошла реорганизация нашего архива путем присоединения Марийского республиканского фильмофонда. В связи с этим к нам на хранение перешли и кинофильмы. Но так как еще год кино, год российского кино в республике, поэтому весь план фильмофонда тоже перешел на наш, и мы в этом году работаем по двум планам. И, соответственно, у нас и мероприятий очень много. У нас нынче вместо средних 40 мероприятий в год, как я уже назвала, да, более 80 мероприятий. Для более полного отображения события сотрудниками архива проводится одновременно фото и видеосъемка. Мы стараемся все мероприятия зафиксировать комплексно. Аудиовизуальные документы, создаваемые в ходе инициативного документирования, активно используются в подготовке выставок архивных документов. На официальном сайте архива Марий Эл в сети интернет в тематических разделах «Преображение столицы», «Великая Победа», «Человек на войне», которые ведутся с 2006 года, фотогалерея «Новости», которые ведутся с 2007 года, размещаются фотографии и события, зафиксированные сотрудниками нашего архива. Инициативное документирование является одним из перспективных методов комплектования архива, так как позволяет оперативно создавать разноплановые аудиовизуальные документы. На 1 января 2016 года в коллекции фотодокументов Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий Эл хранится более 2000 единиц учета за 2002-2016 годы. В коллекции видеодокументов более 400 единиц учета за 2003-2016 годы. Технические средства, имеющие у нас в архиве, это 2 цифровые видеокамеры, 2 цифровых фотоаппарата позволяют активно заниматься этим видом деятельности. Работа по инициативному документированию очень интересная и требует от сотрудников архива определенных знаний, умений и навыков. Для проведения работы по данному направлению необходимо иметь квалифицированных специалистов, подготовленных для ведения съемки, умеющих пользоваться техническими средствами фотосъемки и видеозвукозаписи. Специалисты также должны знать историю своей республики и быть в курсе всех современных событий. На сегодняшний день в штате архива имеется всего 1 сотрудник по специальности аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, который занимается видеосъемкой и цифровой обработкой видеоматериалов. Фотосъемкой и цифровой обработкой фотоматериалов занимается сотрудник без специального обучения. Пополнение архивного фонда Республики Марий Эл аудиовизуальными документами идет непрерывно, и таким образом у нас работа архивистов по данному виду продолжается. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
пожалуйста, я заведующий сектором формирования фондов нашего архива, и как раз мой сектор занимается независимым документированием, подобным вашим, несколько большим, наверное, в месяц делаем мероприятий, чем вы. И мне очень интересно, вы говорили о принципах, по которым отбираете мероприятия. Скажите, вас приглашают на мероприятие или вы сами напрашиваетесь? Как это у вас? У нас и так, и эдак. Мы прослеживаем все планы, правительственные планы мероприятий, планы Минкультуры. Мы уже в курсе событий, да? Бывает и приглашают, бывает мы просто предупреждаем, что мы приходим. И без проблем они нас пропускают, и мы проводим данные мероприятия. Конечно, вы говорите, что у вас больше проводится, но у нас штат очень маленький. У нас всего 14 человек в архиве, из них 10 человек только работающих. Из 10, значит, 1 сотрудник работает по фотосъемке и 2 человека по видео. Скажите, кто занимается аннотированием? Аннотированием занимаются эти же сотрудники. Да, да. Они же составляют описи. Да. Какой определенный отдел вы занимаетесь? У нас всего 1 отдел, я еще раз скажу, что у нас 14 человек в архиве всего, и всего 1 отдел. И занимаемся мы почти все. Так же у вас, да? Ну, у всех, наверное, так. Спасибо большое. Вы добавили фильмофонд, а по фильмофонду какая работа ведется и кем она ведется? По фильмофонду, значит, к нам перешли 4 человека. Из них 1 на полставки, 1 техслужащий и 1 сотрудник в декретном отпуске. В итоге остается 1 всего сотрудник, да, работающий. Конечно, сейчас у нас проводится работа по сверке списков. Ну, багаж более 8000 фильмов. Да. Нет, туда входят и документально-хроникальные, в основном художественные, но и отражающие, конечно, историю Республики Марий Эл. Ну, отрадно слышать, что сохранили фильмофонд, потому что, когда был такой переходный период, прошли слухи, что у вас вообще ликвидировал фильмофонд. Очень печально, да, как некая реорганизация. Сергей Николаевич хотел вопрос задать, да? У вас был вопрос. Нет, я хотел как раз спросить по объему, то есть вопрос нам уже ответили. Спасибо. Вопросов больше нет? А определенная статья есть финансирования на инициативное архивирование? Нет, конечно. Нет, все Нет, такое. нет, конечно. За кадром остается статья. Как будто все это делается на добровольных началах, а не происходит. Оптимизм, желание. Ответ заключается в слове инициативное. Да, инициатива. Спасибо, Анна Михайловна. Если нет вопросов, то о современных технологиях обеспечения сохранности информации нам расскажет Горохов Сергей Николаевич, руководитель Центрального государственного архива аудиовизуальных документов Республики Татарстан, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Государственного архива Республики Татарстан. Титулованная должность. Уважаемые коллеги, можно уже сказать добрый день. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить чувашских архивистов за такой прием. И у нас уже как бы складывается такая традиция. Мы аудиовизуальные архивы очень часто, ну как часто, 2-й раз мы встречаемся уже в Чувашии. И мне кажется, хорошо бы, чтобы эта вот тенденция закрепилась. И мы бы вот как бы ежегодно бы встречались. Потому что все-таки надо отметить, что свое помещение, свое здание, это, в общем-то, ну, достаточно положительный момент. И вот в этом году мы тоже переезжаем как бы в реконструированное новое здание, хотя мы там будем не одни, у нас возникает некий такой центр обязательного экземпляра. Ну и одновременно с нами будет также сосуществовать лаборатория ГБУ, Государственный архив. То есть у нас происходят сейчас достаточно разительные перемены. Реорганизация коснулась всей деятельности архивного дела в Татарстане. То есть все наши 5 архивов теперь объединены в один. Это Государственное бюджетное учреждение, Государственный архив. Соответственно, отдельно у нас сформировался Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу. Соответственно,
наш руководитель наделен министерскими полномочиями. И такой статус он дает, в общем-то, достаточно большие перспективы развития. А что касается непосредственно нашего архива, то сегодня я хотел как раз, может быть, немножечко тему сменить в направлении обязательного экземпляра, хотя я тоже расскажу по вопросу обеспечения сохранности, но просто здесь в кулуарах как бы я понимаю, что эта тема достаточно интересная. Вот. И когда мы говорим об использовании, то мы понимаем, что любой архив, он как бы стоит на 3 китах. Да? Это комплектование, обеспечение сохранности и использования. И ни один архив, он не будет называться архивом, если у него нет всех этих 3 компонентов. Поэтому, когда я говорю об использовании, это значит, мы и комплектовались и обеспечивали сохранность. Следующий слайд, пожалуйста. Надо отметить, что наш архив образовался в 1999 году на основании постановления 892. Людям не лень было собираться 31 декабря 1999 года, чтобы создать наш архив. Поэтому 31 декабря 1999 года это наш день рождения. Вот. Надо отметить, что сразу же стал вопрос о передаче в наш архив документов ГТРК «Татарстан», это наша телерадиокомпания, и Казанской студии кинохроники. И первое десятилетие это, в общем-то, было потрачено на то, чтобы создать именно вот архив на базе источников комплектования таких крупных, потому что Казанская студия кинохроники в свое время это достаточно мощная студия, которая имела свои региональные пункты во многих, так скажем, республиках Поволжья, и в Марий Эл, и в Чувашии. И, соответственно, те объемы, которые нам передали, это более 7000 документов, передавались они долго. Само постановление пришло к нам в 2003 году от Минземимущества. И так получилось, что нам передали не только само фильмохранилище, но и интеллектуальные права, соответственно, на эти документы. Поэтому много сегодня вопросов, которые мы будем затрагивать, они так или иначе связаны и с интеллектуальными правами на аудиовизуальные документы. Это тоже очень важный вопрос, который перед всеми нами стоит. Что касается закона об обязательном экземпляре, то хочу отметить, что в 2011 году мы наконец-то свои кинодокументы Казанской студии кинохроники разместили в нашем хранилище. То есть используя, конечно, современные технологии и опыт Российского государственного архива кинофотодокументов. Здесь многие люди знают и застали Владимира Марковича Могильного. Недавно проходил в Москве конференция, посвященная 90-летию РГКФД. И она была посвящена именно Владимиру Марковичу. Я тоже считаю его своим учителем. Человек, который, в общем-то, всю жизнь посвятил себя именно аудиовизуальным архивам и, в общем-то, обучал также и нас, и приглашал на различные мероприятия. Я помню мероприятия Евы, которые там проходили в Москве, и всегда мы с большим удовольствием туда ехали просто-напросто учиться. И начиная с 2011 года мы разместили все кинодокументы, это свыше 7000 коробок. А также за эти годы сумели оцифровать в плановом режиме и видеодокументы телерадиокомпании «Татарстан». Но мы на этом не остановились. И я также считаю, что аудиовизуальным архивом здесь на примере Якутии было заметно, что аудиовизуальные архивы активизировали свою деятельность и выходят именно с правовой инициативой. Поэтому в 2007 году мы тоже вышли с правовой инициативой, и в законе об обязательном экземпляре появилась небольшая строчка, что субъект Российской Федерации также определяет место постоянного хранения обязательного экземпляра. И здесь вы видите закон об обязательном экземпляре. Единственное, хотел бы красненькими здесь заметить, что электронные документы, распространяемые исключительно с использованием телекоммуникационных сетей, они этим законом не рассматриваются. Хотя это тоже достаточно большой пласт, и в настоящее время в Татарстане тоже выходит с такой правовой инициативой рассмотреть вопрос и о хранении веб-сайтов, различного аудиовизуального контента, но не только аудиовизуального контента, который размещен в сети интернет. То есть если показать просто статистику даже, то если во всем мире 300 миллиардов книг, допустим, выпускается издательствами различными, то в интернете это свыше 600, которые просто не имеют своего бумажного даже аналога. И мы можем просто, так сказать, остаться без этих, так скажем, материалов.
Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому вот заинтересованность нашего архива в том, чтобы обязательный экземпляр также оставался в субъектах Российской Федерации, он заключается в том, что в отличие, допустим, от документов книжных, документы, которые являются аудиовизуальными и, так скажем, создаются кинопроизводителями или телекомпаниями, они исторически значимы для тех регионов, в которых они находятся. А в соответствии с законом об архивном деле документы исторически значимые для данной республики, допустим, они должны храниться на территории республики. Поэтому здесь такой важный вопрос. Документы, которые, собственно говоря, мы получили, они также значимые для нашей республики. Ну, следующий слайд, пожалуйста. Что касается депонирования обязательного экземпляра, то, во-первых, у нас есть непосредственно закон в Республике Татарстан и также постановление Кабинета министров, в котором вот рассмотрены все вопросы приема обязательного экземпляра. То есть начало у нас было положено в 2011 году, мы стали принимать документы. Ну, вот плюс Республики Татарстан заключался в том, что как бы у нас есть компания, так скажем, акционерная Татмедиа, в которой входит достаточно большое количество вот, медийных компаний по республике. Поэтому, ведя переговоры именно с Татмедиа, мы получили, так сказать, в соответствии с законом обязательного экземпляра и постановления нашего достаточно мощный источник комплектования, который сразу повысил наш прием. То есть на сегодняшний день только значит, вот, поступление архивного фонда обязательного экземпляра привело к тому, что ну, порядка 300 тысяч единиц учета, да, с 2011 года, достаточно большой скачок. И программа по оцифровке, которую мы, начиная с 2013 года, начали оцифровывать кинодокументы, привел к тому, что объемы наших вот, хроникальных документов Казанской студии кинохроники, а мы оцифровывали достаточно высоким качеством, 2,3К, составил 0,6 петабайт. Да, то есть это достаточно большие цифры, которые требуют, соответственно, ну, определенных уже технологий хранения. Поэтому на прошлой конференции, на прошлом круглом столе я рассказывал и о том, что нам пришлось делать целую технологическую цепочку по хранению электронных документов. А вы понимаете, что те документы, которые мы получаем из редакции газет, журналов, из телерадиокомпаний, это в основном будут цифровые документы. Поэтому нам необходимо было не только, так сказать, принять эти документы, но обеспечить сохранность этих документов на длительные годы, потому что у многих документов, что касается обязательного экземпляра, это срок хранения постоянный, необходимо было обеспечить все условия сохранности. Поэтому мы использовали технологии вот каменных дисков, о которых я говорил. Мы ездили в Чехию, мы проходили обучение, соответственно, компании Norstar и закупили оборудование, которое позволяет нам не только, так сказать, положить диск на полку, да, но в течение 5-летнего срока проверять, все ли нормально с диском, необходимо ли его переписать. И, может быть, и нет такой необходимости, он полежит и дальше. Потому что, на самом деле, электронные документы на сегодняшний день достаточно хрупкие, и тенденция развития идет к тому, что скоро появятся достаточно серьезные носители, которые будут обеспечить длительные сроки хранения. Но пока вот мы не останавливаемся на том, что как вот в архивной сфере положил и забыл, да, потому что бумага достаточно длительно хранится, то с точки зрения вот электронных документов мы используем серьезные технологии, и мы открыты для того, чтобы озвучить, какие технологии, если кому интересно, мы, конечно, расскажем. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну а что касается обязательного экземпляра, то вы видите, зарубежный опыт показывает, что многие страны уже обязательным экземпляром значит, депонирование уже происходит, то есть и во Франции, в Швеции, за рубежом. Сейчас идет уже разговор о том, что в Европе хотят такое создать единое хранилище кинодокументов. И, естественно, но вообще обязательный экземпляр — это отдельный разговор, потому что обязательный экземпляр, так сказать, придумали еще и англосаксы, это все работает с 17 века. Для нас, конечно, это и множество различных вопросов, потому что в законодательстве недостаточно четко, на мой взгляд, прописаны вопросы, связанные с комплектованием, то есть
написана фраза, допустим, мы принимаем документы идентичного качества, но, к сожалению, мы пока вот не нашли понимания, и если некоторые телекомпании нам бьют с идентичным качеством, то есть с исходным качеством, то многие архивы передают нам уже в компрессированном виде, сжимают различные форматы, и поэтому здесь мы как бы, стараемся дипломатично, но немножко нажимая на них, решать эти вопросы так, чтобы качество передаваемых документов было действительно идентично оригиналу. И обязательный экземпляр принимаем не только мы, но и также ВГТРК, вы знаете, принимает обязательный экземпляр от всех, соответственно, телекомпаний Российской Федерации. И вот здесь у нас к ним тоже есть вопросы. Я думаю, что вопросы приема, описания обязательного экземпляра здесь, на мой взгляд, очень важны. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается непосредственно нашего архива, то начиная с 2011 года, я вам сказал, у нас достаточно большие объемы, и эти объемы мы записываем на различные внешние носители. Если эти объемы позволяют, мы записываем их на каменные диски. Сейчас уже стали появляться каменные Blu-ray диски. Мы используем также и винчестеры. Я думаю, в ближайшем будущем будем для кинодокументов записывать и на магнитные, то есть использовать технологию стримерной записи. И здесь я хотел бы сказать, что обязательный экземпляр позволит не только нам, но и другим архивам еще возможность и более широкого использования этих документов. На самом деле закон об обязательном экземпляре позиционирует, что любой пользователь нашего архива имеет право получить доступ к обязательному экземпляру бесплатно. Это основное положение в этом законодательстве. Но это не значит, что мы не можем с нашими производителями сотрудничать и использовать, допустим, наши какие-то площадки для того, чтобы позиционировать их, допустим, в системе интернет. То есть в Канаде, допустим, существует система обязательного экземпляра, когда производитель сам решает вопрос, позиционирует ли ему этот экземпляр с помощью портала в интернет, либо же он закрывает его для пользователей. То есть такие возможности офлайн-систем, онлайн-систем существуют, и производитель должен сам решить, выставлять или не выставлять, и в каком виде выставлять. Потому что многие производители действительно считают закон об обязательном экземпляре как некий дополнительный налог, потому что они тратят деньги, они должны сдавать обязательные экземпляры. Мне кажется, что здесь надо с производителями находить общий язык, предлагать какие-то, может быть, системы взаимовыгодные для того, чтобы не только пользователь получал, допустим, доступ в интернете, это, конечно, удобнее, да, но и какие-то площадки, на которых можно было бы этими документами торговать, в том числе и зарабатывая на них не только производителям, но и, собственно говоря, архивом. Поэтому эта тема открыта для дискуссии, и мне кажется, что она очень важна. Просто в настоящее время мы планируем в следующем году разработку некой такой портала по приемке обязательного экземпляра, то есть так же, как система ВГТРК использует современные технологии приемки документов по обязательному экземпляру, то мы тоже хотели сделать некую такую систему, которая позволяет непосредственно не нам, а уже производителям аннотировать в веб-кабинетах, соответственно, делать систему более автоматизированной, так, чтобы не загружать слишком наших архивных сотрудников. Потому что я здесь послушал цифры, просто в пот бросает, где-то 26 человек, где-то 14, 10 человек в Республике Татарстан, 0,6 петабайт информации. То есть это возможность, именно применяя новые информационные системы, так сказать, малыми усилиями, но делать достаточно большие дела. Мы сегодня также пригласили представителей из Москвы, потому что мы работаем, у нас такое частное государственное партнерство есть над фильмом. Я думаю, мы сегодня еще послушаем Игоря Дюбина, который покажет то, собственно говоря, что мы реализовали именно с архивным материалом, когда мы этот архивный материал еще и не только позволяем обычному обывателю посмотреть видео с низким разрешением и с логотипами, но и, соответственно, сидя дома за чашкой кофе, как говорит господин Артинов, руководитель архива, соответственно, просто купить этот материал. Потому что и режиссеры, различные телекомпании, продюсеры, они этот материал просто могут с сайта, соответственно, современными технологиями покупать.
Ну и последние вот месяцы показывают, что какой-то определенный плюс от этого есть и материальный, потому что наши руководители все время спрашивают, зарабатываете ли вы деньги. Ну, потихонечку начинаем, потому что я думаю, что вот, позиции, когда архивы и из бюджета берут достаточно большие деньги, чтобы оцифровать достаточно интересный исторический контент, конечно, он должен быть востребован, и, соответственно, мы надеемся на плодотворное сотрудничество и с различными компаниями, которые будут продвигать наш контент в сети интернет. Ну, это кратко, если какие-то вопросы будут. Самое главное, да, я думаю, назрел вопрос уже все-таки о создании и Национальной ассоциации аудиовизуальных архивов. Почему я так говорю? Потому что иногда бывает обидно. То есть вот совсем недавно пришел документ по ИДО от Российского государственного архива научно-технической документации. Они создают ассоциацию научно-технических архивов. Поэтому мне кажется, что вот, если это будет такой позыв от регионов создать национальную ассоциацию, чтобы мы могли как-то, немножечко и наши интересы, потому что нас немножко забывают все-таки, да, вот посмотрите даже по основным правилам работы, многие вопросы, они вот для аудиовизуальной животрепещущие и требуют немедленного решения, потому что и кинопленка, и там магнитная пленка, это все документы, которые требуют себе очень важного внимания и пиетета. И поэтому мы должны отстаивать свои интересы, чтобы и руководство, в том числе и архивное руководство, в том числе и Российская Федерация, все-таки на нас обращало внимание и понимало, что сохранение вот аудиовизуального контента на сегодня это достаточно важная, без сомнения уж все тут знают, важная и стратегическая задача. Спасибо за внимание. Сергей Николаевич, а вопрос авторской управления? Да, то есть я хотел бы сказать, что, конечно, мы очень четко соблюдаем вообще законодательство, в частности гражданский кодекс, и что касается интеллектуального права, поэтому мы вставляем в интернет только то, на что у нас есть интеллектуальные исключительные права. То есть в том случае, вот как с кинодокументами, у нас есть соответствующий документ, подтверждающий, что исключительные права нам были переданы Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Соответственно, вопрос, связанный с ГТРК, Татарстан решался также. А вот что касается обязательного экземпляра, то в настоящее время мы проводим работу с производителями, которые, соответственно, могут предоставить нам не исключительные права, да, для предоставления на нашем портале. То есть здесь идет речь даже не о предоставлении как бы на площадку именно обязательного экземпляра, а именно контента производителей. То есть это их решение. А нам удобно будет с этим контентом работать. Конечно, не весь контент попадет. То есть, как обычно, мы любому пользователю должны предоставить в архиве место, чтобы он бесплатно посмотрел этот контент. Но с другой стороны, мы понимаем, что если мы производителям будем давать возможность предоставления документов на каких-то площадках, и они будут там зарабатывать деньги, то они к нам пойдут быстрее. Понимаете? И тогда вопрос, может быть, и с качеством будет решаться проще, и так далее, и тому подобное. Поэтому создание вот таких вот, плюс изменение законодательства в том, чтобы все-таки производитель давал возможность какой-то вот при сдаче этого документа в архив, предоставлять возможность использовать его там, допустим, в интернете с низким разрешением, там, с логотипами и возможность там продавать этот контент, когда будет там оформлены все соответствующие документы. Идут навстречу, понимают. Ну вот мы нашли такое понимание и с Татаркино, мы нашли такое понимание и с Татмедиа. То есть в настоящее время, я думаю, в следующем году этот проект уже реализуется достаточно большой. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо большое. И об использовании программно-информационного комплекса КС «Архив» при работе с аудиовизуальными документами нам расскажет наши гости из Санкт-Петербурга. Мерсатыкова Татьяна Евгеньевна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо аудиовизуальному архиву за приглашение участвовать в этом мероприятии. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, я сначала представлюсь, мы существуем с 1991 года и занимаемся информационными технологиями в сфере культуры.
У нас 33 архива пользуются нашей информационной системой, программно-информационным комплексом КАИС архив, в том числе 2 присутствующих архива, это Татарстан и исторический архив Чувашии. 4 федеральных архива и среди вот этих 33 5 аудиовизуальных. Ну и многие архивы хранят аудиовизуальные документы, не будучи аудиовизуальными. А также другие информационные технологии, которые все ведутся по единому принципу. Это энциклопедические ресурсы, это базы данных по охране объектов культурного наследия, афиши, краеведческие базы данных и так далее. Следующий слайд, будьте добры. Значит, сейчас я немножко остановлюсь на создании единой базы данных архива. Сергей Николаевич тут говорил о 3 китах, известных 3 китах архива. Это комплектование, обеспечение сохранности и использования. Но в наши воды приплыл 4-й кит. Это информационные технологии. Это связано, во-первых, вообще с развитием информационных технологий, с полным изменением парадигмы коммуникации, но и с появлением электронных документов, которым нет аналога ни в каком другом мире. Значит, в архиве с помощью наших технологий создается единая база данных, с которой работают все подразделения архива. Это не база для того, чтобы показать в интернете. Это не база для того, чтобы писать оцифрованные документы или цифровые. Это база для всего. И человек приходит на работу, он там выполняет свою плановую работу и работает непосредственно в базе данных. Все процессы, которые ему нужно производить, по возможности автоматизированы и автоматизируются дальше. Значит, архитектура базы данных настраивается на особенности НСА архива, которые связаны с особенностями тех документов, которые хранятся в этом архиве. Помещаются в базу данных все ранее наработанные тематические базы данных. В архивах обычно их создается много, годами создаются. Мы сейчас работаем с Тульским архивом, в котором было 80 тематических и учетных баз данных прежде созданных. Все это соединили вместе, зачастую, когда много баз, один и тот же документ описывается разными людьми по разным поводам, совершенно по-разному, вплоть до того, что у него шифр разный. Значит, налажен обмен базы данных с результатами массового сканирования и с единой программой учета архивных фондов. Непосредственно в базе данных создаются все публикации архива. Виртуальные выставки, виртуальные архивы, тематические перечни и другие публикации. В интернете синхронно представляется текущее состояние базы данных. Только те документы и только те атрибуты документов, которые архив считает нужным представить в интернете. Следующий слайд, будьте добры. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот те процессы, которые поддержаны нашим программным комплексом, это комплектование, включая работу с источниками комплектования, обеспечение сохранности и учет, ведение электронного научно-справочного аппарата, который является продолжением традиционного, дополнением традиционного, ну и использование читальный зал, услуги населения через порталы государственных услуг и подготовку публикации. Следующий слайд. Значит, в Псковской области создана единая база данных всех архивов Псковской области. Сейчас они административно объединены в один архив, но до сих пор они были 5 архивами. Один из них аудиовизуальный. Все работают в единой базе данных, уже не одного архива, а 5 архивов. При этом каждый архив видит только свои фонды, описи, дела и НСА, ведет свои документы, а создается единое интернет-представление, а пользователь интернет-представления, исследователь, читатель, может искать во всех архивах одновременно, может искать в одном архиве, как ему будет удобнее. Значит, в единой базе данных поддерживается фондовая, нефондовая и смешанная система хранения, ну, потому что там так принято. Значит, для информатизации всей отрасли нужен один сервер, ну, 2 сервера. Сервер, на котором база данных, и сервер, на котором хранилище электронных документов и цифровых копий. И один программный комплекс, который обслуживает, в общем-то, одна техническая команда. В данном случае это представители информационной службы Псковской области. Следующий слайд. Значит, весь этот ресурс представлен на портале информационные ресурсы архивов Псковской области. Вот эти 5 архивов. Один из них
четвертый слева, Государственный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов. Будьте любезны, следующее слово. В этот архив уже давно поступают электронные документы, как и в ваши архивы. Если представители бумажных архивов только думают о наступлении электронных документов, для аудиовизуальных архивов электронные документы – это уже настоящий, текущий сегодняшний день. Значит, они принимают документы на дисках. Или на винчестерах, или на флешках, но в основном на дисках. Значит, что мы обеспечиваем? Вставляется диск в дисковод на том компьютере, на котором работает сотрудник архива. Документы скачиваются прямо в базу данных, единицу учета с диска. При этом заполняются в базе технические параметры файлов. Имя файла, его объем, дата последнего изменения, контрольная сумма, то, что человеку заполнять, ну, в общем, сложно. И к этому описанию автоматически присоединяется сам электронный документ, его образ. Ну, в смысле, его копия. Диски хранятся так, как их должен хранить, тоже перезаписывают, проверяют поверхность и так далее. Но для использования, для внутреннего использования, для внешнего использования, то, что в базе, то, что прямо в базе, не нужно брать диск, его вставлять в дисковод и предоставлять там видео или аудиодокумент. Значит, сотрудники архива заполняют содержательные поля описания при поступлении. Если есть сдаточная опись в Excel, где это заполнили в источнике комплектования, то тоже можно прямо помещать в базу. Автоматически формируются отчеты, опись электронных документов, карточка единицы хранения, акт приема передачи. Будьте любезны, ткните, пожалуйста, карт PDF. Можно сюда. То есть вот описание, значит, это опись электронных документов фона, характеристика носителя с резервной копией. Промотайте, пожалуйста, немножко вниз. Дальше описание каждой единицы учета, полумашинное, получеловеческое. И в конце обычная заверительная запись в описи, сколько туда внесено и в каком количестве, с какими номерами и каких количествах. Будьте любезны, следующий слайд, пожалуйста. Значит, на основе многолетнего опыта использования технологий, благодаря очень ценным замечаниям и предложениям коллегам из архивов, с которыми мы работаем, значит, у нас автоматизированы сейчас основные архивные процессы, разработан новый интерфейс и широкий набор разных пользовательских функций. Следующий слайд. Значит, какие архивные процессы автоматизируем? Это контроль за движением и местонахождением единицы хранения в архиве. Электронное требование, которое сопровождает единицу хранения от подачи требования до возвращения документа на полку. Надо сказать, что и аудиовизуальный архив, который псковский, тоже пользуется этой технологией, в основном, конечно, для бумажных архивов. Значит, выполнение всех видов запросов, включая платные, в том числе регистрация платных услуг через ГИС ДМП с непосредственным обменом информации с ГИС ДМП, и еще один вариант выполнения платных услуг, то есть заказов, запросов, чуть позже остановимся на этом. Это вот только-только появилось. Автоматизированные процессы управления и контроля выполнения заказов, это оцифровка единиц хранения, описи, книг, аудиодокументов и так далее. И формирование виртуальных выставок и тематических публикаций. Следующий слайд. Вот такие процессы. Значит, не будем подробно останавливаться. Это система электронное требование, процесс управления движением дела в архив. В любой момент времени можно ответить на вопрос, где находится единица хранения. Следующий слайд. Просто, да, об этом очень долго рассказывать. Значит, наша новая версия – это настраиваемый самим пользователем интерфейс, то есть человек сам выбирает, какие он поля хочет видеть на экране, в каком порядке. Хочет два столбика, хочет шрифт покрупнее. Значит, производится аудит всех действий пользователя. Все, что делал пользователь, можно посмотреть. Может посмотреть руководство, может посмотреть администратор.
что случилось с этим объектом, кто в него внес такие данные, или кто удалил объект и зачем. Дальше генератор произвольных отчетов, задание, значение по умолчанию на любой день работы, на любое задание, и просмотр видео и проигрывание аудио непосредственно в базе данных в процессе их описания и использования. Следующий слайд. Значит, это экран нашей системы, которая работает в Татарстане. Очень подробное описание фона документов с композиторами, с названиями коллективов, которые исполняют, с названиями произведений. И можно производить очень интеллектуальный поиск, который стал еще интеллектуальным благодаря нашему общению с коллегами. Следующий слайд. Значит, это просто иллюстрация на тему подготовки, самостоятельной подготовки публикации выставок. Это архив в городе Выборге. Сидит сотрудник и формирует сам выставки. Она документы описывает в базе данных, сканирует их или пользуется электронными версиями, описывает и подбирает, создает разделы, подразделы, описание разделов и присоединяет к ним уже имеющиеся в базе документов. Таким образом она пополняет единую базу данных и использует то, что в ней уже прежде было. Следующий слайд. Значит, это мы сейчас быстро примелькнем, это формирование произвольного отчета. То есть человек сам выбирает, какие атрибуты он хочет видеть в отчете. Следующий слайд. Это, значит, мы сформировали отчет, список организаций источников комплектования, хранящих документы сверхустановленного срока, с названиями организаций, с количеством документов. Следующий слайд. Это тот же отчет, только в виде, краткая статистика, сколько, без подробностей. Следующий слайд. То же самое в виде диаграммы. Следующий слайд. И гистограмма, это немножко уже другое, это мы пошли по одному отчету, который человек сам представляет, в каком хочет виде. А это контроль микроклимата, который представляется в виде гистограмм и диаграмм для наглядной иллюстрации, как работает хранилище, и не нужно ли предпринимать какие-то меры по обеспечению сохранности. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, основная наша цель – это открыть архивы для людей. Сейчас в архивы приходят не только исследователи. И эти не только исследователи реже приходят в архивы, а чаще приходят на интернет-представление архивов. Вот то количество открытых электронных каталогов, которые мы вместе с архивами представили в интернете, оно постоянно растет. Только в этом году появилось нижние три, это Томская область, Европейский университет и Новгородская область, примерно по 3 в год их и растет. Значит, Государственный исторический архив Чувашской Республики тоже использует эту технологию. Следующий слайд. Для управления сайтом архива, это не просто электронный каталог, это сайт архива. В базе данных есть все опции для публикации текстов, новостей, аудиовизуальных каких-то документов. И сайт архива ведется с помощью той же самой КАИСы. Следующий слайд, пожалуйста. Это очень интересный архив. Аудиовизуальный архив Топского центра гуманитарных исследований. Они назвали свой электронный архив «Российская повседневность», а по-английски «Day to Day». Совсем красивое название. Они ездят в экспедиции по северу нашей страны. Это Архангельская, Вологодская, Мурманская области. Записывают хороводы, песни, как люди празднуют праздники, те традиции, которые уже сейчас мало кто знает и мало кто может озвучить и показать. И у них было очень много документов, у каждого на ноутбуке были свои аудиовизуальные документы. И вот мы им собрали все это в базу данных. Сейчас они прямо заносят в базу данных то, что они снимают во время экспедиции, представляют на сайте фрагменты видео, и можно, будьте любезны, ткните, пожалуйста, в ссылку, которая наверху в заглавии. Нет, предыдущий слайд, да, вот сюда. И проиграть.
Ленинградской области мы сейчас перенеслись и посмотрели, как там празднуется Иванов день. Все, спасибо. Спасибо, давайте вернемся к презентации. И там они хранят полный текст вот этой самой аудио или видеозаписи, а в интернете представляют фрагменты. Если человек заинтересовался фрагментом, он им пишет, они ему за определенное вознаграждение или бесплатно, если это коллеги ученые, предоставляют полный вариант видеозаписи. Следующий слайд, пожалуйста. В базе данных можно прямо делать расшифровку текстовую расшифровку аудиозаписи. Мы сейчас не будем тут ничего включать. Значит, справа звучит аудиозапись, слева редактор, в котором человек пишет эту расшифровку, непосредственно прослушивая запись в базе. То есть она хранится прямо в базе, но, естественно, при ней все описание. И текст расшифровки тоже хранится в базе данных. Следующий слайд, будьте добры. Единая база данных и портал архивной службы Ленинградской области. Кроме ЛАГАВ Ленинградского областного архива, в этой базе работают 17 муниципальных архивов Ленинградской области. Следующий слайд, пожалуйста. Опять же, каждый архив видит свои документы, и сейчас идет новый этап интеграции. В этом году в единую базу данных включено 2 ведомственных архива. Это архив аппарата губернатора и правительства Ленинградской области и архив департамента по охране памятников при Комитете по культуре. Они являются источниками комплектования государственного архива. И сейчас они получили свои разделы в базе данных. То есть они полностью описывают свои документы. Для аппарата губернатора обеспечена из системы электронного документооборота заголовки постановлений и распоряжений губернатора и правительства, которые прямо попадают в эту базу. Они ведут свой раздел, а в нужный момент передают, оформив соответствующие описи в государственный архив свои документы прямо внутри базы. То есть передача бумажных документов, конечно, происходит, но все информационное обеспечение происходит автоматически. Это хороший способ работать с источниками комплектования. Они прямо, вы им предоставляете инструмент для ведения того же самого обязательного экземпляра. Они его опишут как надо, присоединят его, а потом передача – это просто функция. И сейчас в этом году, в смысле не в этом, а в 2017, ведется обследование ведомственных архивов других комитетов на предмет организации вот такой автоматизированной передачи документов в государственный архив. Следующий слайд. Выполнение платных услуг с онлайн-оплатой. Это новый интерфейс Тульского электронного каталога Тульского архива. У них они выполняют все те же услуги, что и любой другой архив. Вот эти кнопки означают, что можно просмотреть цифровые копии архивных документов. Для просмотра цифровых копий архивных документов прямо онлайн можно оплатить час, день или неделю. Это все, естественно, фиксируется, и человек просматривает те отсканированные документы, которые есть в архиве. То же самое можно сделать с аудиовизуальными документами. У них пока в базе аудиовизуальные документы не помещены. Также онлайн-оплата запросов, заказов на копии, и выполнение требований, это уже не относится к платным услугам. Эта услуга к концу года будет внедрена в Тульском архиве и в Новгородском архиве в Великом Новгороде. Следующий слайд. Значит, сам себя не похвалишь, ходи похваленный. В НИИДАТ в начале этого года провел работу по сравнительному анализу информационных систем для архивов, и наша система признана программным комплексом, который автоматизирует максимальное количество процессов и процедур в рамках архивной деятельности. И она включена в единый реестр российских программ Минсвязи. Следующий слайд. Значит, таким образом, мы развиваем технологию, которая удобна для архивистов и которая полезна для пользователей.
Это комплектование учета и использования аудиовизуальных документов, это автоматизация контроля и управления архивными процессами, введение архива в единой базы данных, интеграция баз данных архивов регионов, включая муниципальные и ведомственные архивы, и интернет-представление единой региональной информационной архивной системы. Следующий слайд. Будьте любезны, ткните, пожалуйста, в эту ссылку. Это появившийся в этом году открытый электронный архив Европейского университета. А теперь вот у них есть раздел аудиовизуальные документы, и в просмотре, нет, а вот прямо этот документ открыть, в черный прямоугольник, вот сюда. Да. Я хочу закончить хорошим фрагментом музыкальным. Откройте, пожалуйста, воспроизведение. Это фонд композитора Андрея Петрова, и тоже в базе данных и на сайте замечательные знакомые фрагменты музыки из служебного романа. Хочется закончить хорошей музыкой. Все, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вот я там увидел у вас интересную функцию выполнения платных услуг, запрос социально-правового характера, тематический запрос. А как это на практике реализуется? Может, подробнее реализовать с учетом современного законодательства? То есть как они имеют юридическую силу, правовую и так далее? Значит, запросы социально-правовые, тематические, поступают в архив разными каналами. Люди приходят на личный прием, люди подают запрос через портал государственных услуг или через портал архива. Создан определенный интерфейс, ты выбираешь, какой запрос ты подаешь, если о награждении, то это одни вопросы. Если о составе семьи, то это другие вопросы. Человек заполняет, в базу данных архива поступает запрос, у сотрудника горит, что поступил новый запрос. Он его передает на исполнение, передает на исполнение или перенаправляет, или дает отрицательный ответ, в зависимости от. И дальше в базе отслеживается выполнение запросов. Он в своем личном кабинете на сайте с дублированием по электронной почте получает, что ваш запрос передан на исполнение, ваш запрос выполнен, вы можете забрать результат так, как вы, так, как вы выбрали. По электронной почте, по почте лично курьером. Вот. Естественно, социально-правовые запросы исполняются бесплатно, тематические запросы выполняются платно. Оплата происходит двумя способами. Либо вам квитанция, вы идете в банк и оплачиваете, либо вот сейчас мы внедряем еще, пока в декабре будет, это оплата по карте, как вы билеты на самолет покупаете. А статус у них такой же, как у всех остальных. Еще есть вопросы к этому? Спасибо. И об опыте работы Волжский архив Чувашской республики имени Чувашии по созданию и хранению и использованию фонда аудиовизуальных документов в электронном виде, расскажет нам директор архива. Использование фонда пользования в электронном виде. Замдиректора архива Градовский Инфо. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Я коротко остановлюсь из опыта работы исторического архива по созданию, хранению и использованию фонда пользования в электронном виде. Если взять исторический архив, то в нашем этот архив считается вообще-то одним из крупнейших по хранению информационных ресурсов по истории и культуре Чувашского края. Если перейти на цифры, то у нас сосредоточено более 1 миллиона 237 тысяч единиц хранения на традиционных носителях. Потом 30 тысяч, как раз более 35 тысяч аудиовизуальных документов, в основном фотодокументы, и 12 единиц хранения
1288 единиц учета – это документы на электронных носителях. Ну, документы архивного фонда Чувашской Республики, они активно используются учеными, краеведами, любителями генеалогии, и, в общем-то, наши двери читального зала, они открыты, и иногда мы даже испытываем дефицит рабочих мест. И в связи с этим перед нами стоит задача расширения доступа к информационным ресурсам, как уже тут говорилось, архива, повышение качества, оперативности, удовлетворения потребностей граждан, что было бы невозможно без информатизации архивной отрасли. Ну, я остановлюсь на одном из направлений информатизации – это оцифровки архивных документов. Надо сказать, что в 2002 году в практику работы Государственного архива электронной документации, вот именно сейчас тот архив, который сейчас называется электронная кинодокументация, впервые была внедрена технология сканирования микрофильмов. То есть не документа, а именно микрофильмы. Указанным архивом были оцифрованы особо ценные документы. Это коллекция рукописных свитков начала XVIII веков, затем фонды Цивильской и Чебоксарской воеводской канцелярии и личный фонд чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Ну, оцифровка продолжалась вплоть до 2011 года, по-моему, потом архив приостановил эту работу, и все оцифрованные микрофильмы, то есть все файлы, это порядка 10 тысяч, более 10 тысяч кадров, то есть 0,3% от общего объема кадров страхового фонда, хранящихся в архиве, были переданы историческому архиву в 2013 году. Непосредственно у нас работа по оцифровке началась в 2007 году, когда мы в рамках программы региональной культуры Чувашии был приобретен планетарный сканер Elan-Plan-Scan А2. И работа по оцифровке документов приобрела более масштабный характер. Первым опытом Госархива именно по оцифровке был, кстати, не успели мы приобрести сканер, и с нами сразу был заключен контракт с Национальным музеем памяти жертв Холокоста, город Вашингтон. Им требовалась вся информация, касающаяся истории эвакуации населения из западных областей бывшего СССР на территорию республики в годы Великой Отечественной войны. Когда первоначально они вели с нами переговоры, то они, в принципе, хотели, чтобы мы не оцифровывали эти документы, а перевели на микропленку. Ну, поскольку к тому периоду у нас уже микрофильмирующий аппарат был списан, то есть мы фактически микрофильмированием не занимались, они, в принципе, согласились на то, чтобы мы эти документы оцифровали. И в рамках заключенного контракта в течение апреля 2008 года, 2008 мая 2009 было оцифровано 242 единицы хранения и изготовлено 40 660 файлов. Ну, первый опыт, хотя у нас не было методики, не было, ну и практических навыков, первый все-таки опыт не получился, как бы, не получился комом. Отдел международных архивных проектов Центра исследований Холокоста Национального музея выразил благодарность историческому архиву, причем было отмечено, что было отличное выполнение заказа и высокое качество и уровень исполнения. Превзошли все их ожидания. В общем-то, это для нас тоже было, конечно, приятно. Ну, после завершения этого международного проекта, с учетом того, что в первую очередь все-таки оцифровываются особо ценные уникальные документы, мы приняли решение приступить к оцифровке документов органов госвласти. Оцифровано нам было 3 фонда первых лет советской власти. Затем, поскольку Госархив усиленно продвигал, или, как говорится, давал рекомендации, что архивы в первую очередь должны оцифровывать научно-справочный аппарат документов архива, мы приступили к оцифровке описей. Всех описей, которые хранились у нас в архиве. Вот.
Эта работа продолжалась в течение 2009-2014 года, то есть более 5 лет. И были оцифрованы все, не все описи, 5788 описей было, это 81% от общего объема хранящихся у нас описей. То есть, ну, поскольку все архивисты знают, что если архив комплектуется начиная с 20-х годов, описи в свое время поступали в рукописном виде, в первую очередь в рукописном виде, а в процессе хранения там многие документы из описей, вернее из фондов, в результате экспертизы были сняты с учета, то часть описей, где у нас имелось более 50% дел, которые были сняты с учета, вот именно рукописных, мы не оцифровывали. Вот. Ну, впоследствии, после завершения вот этой работы, кстати, надо сказать, что эти описи сейчас у нас представлены, поскольку вот эту мы работу провели, тут уже говорили о том, что мы сейчас работаем в КС архив, то есть на нашем сайте, который тут уже демонстрировался, представлены все отсканированные описи, которые мы оцифровали. И вы можете ознакомиться. То есть любой желающий, чтобы, если найти тот или иной документ, может обратиться непосредственно к нашему сайту. Ну, как таковой программы по созданию электронных ресурсов у нас не было, хотя во многих регионах они составлялись, но тем не менее на каждые 3 года у нас составляется программа обеспечения сохранности и учета документов внутреннего госархива, и в эту программу обычно включаются те фонды, которые подлежат оцифровке. Ну, с учетом того, что в последнее время наблюдается интерес к генеалогической информации, мы приняли решение тоже начать оцифровку метрических книг. Причем надо сказать, что в 2013 году где-то было выделено более 1 000 000 рублей из федерального бюджета в рамках «Культуры России» именно на оцифровку метрических книг по контракту. Вот, этим занималось закрытое акционерное общество «ЭЛАР», электронный архив. И вот в рамках этого контракта они в течение месяца нам оцифровали метрические книги «Духовные ведомости Чебоксарского Цивильского уезда» за 1722-1820 годы. Ну, они цифровали у нас в формате JPEG. Значит, ими за этот период была оцифрована 101 единица хранения. Причем надо сказать, что если оцифровку они проводили на наших площадях, то есть 2 сотрудника в течение месяца изготовили 82 000 файлов. То есть оцифровали 101 единицу хранения. Затем уже непосредственно маркировка файлов и запись на дисках, она осуществлялась на площадях самого электронного архива ЭЛАР. И где-то в октябре они нам передали всю информацию на дисках. Ну, потом, в принципе, мы продолжили эту работу по оцифровке именно метрических книг из указанного фонда. Ну, для сравнения надо сказать, что если общий бюджет рабочего времени, затраченный ЭЛАРой, составил 3 месяца, то есть 82 000 файлов, это значит оцифровка, затем маркировка и перевод на диски, то у нас в среднем в год изготавливается 50 000 файлов 2 сотрудниками, которые работают попеременно. То есть полдня один, полдня второй. На них же, на этих сотрудников, возможна работа и по конкретной маркировке файла, по записи на диске. И кроме этого, все-таки у нас идет большой объем заказов от пользователей. Те граждане, которые приходят в читальный зал, они желают получить, конечно, электронные копии тех документов, которые им необходимы. Ну, кто-то снимает сейчас разрешено, на цифру, на цифровое фото, это разрешено там, за небольшую плату, а кто-то желает получить все-таки качественно изготовленную электронную копию.
Вот. Ну, тут надо сказать, конечно, о методическом обеспечении, поскольку вот я уже сказала, что в 2008 году мы начали работать, то есть, ну, как архивисты, они любой вид работы должен быть, конечно, методически обеспечен. В 2012 году у нас была разработана инструкция по созданию электронных копий фонда пользования на уникальные особо ценные документы. Ну, основой этой инструкции был опыт Удмуртского архива. Вот. В 2012 году уже в НИИДАТ издал, значит, методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом, на основе которых исторический архив уже в 2014 году разработал конкретные методические рекомендации. Ну, нужно сказать, что технологический процесс создания электронных копий документов на бумажной основе у нас в основном соблюдается. Оцифровка осуществляется в формате TIFF, то есть тот формат, который наиболее близок к оригиналу. Значит, оцифрованная информация записывается на 2 диска, то есть мастер-копия и рабочая копия, то есть только на внешние носители, поскольку у нас отсутствует сетевое хранилище, пока мы, то есть только на дисках находится. Вот в этом году буквально, в конце года, вроде бы нам обещали приобрести сетевое хранилище. Ну, кроме того, тут надо сказать, что вот мы говорили про КАИСу. В КАИСе тоже вообще-то такая функция размещения оцифрованных документов, она предусмотрена. То есть мы можем размещать, пока мы просто вплотную этим не занимались. Вот. Ну, тут так. Какие еще, ну, какие конкретно у нас получается... Теперь я немного расскажу поскольку тут все-таки про аудиовизуальные документы, да, о фотодокументах. Ну, как я уже говорила, у нас более 35 тысяч фотодокументов. Фотодокументы мы стали комплектоваться 60-х годов. В основном фотодокументы у нас дубль-негативы на пленочных носителях 24 на 36, то есть пленка. То есть когда мы получали в свое время фотодокументы позитивные, у нас был микрофильмирующий аппарат, мы снимали на соответствующую пленку позитивную, на негативную. И потом уже хранение осуществлялось непосредственно на этой пленке. Вот. Ну, с 2003 года мы начали работу по переводу пленок на электронные носители, то есть образы 2003 года, вот, на планшетном сканере. Сканер производится в пользовательском формате, кого интересует JPEG. Если документы на бумажной основе в типе, то здесь JPEG с расширением 1200 точек на дюйм. Ежегодно сканируется около 1000 негативов. На диске мы не переписываем оцифрованную информацию, она хранится на диске компьютера, изолированно, даже не на сервере, на диске компьютера. Хранится и раскидано там то есть папки по номерам 1, 100, 100, 200 и так далее. И кроме того, приобретена у нас в 2010 году программа фотокаталог, и уже непосредственно в программу мы размещаем оцифрованный образ и аннотацию. Но поскольку, опять я возвращаюсь к КАИСе, там тоже такая функция предусмотрена, просто не все программы пока еще разместили в КАИСе, но, наверное, в перспективе вот эта программа фотокаталог будет, вернее, вся информация будет сконвертирована туда и, соответственно, уже там заполняться. На сегодня в цифровой формат переведено, значит, общий объем по архиву 17 794 единиц хранения, что составляет 1,48% от общего объема документов, хранящихся в архиве. Хотя у нас по стратегии, по-моему, развития информационного общества мы должны довести до 20% в 2020 году.
общий объем, вот этот показатель цифровки. Ну, наверное, это вряд ли осуществимо, потому что при такой технике, вернее, не технике, и техника, кстати, устаревает тоже, если у нас камера уже 8-го года, насколько я знаю, в архиве современной истории он более современный, вот, то и скорость не та, и ломается часто, но, тем не менее, ну, мы должны, наверное, стремиться к тому, чтобы оцифровать, причем оцифровать, наверное, не весь состав документов, потому что, я так читала, там в Японии, в Корее, оцифровать в основном все-таки особо ценные, наиболее используемые, уникальные. Потому что даже если мы берем весь состав, весь объем документов, хранящихся в архиве, то используется в основном, наверное, 5-7%. Тем не менее, мы должны стремиться. Ну, тут я хочу отметить, что у нас имеются проблемы именно конкретно по внедрению, допустим, тех же методических рекомендаций по электронному копированию. У нас не выдерживается принцип, что документ должен оцифровываться только однократно. К сожалению, этот принцип не выдерживается. Почему? Ну, если мы целенаправленно оцифровываем документы, кроме того, у нас идут заказы. Когда у нас идут заказы, то они потом размещаются на сервере, в папке там годовой раздел, фамилия заказчика, и там даются ключевые данные. Приходит второй заказчик. Для того, чтобы узнать, оцифровано ли или не оцифровано, представляете, сколько нам нужно папок просмотреть. Это очень трудозатратно. Поэтому мы, получается, оцифровываем по заказу. Если, конечно, это целенаправленно, то есть в плановом порядке оцифровывается, тут проблем нет. Вот. Далее. Ну, как я говорила, отсутствие сетевого хранилища ПКО, хотя по нормативам требуется запись и не только на внешние диски, но и внутренние диски. Пока это у нас проблема стоит, и ПКО, ну, в связи с тем, что все-таки до камерных дисков мы еще не доросли, то есть финансов у нас таких нету, даже не хватает иногда DVD, на которые мы записываем, бывают проблемы, то там по нормативам, по-моему, по требованиям 1 раз в 5 лет диски должны проверяться. Вот, если информация исчезнет даже с 2 дисков, то возникнет проблема повторной оцифровки. Поэтому, наверное, надо нам использовать и возможности КАИСы, и возможности, если мы приобретем сетевого хранилища. Вот. Так, еще, значит, имеются проблемы доступа к оцифрованным документам в читальном зале. Поскольку в читальном зале лишь один компьютер у нас, а сейчас информационные массивы все-таки накапливаются, поэтому приходится устанавливать очередность. Вот. То есть необходимо обеспечение компьютерной техникой. И в заключение я хочу сказать, поднять небольшую проблему дублетности информации. Это связано с архивом электронной кинодокументации. У нас получается так, что в процессе, значит, формирования, хотя сейчас надо отметить, что мы целенаправленно не комплектуемся фотодокументами, это, в общем-то, осуществляет архив электронной кинодокументации, но, тем не менее, в наших источниках комплектования, когда мы выходим, допустим, мы вышли в театр недавно, Русский драмтеатр, нам передали очень большой объем фотодокументов, которые мы тоже оцифровали, да? И вот у нас, получается, будет дублетность. То есть, по факту, у вас получится фонд пользования, а у нас будет храниться оригинал. Вот этот вопрос нам надо как-то решить на уровне, наверное, нашего ФМК. Тоже та же ситуация сложилась с Сергеевым. Сергеев, причем он, по-моему, и в ваш архив очень активно все документы, и в наш архив тоже, и электронные, и документы на бумажной основе. Вот этот вопрос, наверное, он пока как бы требует решения. У меня, в общем, все. Какие вопросы будут?
Вопросы? Нет вопросов. По поводу Сергея, мы его предупредили. Только что сдают исторический архив фото на бумаге. Должно появиться у нас Ну да. в виде... Фонда пользования. Да. А вот по театру тоже такая ситуация. Ну, пошли в театр. Ну, поскольку наш пораньше, источник... наверное, начали. Ну, пораньше начали, да. Да, то есть нам оно в фонд на правах подлинника поступило намного раньше, когда мы создавали издание. Спасибо. И слово для выступления о создании электронных изданий и публикаций по фондам БУ Государственный архив современной истории Чувашской Республики Международной Чуваши представляется главным архивистом Никифоровым Алексеем Николаевичем. На рубеже 20-21 столетий в связи с стремительным развитием компьютерных технологий у архивных учреждений появились новые формы предоставления архивных документов. Именно это электронные издания и публикации, ставимые как на компакт-дисках, так и размещаемые в сети интернет. Главным достоинством создания электронной формы публикации является предоставление информации в более доступной форме при обеспечении сохранности оригиналов архивных документов. Одновременно электронные издания способствуют расширению доступа к архивным информационным ресурсам, популяризации архивов, повышая уровень и оперативность удовлетворения информационных потребностей пользователей. Подготовка электронных изданий и публикаций является одним из приоритетных видов работ Госархива современной истории Чувашской Республики. С 2008 года по настоящее время Госархивом накоплен определенный практический опыт в области создания таких изданий. Специалистами отдела научно-справочного аппарата, автоматизированных информационно-поисковых систем и публикаций в рамках данного направления проводятся работы, связанные как с выявлением документов по фондам архива, так и техническое обеспечение их составления. За 2008-2016 годы специалистами отдела были выявлены и подготовлены 19 электронных изданий. Среди них в рамках проведения мероприятия государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Чувашской Республике в Госархиве проводились работы по выявлению документов и выпуску ежегодных электронных изданий, посвященных победе Великой Отечественной войны 41-45 годов. Среди подготовленных по данной тематике электронных изданий можно выделить следующие публикации. Во-первых, это издание под названием «У войны не женское лицо». В данную работу вошли документальные материалы о женщинах военного времени, внесших бесценный вклад в общую борьбу за свободу, честность и независимость Родины. Во-вторых, это сборник «Ради жизни на земле». Здесь использованы документы из Объединенного архивного фонда документов личного происхождения ветеранов Великой Отечественной войны, личных фондов участников войны и воспоминания политбойцов о войне. Третье издание называется «Тыл фронта». В этой работе были представлены ценные документы, освещающие первые дни войны, мобилизацию военнообязанных добровольцев на фронт, участие жителей Чувашии в строительстве оборонительных рубежей и другое. Электронное издание «Смерти вопреки». Данная публикация была посвящена работе ТВК госпиталя, развернутых на территории Чувашии в годы войны. Ряд электронных изданий приурочены празднованию юбилейных событий. Так, к 75-летию со дня образования Госархива современной истории в Чувашии было подготовлено мультимедийное издание «Хранители истории», посвященное архивистам, всей душой желающим успешного развития и процветания архивного дела, об их профессионализме, стойкости, опыте и самоотдаче и преданности своему делу. При этом некоторые электронные издания были подготовлены по документам личных и семейных фондов, а
также архивных коллекций, находящихся на хранении в нашем архиве. Также некоторые электронные издания подготовлены к определенным датам держателей личных фондов архива. Как правило, такие выставки включают в себя как 30-60 документов с аннотациями и небольшой вступительную статью. Среди таких изданий можно упомянуть сборник «Жизнь, отданный театру», посвященный к столетию со дня рождения Василия Павловича Фролова, театрального деятеля Чувашской ССР, ветерана труда. Электронная публикация «Верность выбранному пути» была посвящена 90-летию со дня рождения Василия Ефимовича Сорокина, ветерана Великой Отечественной войны, директора Ишакского детского дома, журналиста, публициста, одного из организаторов Чувашского телевидения, главного редактора Чебоксарской студии телевидения, активного общественного деятеля и пропагандиста идей мира и дружбы между народами. Электронное издание «В поисках тайны архивных бумаг» было приурочено к 80-летию со дня рождения Ивана Моисеевича Матросова, журналиста, публициста, члена Союза журналистов СССР, лауреата Республиканской журналистской премии Гера. Электронный перечень документов за границей земного пространства в двух частях был посвящен празднованию 80 и 85-летия юбилея со дня рождения Андриана Григорьевича Николаева, легендарного покорителя космоса, дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации, почетного гражданина Чувашской Республики. Публикация имени гордится земля Чувашская была посвящена уроженцам Чувашии и людям, чьи судьбы неразрывно с ней связаны, которые достигли больших результатов и получили признание в различных областях деятельности, тем самым прославив имя республики не только в России, но и за ее пределами. С 2010 года большинство электронных публикаций стали размещаться в общедоступном режиме, то есть на официальном сайте Госархива «Современная история». В настоящее время на ресурсах официального сайта Госархива размещено около 40 таких публикаций. Из всего сказанного выше следует сделать вывод, что очевидным преимуществом электронных изданий и публикаций является значительно расширяющийся по сравнению с традиционными круг потенциальных потребителей архивной информации. Создание электронных документальных публикаций и их регулярное размещение на архивном сайте способствует росту его популярности, привлекает внимание общественности. В конечном итоге это позволяет эффективно решать такие актуальные задачи, стоящие в настоящее время перед архивной отраслью, как пропаганда и сохранение архивного наследия родного края. Есть вопрос, пожалуйста. И я предоставляю слово заместителю директора Национальной библиотеки Чувашской Республики Быковой Галине Александровне. Добрый день, дорогие участники нашего круглого стола. Я хочу вам вкратце рассказать о деятельности библиотек по работе с аудиовизуальными документами. Основная задача библиотек, она заключается, как и в архивах, сохранение национального культурного наследия и обеспечение доступности всех форм информации, которая зафиксирована на различных материальных носителях. Это может быть и камень, и дерево, бумага, магнитные, оптические, любые цифровые носители. Библиотечный фонд сегодня – это не только традиционные бумажные книги, но и различные аудиовизуальные документы. Они прочно вошли в библиотечную жизнь, способствуя более эффективному осуществлению основных наших функций. Они, как и книга, естественно, становятся объектом формирования и необходимой частью фонда библиотеки. Современному читателю необходима такая форма организации обслуживания, которая сделала бы доступны все средства и источники информации и представила бы ему возможность не только читать, но и смотреть и слушать. Сочетание печатного источника и аудиовизуального документа позволит не только более глубоко раскрыть тему, но и найти новые проблемы, новые ракурсы их рассмотрения,
поскольку именно аудиовизуальные материалы расширяют возможность наглядного восприятия информации, позволяют превратить его в рациональный и целенаправленный элемент организационного познания. Чем больше органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь материала, какого-нибудь впечатления, тем прочнее ложится это впечатление в наше сознание, в нашу память. В идеале информация должна поступать одновременно по всем каналам. Современный уровень развития науки и техники в области фиксирования информации представляет возможность комплексно воздействовать на два важнейших анализатора человека – это на зрение и слух, через которые человек получает 88% информации. Аудиовизуальные документы создают эффект присутствия, эмоциональную основу, на базе которой от чувственного образа легче переходить к абстрагированию, к логическому мышлению. И ощущение и живое созерцание позволяют усилить познание. Печатные и аудиовизуальные документы – два способа фиксирования информации, а значит и два этих вида документов не вступают в противоречие, не исключают друг друга, а являются взаимодополняющими. Основная часть аудиовизуальных документов Национальной библиотеки Чувашской Республики составляет фонотека, в составе которой около 9000 грамм пластинок, обширных коллекций классической современной музыки. Достойное место в музыкальной коллекции также занимает звукозаписи музыкантов и музыкальных коллективов Чувашской Республики. Частью фонда на аудиовизуальных документах являются микрофильмы. В фонде нашей библиотеки их насчитывается около 400 документов. Библиотекой, начиная с 2002 года, реализуется комплекс мероприятий по созданию страхового газетно-журнального фонда на микро- и электронных носителях, оцифровке краеведческих изданий. Участие в федеральной целевой программе «Культура России» позволило сотрудникам библиотеки создать страховые копии первой чувашской газеты «Хабар», начиная с 1906 по 1978 годы, литературно-художественного журнала «Сундал» с 1924 по 1941 годы, трудов просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева, газету «Трудовая газета» «Красная Чувашия» с 1924 по 1951 годы. Все эти издания, соответственно, получили свою вторую жизнь в микрофильмах. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» создание Российского страхового фонда документов библиотек сотрудниками было реализовано более 10 проектов с 2014 года. Наряду с микроформами библиотека также получает цифровые копии этих документов. Наиболее, конечно, востребованы сегодня аудиовизуальные документы в цифровом формате. В фонде библиотеки насчитывается более 1000 видео и музыкальных изданий. В прошлом году в рамках программы «Доступная среда» нам удалось купить 726 аудиокниг на флеш-картах. В фонде библиотеки свыше 300 аудиокниг на дисках. Необходимо также отметить, что библиотека имеет значительный опыт работы по созданию мультимедийных изданий и виртуальных выставок. Издания Национальной библиотеки даже становились лауреатами всероссийского конкурса «Край» в формате DVD. На сегодняшний день в библиотеке подготовлено 24 мультимедийных издания. В основном эти издания подготовлены в серии «Имя Истории Чувашии». К 80-летию со дня рождения Ильи Юрьева было подготовлено в этом году издание. К 100-летию Николая Ильбека, к 125-летию со дня рождения Константина Иванова. Были подготовлены также мультимедийные издания о жизни и творчестве заслуженного художника Виталия Петровича Петрова «Праскевите», «Звездный путь» Андриана Николаева о жизни и деятельности дважды Героя Советского Союза, летчика и космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Уникальность и ценность этих изданий придает то, что наряду с текстовыми материалами, которыми располагает библиотека, то есть материалами опубликованными, здесь включены фотографии, размещены фотографии из личного архива деятеля,
или их родных и близких, музыкальные произведения, аудиозаписи и фотогалереи представлены также в основном родственниками этих деятелей. Интересен также опыт библиотеки подготовки аудиодисков. В рамках социально-культурного проекта совместно с ТВАН Радио, национальной телерадиокомпанией, библиотекой подготовлено несколько выпусков. Один из них — аудиодиск «Читаем детям о Великой Отечественной войне», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аудиодиск «Константин Иванов, Чуваш классик Владпор». В издании вошли произведения поэта в исполнении замечательных и талантливых артистов Чувашской республики Светланы Савельевой и Надежды Кирилловой. Их проникновенное и выразительное чтение в музыкальной обработке руководителя продюсерского центра Чувашского национального радио Олега Прокопьева позволяет слушателю окунуться в богатый духовный мир поэта, насладиться дивным звучанием чувашской лирики, в очередной раз обратиться к истории и культуре чувашского народа. Следующее издание, аудиоиздание, это «Читаем нами потомкам». Туда вошли произведения авторов, которые становились в разные годы победителями республиканского конкурса «Литературные чуваши. Самая читаемая книга года». В изданиях Национальной библиотеки есть и оригиналы аудиовизуальных документов, полученных в результате авторской съемки и монтажа сотрудниками библиотеки. Значимым событием в 2015 году стал международный проект «Читаем Нарспи», участниками которого стали представители 25 стран из 45 городов мира. Видеоресурс представлен на канале библиотеки на YouTube, где размещаются также различные видеосюжеты, подготовленные также нашей библиотекой. Таким образом, обеспечивая доступность к создаваемой информации, мы распространяем знания в своем регионе, способствуем формированию и развитию информационных краеведческих потребностей. И, несомненно, эта деятельность способствует наращиванию интеллектуального потенциала нашего края, сохранению культурного наследия региона и, конечно же, обеспечивать право каждого человека на свободный доступ к информации. И в заключение я хотела бы сказать то, что если бы мы участвовали в подготовке наших мультимедийных изданий совместно, то есть если мы принимали участие, если бы какое-то у нас было объединение, которое бы регулировало и как-то распространяло вот именно планирование и издание этих выпусков, наши бы выпуски были бы более качественные, на мой взгляд, и более интересны пользователям, потому что, как я уже отмечала, при издании наших выпусков мы всегда в основном используем архивы родственников и родных. К сожалению, наверное, не так много мы пользуемся ресурсами наших архивов. У нас, конечно, богатый опыт уже на сегодняшний день накоплен по работе с архивом, историческим архивом. Совместно с ними мы уже издавали в этом году выпуск, посвященный героям социалистического труда. И в основном мы обращаемся к ним для получения оригиналов документов, для того, чтобы как-то обогатить наши издания. Но если бы мы еще включали туда видеосюжеты, видеоматериалы и фотоматериалы, которые хранятся в наших других архивах, было бы, наверное, более полезно и более интересно. Обогатило и ваши ресурсы, ваши издания и, соответственно, и наши. Потому что мы, в принципе, основная задача и основная наша функция — это как раз сохранение и доведение этой информации до наших потребителей, до наших потомков. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, у кого есть какие? Нет вопросов? Об издании аудиокниги Константина Иванова «Нарспи» как факт о сохранении культурного наследия расскажет Мессина Наталья Николаевна, заместитель директора МБУК объединения библиотек города Чебоксар. Добрый день. Как известно, культурное наследие представляет собой практически главный способ существования культуры.
То, что не входит в культурное наследие, перестает быть культурой и в конечном счете прекращает свое существование. Мы массово в библиотеке, поэтому стараемся донести ярчайшие образцы культурного наследия до широкого круга пользователей. Но за свою жизнь человек успевает усвоить, перевести в свой внутренний мир лишь малую долю культурного наследия. Последнее остается после него для других поколений, выступая как общее достояние всех людей, всего человечества. Однако таково может быть лишь при условии своего сохранения. Поэтому сохранение культурного наследия в известной мере совпадает с сохранением культуры вообще. Сегодня аудиокниги, являясь элементом культурного наследия, становятся важным фактором для его сохранения, передачи и изучения. Понятие аудиокниги трактуется как произведение литературы, озвученное профессиональными актерами, опытными дикторами или энтузиастами, любителями со звуковым, музыкальным сопровождением, либо без него, записанное на звуковой носитель. Так же, как в постановке в театре, прослушивание аудиокниги по произведению литературы позволяет расширить представление о нем, переосмыслить содержание, ощутить себя участником происходящих событий. Ну и, конечно, кроме того, аудиокниги, как уже говорилось предыдущим докладчиком, способны оказать содействие становлению художественным вкусом, стимулировать к самостоятельному чтению печатной продукции, развивать способность восприятия и анализа информации на слух. Поэтому так важно, чтобы аудиокниги стали объектом системы образования, организации досуга, культурным смыслом. И особое внимание, конечно, необходимо уделять популяризации и передаче этого наследия молодым поколениям. Библиотеки, которые входят в состав объединения библиотек города Чебоксары, давно и плодотворно работают по продвижению чтения и формированию любви к родному краю, его культуре, литературе, искусству, природе и так далее. Особое внимание уделяется популяризации произведений чувашских авторов. Они позволяют раскрыть перед читателем мировоззрение народа, его обряды, традиции, быт, почувствовать гармонию и богатство природы с творением человека, пробудить чувство любви к родному краю. И одним из ярчайших представителей литературного наследия Чувашии, конечно же, является Константин Васильевич Иванов. Это выдающийся национальный поэт, автор классического произведения чувашской литературы поэмы «Нарспи», которую называют энциклопедией жизни чувашской деревни. Константин Васильевич родился в 1890 году в чувашской деревне Славбаш Бельбейского уезда Уфимской губернии, ныне Республика Башкортостан. Значит, несмотря на то, что он прожил всего 25 лет, но он оставил замечательные стихотворные строки. Вершиной его литературного творчества является поэма «Нарспи». Трагическая судьба девушки Нарспи, ее несчастная любовь нашли отклик в сердцах читателей, и потому произведение переведено на 16 языков мира. На сценах чувашских театров поэма «Нарспи» была поставлена 7 раз. В течение 10 лет она ставилась ежегодно. Нарспи притягательна не только для драматургов, она интересует многих композиторов. В сюжеты поэмы в своем творчестве обращались многие и ленинградские композиторы. Значит, народный поэт Чувашии Петр Кузангай писал, что подлинная народность, высокая простота, огромная эмоциональная сила, композиционная стройность, колоритность персонажа, осязаемость, пластичность образов, законченность их характеров, стремительное развитие сюжета, трагедийность по самой социальной сути, вместе с тем удивительная целомудренность, чувство меры, проникновенность в глубину народной психики – вот что подкупает нас в Нарспи. Хочется сказать, что именем чувашского поэта Константина Иванова названы в нашем городе Чувашский академический драматический театр, одна из старейших улиц города, и, конечно, действует литературный музей имени Иванова. Но современный ритм жизни оставляет мало времени, которое можно было бы посвятить одному из любимейших занятий – чтением. Проблема решается с помощью аудиоизданий литературных произведений, аудиокниг, выпущенных в формате MP3. Стремясь привлечь к чтению широкие круги населения, в особенности подростков и молодежь, ознакомить их с шедевром чувашской литературы поэмы «Нарспи»,
и вызвала идею разработки проекта по изданию аудиокниги «Нарспи». Этот проект был приурочен к Году литературы Российской Федерации и Году Константина Иванова в Чувашской Республике, а также 125-летию со дня рождения классика чувашской поэзии. Понятно, что целью проекта было увековечение памяти и творческого наследия классики чувашской литературы. Среди задач непосредственно подготовка и издание и тиражирование аудиокниги. Проект был реализован с помощью краудфандинговой платформы. Партнером проекта стало издательство «Архив мировой литературы». В результате в первой половине 2015 года была подготовлена аудиокнига по поэме Константина Иванова-Нарспи на русском и чувашском языках. В роли автора в радиоспектакле принял участие правнук выдающегося просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов и ведущие артисты Русского драматического театра города Чебоксары. Редакцией телеканала ВКРК Чувашия выпуск диска был отмечен в телепередаче «События года» и вошел в перечень важнейших и значимых для Чувашской Республики мероприятий 2015 года. 29 октября прошлого года в Центральной городской библиотеке Маяковского состоялась презентация аудиокниги «Нарспи». Ее гостями стали генеральный директор издательства «Архив мировой литературы» Виталий Баев, а также тележурналист Валентина Поливцева и исполнитель главных ролей Николай Тарасов, который озвучил сатнеры на чувашском языке, Диана Яковлева, исполнительница роли девушки Нарспи на русском языке. Актеры рассказали о работе над своими ролями и о воплощении образов героев. Как оказалось, для Дианы Яковлевой роль Нарспи стала ролью мечты, которая осуществилась. Юрий Михайлович Артемьев, доктор филологических наук, профессор ЧГУ имени Ульянова, и Валерий Тургай, это народный поэт Чувашии, член Союза писателей Российской Федерации, подчеркнули значимость поэмы Нарспи для чувашской мировой литературы и культуры. Встреча завершилась прослушиванием отрывков из поэмы. И сейчас я хотела бы пригласить вас посмотреть небольшой видеоролик. Включите, пожалуйста. Проектом года для Московского архива мировой литературы и объединения библиотек города Чебоксар стало издание аудиокниги по поэме Константина Иванова «Нарспи». Презентация прошла, как и положено книге, хоть и электронной, в Центральной городской библиотеке. Налетел внезапно ветер, лес взбесился, ошалел. Атаман, держи беглянку, ветер дико заревел. Вот бежит она, злодейка, муж, лови свою жену. У этого произведения богатый бэкграунд, десяток печатных переизданий, мюзикл, опера, но электронная аудиокнига, открывающая практически безграничное шествие Нарспи по миру, издана впервые. Для классической литературы форма «закачал в смартфон и слушаю» сегодня одна из самых востребованных, считает Михаил Ефремов, исполнивший в аудиопостановке одну из главных ролей. Хорошую литературу, ее больше надо вкачивать в современные гаджеты. Тогда можно надеяться, что вдруг и прочтут в айфоне. Ну а так, конечно, надо издавать. Надо, может быть, ставить, может быть, мультфильм. Генеральный директор архива мировой литературы Виталий Баев за годы издательской деятельности поставил сотни аудиоспектаклей от Пушкина и Толстого до Карла Маркса и Проспера Мэриме. Но Нарспи в этом ряду абсолютно уникальна. Это первый диск билингва на русском и чувашском языках. Она будет интересна своим колоритом, во-первых. Во-вторых, тем актерским составом, в котором она исполнена. Это профессионалы Чувашского драматического театра, Русского драматического театра юного зрителя города Чебоксара и многих театров Москвы. У Ефремова даже была идея прочитать за автора на чувашском языке. Но, подумав, мы решили, что это займет очень много времени, потому что нужно было бы в этом случае изучить язык, понять его мелодику.
Режиссер очень трепетно отнесся к материалу и главной задачей ставил сохранить этнический колорит. Даже музыка в поэме исполняется на таких редких народных инструментах, как, например, шибыр. А перед артистами стояла и вовсе сложная задача. Из всех выразительных инструментов в их арсенале был только голос. Для меня это девочка, которая очень быстро повзрослела, даже сама для себя не ожидая. И мне кажется, это вот человек такой, в ней даже, наверное, бьет ключом такой юношеский максимализм. Она девочка без кожи, очень эмоциональная. Вышла замуж по неволе, по велению родных. Не на радость вашей дочки вами выбранный жених, не жалеет дочь родную, вдаль чужую, в злую даль, в руки жесткие, чужие вы отдали навсегда. Поэзию, мне кажется, вообще нужно слушать. Любой из вас, кто послушает этот диск, поймет, что действительно там, читает лучше, чем читает любой из нас. Просто наше сознание читает как-то по-другому, очень красивое произведение, методично. Когда Валентина мне сказала, что диск готов, я послушала несколько раз. В этот же день, когда я учил, я послушал 3 раза подряд. Валентина Поливцева, наш специальный корреспондент, автор и ведущий ток-шоу, в этом проекте выступила не только как проводник для московских артистов в мир чувашского эпоса, но и как продюсер издательского проекта, вновь доказав, что нет невозможного для человека с воображением. Мир должен знать, что и у нас, в Чувашии, есть крутые сюжеты, не только у англичан. Аудиокнига войдет в библиотечный фонд, говорит директор объединения библиотек города Чебоксары Евгений Бондарев. А издатели надеются, что электронная аудиопоэма на русском и чувашском языках будет востребована в учебных заведениях республики. В общем, добро пожаловать в мир без границ, наш СПИ. Надежда Давыдова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. Еще добавлю, что впервые для широкого круга наших читателей, горожан, аудиокнига была представлена в августе 2015 года в рамках празднования Дня города и в ходе проведения межрегионального фестиваля книги «Волжские чтения». На площадке перед Национальной библиотекой была организована презентация аудиокниги и эксклюзивный экземпляр вручен главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. А в феврале 2016 года эта аудиокнига поступила во все 64 школы нашего города. И таким образом реализация проекта по изданию аудиокниги имела большой резонанс и средства массовой информации. Было опубликовано 23 сообщения, в том числе в электронных СМИ 19 публикаций, в печатных 4. Его организаторы приняли участие и в телевизионных передачах на ГТРК Чувашии, и в различных ток-шоу на телеканале «Россия-24». Вот. Но завершаясь, хочу сказать, что охрана культурного достояния в современном мире становится действительно все более острым. Эта проблема требует постоянного внимания. И без привлечения можно сказать, что об уровне развития культуры того или иного народа следует судить потому, что как он относится к своему культурному наследию. Сохраняя прошлого, сообща мы вместе продвигаем будущее. Спасибо. Я предоставляю слово Наталье Борисовне Смирновой, научному сотруднику Института гуманитарных наук. Она расскажет нам о работе над электронной версией Чувашской энциклопедии. Добрый день. Влияние визуальных документов на восприятие человека общеизвестно. Они являются исследовательским полем для анализа различных научных аспектов. Человек воспринимает и лучше запоминает то, что видит. Следовательно, размещение названных материалов на интернет-ресурсах играет значительную роль как в распространении информации, так и в создании лучшего представления о ней. Остановимся кратко на одном из ресурсов – электронной чувашской энциклопедии, систематизированном своде научных знаний. Он позволяет широкому кругу лиц получить основные сведения об истории, культуре, общественно-политическом устройстве Чувашии, об экономике, образовании, здравоохранении, спорте, природе, населении, выдающихся людях. Чувашским государственным институтом гуманитарных наук и Чувашским книжным издательством в 2006-2011 годах была подготовлена печатная версия из 4 томов, на основе которой ведется работа электронного ресурса, размещенного на официальном портале органов власти Чувашской республики.
Интернет-версия Чувашской энциклопедии визуально оформлена в стиле печатного варианта энциклопедического издания. Информационный ресурс имеет удобный интерфейс. Следующий слайд. Как видно на слайде, в шапке сайта размещены главные меню энциклопедии, состоящий из 8 разделов, алфавитный указатель. В левой части расположен тематический рубрикатор, насчитывающий 14 крупных разделов и 80 подразделов. Энциклопедия обеспечивает многоаспектный поиск необходимой информации, которая может производиться как прямым вводом термина, так и через тематические алфавитные указатели. Статьи имеют гиперссылки на собственные материалы. Следующий слайд. Следующий. Нет. Следующий. У нас в электронной энциклопедии представлен более 12 тысяч статей, из которых примерно 7 тысяч тематические и 5,3 тысячи биографические. Неотъемлемой частью справочной информационной системы электронной чувашской энциклопедии являются иллюстрации. Они выступают важным элементом художественного оформления статей, удачно дополняют и поясняют их текст. Сайт энциклопедии богато иллюстрирован, на нем размещено более 2500 цветных и черно-белых фотографий, рисунков, карт, схем, диаграмм, таблиц и нотных примеров. Статья имеет одну или несколько иллюстраций. Все они расположены в конце текста, связаны с подрисуночной подписью и содержанием статьи. Имеется техническая возможность с помощью клика развернуть миниатюрные изображения до первоначального размера. Электронная чувашская энциклопедия постоянно развивается. Включение в базу данных новых статей, изображений, актуализация и уточнение имеющихся материалов – основные направления деятельности. Отслеживание и поиск информации проводится в сети интернет, прежде всего на официальном портале органов власти Чувашии, по материалам периодической печати, архивных фондов, статистических сборников, районных отраслевых энциклопедий и других печатных и электронных публикаций. Постоянно ведется переписка с различными инстанциями как в республике, так и за ее пределами, странами ближнего, так и дальнего зарубежья, как правило, с выходцами из Чувашии, которые туда эмигрировали. Мониторинг реальной ситуации в общественно-политической, экономической, образовательной и культурной сферах играет важную роль. После сбора необходимой информации в статьях электронной чувашской энциклопедии уточняются сведения, устраняются допущенные ранее ошибки, вносятся коррективы, дополнения, вызванные текущими изменениями, прежде всего статистические данные различного характера, новые назначения, получение наград, премий, почетных званий, присвоение ученых степеней, даты, места смерти и так далее. Ежегодно для обновления статей выбирается определенный тематический раздел. Так, в 2015 году, например, обновлялись статьи по демографии. Они перерабатывались по результатам переписи населения 2010 года и ежегодной статистической информации. В них обновлялся иллюстративный материал. В 2015 году велось обновление тематических статей по отрасли средств массовой информации. В 2016 году по сельским населенным пунктам. В них вносились новые количественные данные, обновленная информация, персоналием, дополнительные сведения и по теме статей. Следующий слайд. Дальше. Еще. Следующий. В 2013 году сайт пополнился 49 новыми статьями. В 2014 году 121, в 2015 году 143 статьями и в 2016 году 138. В 2013 году были обновлены в энциклопедии 1290 статей, в 2014 году 2311, в 2015 600 статей, в 2016 1157. Всего за 2013-2016 годы была внесена 451 новая статья и обновлено 5358 статей. Кроме того, в год 70-летия Победы в результате проведения большой поисковой работы было выявлено более 20 героев Советского Союза. В том числе на слайде представлен Воробьев Иван Алексеевич, дважды Герой Советского Союза.
Он в начале войны работал летчиком-инструктором в Чебоксарской авиационной школе. Также найден один чуваш, герой Российской Федерации. В 2016 году в энциклопедии появился ряд статей о героях социалистического труда, как чувашах, так и имевших отношение к республике. Несомненно, в работе энциклопедии имеет определенное место и трудности. Хотелось бы остановиться именно на визуальных материалах. В 2014 году по техническим причинам значительная их часть, более 800, на сайте была утеряна. Вместо иллюстраций по статьями остались пустые места. В институте имелись копии фотографий, подготовленные ранее в основном для печатной версии. И весь 2015 год пришлось их восстанавливать. Имеются определенные проблемы с загрузкой иллюстративного материала на сервер. Несколько раз он выходил из строя на определенное время. Приходилось долго ждать, когда загрузится хотя бы одно изображение. Разместить все сразу не представлялось возможным. В связи с этим с 2015 года по договору с разработчиком сайта его материалы периодически сохраняются. Особое место занимает и трудности, связанные с поиском фотографий. К примеру, к персоналиям они добавляются лишь тем, кто имеет особые заслуги. Так, у военных это начиная с генерал-лейтенанта и выше, у ученых, если он является, к примеру, доктором наук, имеет почетное звание. Героем Советского Союза, героем социалистического труда, народным артистом и так далее. Вот, к примеру, Ижевский Александр Александрович, герой социалистического труда, министр сельскохозяйственно-тракторного машиностроения СССР, внесший значительный вклад в развитие тракторостроения Чувашии и в целом всей страны, и получивший за это орден за заслуги перед Чувашской республикой. Он в возрасте 101 года до сих пор продолжает работать. Его опыт востребован и сегодня. Следующий. Пучков Лев Александрович. Уроженец Полецкого района, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, организатор образования. Долгое время возглавлявший Московский государственный горный университет. Следующий. Воропаева Лидия Александровна. Доктор медицинских наук, заслуженный врач Чувашии, организатор здравоохранения, главный врач Республиканского онкологического диспансера. Она уроженка Латовского района. Ни время, ни расстояние не должны мешать поиску информации. К примеру, 3 года назад сотрудники вынуждены были искать фотографию генерал-лейтенант Росейкин Иван Михайлович, уроженец Алатовского района. Его сын, генерал-майор Росейкин Владимир Иванович, обещал оказать содействие, но затем связь с ним потерялась. Тем не менее, контакт удалось восстановить, и нужный результат был получен. Теперь пользователь интернета имеет возможность создать представление о нем не только из текста статьи, но и просмотра изображения. В целом же отмеченные выше трудности не препятствуют основной работе по наполнению базы данных и поддержанию электронной чувашской энциклопедии. Кроме того, в базу данных постоянно добавляются новые иллюстрации, которые являются в процессе написания и обновления статей. Электронные энциклопедии позволяют жителям других регионов многонациональной России больше знать о Чувашии, чувашском народе, вносят существенный вклад в укрепление межэтнических отношений и взаимопонимания, в том числе благодаря визуальным средствам передачи информации. Многолетний опыт работы над печатной версией способствует более оперативному сбору информации. Постоянно совершенствуют методы поисковой работы, много времени уделяется на то, чтобы найти и установить необходимые связи, как в Чувашии, так и за ее пределами. Пользователям сети интернет и электронный ресурс вполне востребован. Посетители сайта энциклопедии периодически направляют в адрес редакции письма, содержавшие как исправления, так и уточнения к статьям и иллюстрации. Материал электронной чувашской энциклопедии используется в масштабных проектах. В качестве примера уже был представлен вам Александром Николаевичем Рашкиным «Золотые звезды Чувашии». И посещаемость сайта, это отметить, что-то очень высокое. На слайде видно, что с сентября по ноябрь 2016 года ежемесячно на сайте отмечалось более 10 тысяч посетителей и около 28 тысяч просмотров. Ежедневно было зафиксировано, соответственно, свыше 300 посетителей и более 900 просмотров. Спасибо за внимание. О комплектовании, сохранении фондов
и перспективах развития научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук, расскажет Николаева Галина Геннадьевна. Среди них рукописные собрания наших выдающихся деятелей науки и культуры, писателей и поэтов Николая Васильевича Никольского, Ивана Яковлевича Яковлева, Ашмарина, Василия Дмитриевича Дмитриева и многих других. Аудиовизуальная же часть нашего архива состоит из следующих материалов. Это магнитофонные ленты и кассеты с записями народных песен, фольклорно-диалектологических экспедиций, произведений чувашских композиторов и киноленты. Наш институт почти ежегодно проводил и проводит фольклорные, этнографические, диалектологические научные экспедиции в районах Чувашии, в чувашских селениях за пределами республики. Материалы данных экспедиций пополняют фонды архива, и поэтому основная часть аудиовизуальных материалов – это записи комплексных научных экспедиций. Одной из главных задач архива является сохранение фондов. Для этого мы проводим различные мероприятия. Мы начали работу по переводу экспедиционных и иных записей на современные электронные носители. На сегодняшний день всего оцифровано 57 магнитофонных лент. Это примерно 30% из всего аудиовизуального наследия нашего института. В том числе записи песен Гавриила Федорова, это записи 1949 года, чувашские народные песни в исполнении Раиды Довиной, записи 1976 года, материалы экспедиции 1962-1971 годов. Также совместно с вашим архивом электронной и кино документации, мы оцифровали киноленты, хранящиеся в нашем институте. Хочется выразить огромную признательность вашей организации за проделанную работу. Всего было оцифровано 8 единиц хранений. Среди них уникальный полнометражный этнографический фильм «Страна Чувашская» 1927 года, сюжет Иван Яковлевич Яковлев 1928 года. Это немые и черно-белые фильмы. Также оцифровано 18 лент киножурнала «На Волге широкой» за 1976 год. Это серия фильмов и сюжетов о Чувашской республике. С некоторыми оцифрованными фильмами и сюжетами можно познакомиться в интернете. Мы создали аккаунт ЧГГ, и некоторые из них выложили на YouTube. Кроме этого, у нас ведется создание базы данных архива. Отсканировано несколько тысяч файлов архивных материалов, но, к сожалению, у нас пока нет специальной программы, которая бы систематизировала эти материалы в соответствии с современными требованиями. Что касается перспектив развития научного архива, оно должно основываться на реализации следующих основных направлений. Конечно же, следует уделить особое внимание обеспечению сохранности фондов архива. Нужно продолжить работу по оцифровке магнитофонных лент, так как они имеют ограниченный срок службы. Кроме этого, нужно расширить использование компьютерных технологий, нужно продолжить создание базы данных, но, конечно же, с внедрением специальных программ. Мы работаем в этом направлении, стараемся. Спасибо за внимание. Спасибо, Галина Геннадьевна. И слово предоставляется Шляхиной Вере Григорьевне, заместителю бюджетного учреждения Чувашской республики, национального музея Чувашской республики. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, хотя и являемся родственной организацией, выполняем такие же функции, как и архивы, библиотеки, сохраняем культурное наследие, но форма презентации и публикации у нас несколько своеобразная, поэтому несколько будет отличаться мое выступление. Для нас самая главная форма публикации – это экспозиции и выставки. О том, какие проблемы возникают и какие задачи мы ставим, об этом я как раз и буду говорить.
Ну, совсем скоро, меньше 2 недель пройдет, наступит 25 декабря. Не все, к сожалению, знают, что это памятная дата и несколько трагичная. 37 лет назад началась афганская война. И наши исследования показали, что об этой войне, которая случилась на нашей памяти, большинство населения России знает значительно меньше, чем о Великой Отечественной, хотя она от нас отстоит на 71 год. Ну, здесь много причин, конечно, и самая главная причина, наверное, в том, что пока шла война, о ней нельзя было писать, цензура не пропускала эту информацию. Потом наступили 90-е годы, как мы говорим, это время цинковых мальчиков Светланы Алексеевич. Но насколько документальная ее книга, хотя она и называет ее документальным повествованием, говорит тот факт, что группа матерей воинов-интернационалистов подала на писательницу в суд и выиграла этот суд. Так же, как выиграл еще и другой афганец, которого она называла своим корреспондентом, у которого она брала интервью. Ну, а в 2010 году был утвержден День памяти о россиянах, выполнявших воинский долг за пределами Отечества. И, казалось бы, изменилось отношение к афганцам, оно стало более справедливым, но 3 проблемы, которые связаны с афганцами, они не сняты до сих пор. Первая – это медицинская проблема, никто не занимался особой реабилитацией афганцев. И у нас в Чебоксарах только один единственный центр, это бывший партстационар, занимается реабилитацией. Другая проблема – это материально-бытовая. Не все они получили квартиры, точнее даже вообще не получили квартиры, а пенсии у них, участников боевых действий, чисто символические. Ну а третья проблема, самая сложная, наверное, это морально-психологическая. Помните, в 1989 году их назвали оккупантами, и очень многие проблемы афганцев были как раз из этих самых 89-90-х лет. Многие из них страдали алкоголизмом, и очень характерно для этого времени строчка из стихотворения афганца: «Я держу звезду на ладони, настоящую, без фуфла. Только кто же сегодня помнит, что такая война была?» И вот после того, как был издан закон о дне памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в ноябре 2011 года Национальный музей инициировал проведение республиканского межмузейного проекта «Виват Шурави». Основная наша цель была, чтобы силами музейного сообщества республики собрать как можно больше информации об афганцах, собрать документальный материал и предметные коллекции для отражения мужества наших земляков, участвовавших в исполнении воинского долга в Республике Афганистан. И вот музейщиками республики, ветеранами-афганцами и военкоматом совместными усилиями мы собрали большой краеведческий материал. И 9 февраля 2012 года у нас открылась выставка «За хребтом Гиндукуш обняла нас война». Мы смогли уточнить сведения о числе призывников из Чувашии в Афганистан. Оказалось, что их не около 4500, а 5692 призванных только с территории Чувашии, а на самом деле их значительно больше, потому что кто-то призывался из других мест, кто-то уже служил, кто-то был профессиональным военным. Наша выставка сделала несколько краеведческих открытий. Мы нашли тех, кто не числился в списке погибших земляков. Следующий слайд, пожалуйста. Мы сделали самый главный вывод в результате первого этапа реализации нашего проекта, что афганская война еще ждет своих исследователей. Ну и что интерес к этой теме очень большой. Вы видите, сколько у нас народу было на открытии этой выставки. И хотя зал был всего 100 квадратных метров, и материала у нас было собрано не так много, но она имела такой резонанс, что вместо месяца, который мы планировали для экспонирования этой выставки, она продлилась 3 месяца, с 9 февраля по 9 мая, а потом
на втором этапе уже в формате передвижной поехала по республике. И единственным условием для предоставления этой выставки было пополнение ее на месте своим краеведческим материалом. Мы можем с гордостью сказать, что благодаря вот нашей инициативе почти во всех районах появились уголки, посвященные ветеранам-афганцам. Вот столько материала мы собрали в результате вот этого исследовательского проекта, что на третьем этапе уже в декабре 2013 года смогли создать большую масштабную выставку «За спиной горы и горе, за спиной военные афганы». Она уже у нас по площади в 3 раза превышала первую выставку, и героев этой выставки, конечно, было значительно больше. Мы смогли уже рассказать о самой войне, о всех 4 этапах этой войны, и в контексте этих этапов рассказать о вкладе наших земляков в боевые действия на том или ином этапе. Следующий слайд, пожалуйста. Вот первый этап афганской войны, сравнительно мирный. Там 2 таких крупных операции. Операция «Байкал-79» и операция «Шторм-333». Следующий этап, пожалуйста, это период самых крупных боевых операций и очень больших потерь. Он длился до весны 1985 года. Самые большие потери это 1984-1985 год. Мы смогли впервые в республике собрать фотографии всех погибших афганцев. Этого до нас никто не сделал. Сведения были, но фотографий всех не было. Следующий, пожалуйста. Третий этап – это период действия в основном спецподразделений. А сегодня я могу сказать, что примерно треть наших призывников служила в десанте и спецподразделениях. Следующий, пожалуйста. И вот 4-й этап – это уже завершающий этап. Это политика национального примирения, вывод войск из Афганистана. И вот вы видите, что по площади значительно меньше у нас этот этап, но он и хронологически был очень маленьким. Но мы можем сказать, что обеспечивали безопасность вывода тоже ребята из Чувашии. Вот эту информацию мы смогли собрать, поэтому мы называем мемориальная версия афганской войны, потому что такой традиционной версии на большой исследовательской базе, к сожалению, пока еще нет. Мы до сих пор говорим, что это остается открытой, так сказать, страницей в нашей истории. Правильно. Следующий слайд, пожалуйста. На этой выставке были проведены многочисленные мероприятия. Мы, конечно же, следующий слайд, рассказали и о тем, кем стали наши ветераны-афганцы, что они не наркоманы и не спившиеся бомжи, что они руководят предприятиями, нашли свое место в бизнесе, что это очень много педагогов и уважаемых в республике людей, что 3 наших земляков, прошедших Афганистан, стали в последующем героями Российской Федерации. Очень большую работу на этой выставке мы провели со школьниками. Следующий слайд, пожалуйста. Большой интерес был к этой теме, поэтому она у нас, эта выставка, экспонировалась почти год, с декабря 2013 по ноябрь 2014 года. Интерес к ней не угас, у нас просто в этом помещении начался ремонт, мы вынуждены были снять экспозицию. Следующий слайд. И нам же нужно было рассказывать о наших афганцах, поэтому мы изучали материалы и опубликованные на сайтах полков и других соединений, входивших в 40-ю армию. Смогли уточнить информацию, которая была уже представлена о наших ребятах в списке, который опубликовал Дмитрий Белебенцев, вы помните, в книге «Герои сражений мирного времени», и оказалось, что там много неточностей, что там есть неточности и в датах гибели, и в обстоятельствах гибели. Нам очень хотелось
выяснить, как же на самом деле это происходило. Мы стали изучать патриотические сайты, сайты дивизий и смогли создать на третьем этапе виртуальную книгу памяти. Следующий слайд, пожалуйста. Вот она у нас структурирована вот так вот. Общий алфавитный список, сведения о погибших по видам вооружения, сведения по районам, сведения по датам гибели. Вот на любой этой ссылке можно будет найти на нашем сайте информацию о погибших воинах-афганцев. Почему мы сделали виртуальную книгу? Потому что разночтение между опубликованной Министерством обороны двухтомной книгой о советских воинах, погибших в Афганистане, и теми сведениями, которые были опубликованы Белебецевым, потребовали уточнения уже у родственников, у сослуживцев. Да, конечно, в распоряжении Министерства обороны были подлинные документы, донесения воинских частей, но иногда они расходились с данными военкоматов, допустим, и какими-то сведениями, которыми располагали только сослуживцы. Поэтому мы можем приписать себе заслугу в том, что мы из 120 человек, которые представлены в этой книге памяти, вообще у нас 115 погибших, 4 пропавших без вести, и не внесенные в этот список появились те, кто были уроженцами Чувашии, но в последующем, вот, допустим, в Чебоксарском районе был такой, он закончил Рязанское военное училище, уже лейтенантом отправился в Афганистан, погиб там и был похоронен в Рязани, и в этот список не вошел, но он же тоже наш земляк, мы его тоже включили, поэтому 120 человек. И вот из этих 120 человек мы не смогли уточнить обстоятельства гибели, но и точное место службы только 20 человек. Всех остальных мы можем сказать, сколько человек служило в десанте и где конкретно, сколько служило. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Вот видите, по подразделениям 40-й армии и по данным КГБ СССР, это пограничники в основном и спецподразделения. Вот из наших погибших треть по военной специальности были водителями. Более чем четвертая часть это были десантники и служащие спецподразделений, военнослужащие спецподразделений. То есть мы уточнили и определили эту категорию, которая в принципе была, служил там-то, погиб такого-то числа. Отклики на наше издание приходят и до сих пор. Нам присылают фотографии, нам присылают письма погибших, и мы дополняем. Вот тут можно посмотреть, как по годам можно определить дату гибели человека и, опять же, с ссылкой найти информацию о нем. Конечно, в нашем распоряжении уже было значительно больше литературы. Уже к этому времени вышла книга памяти о пограничниках, издательство «Граница» ее выпустило, о пограничниках, погибших в Афганистане, о десантниках в книге «Военно-воздушные войска России». И очень большую помощь оказал музей Сызранского военного авиационного института. Они издали в 2001 году книгу о выпускниках Сызранского, Саратовского и Кировского авиационных училищ. Вы знаете, что наши ребята очень многие учились в Сызрани. И вот о вертолетчиках там есть очень интересная информация. Мы можем сказать, что вот реализация нашего проекта была успешной. Мы можем гордиться тем, что инициировали возвращение этой темы для обсуждения. И если Николай Малышкин книгу свою начал писать еще до реализации этого проекта, то уже данные по Комсомольскому району уже какие-то собирали и у нас на выставке. Учитель из Полево-Яужской школы, он приходил, он смотрел, внимательно изучал материалы выставки. То есть мы вернули эту тему к обсуждению. И вот выискивая на сайте сведения о наших земляках, мы нашли вот такое обращение. Если ветераны Афганистана, видевшие войну и участвовавшие в ней, не успеют написать свою правду о войне, за них ее напишут другие. Но это будет уже другая правда, а вероятнее всего это будет ложь, прикрытая именами ветеранов.
И это натолкнуло нас на мысль о том, что надо собрать как можно больше видеоинтервью, пока живы участники этой афганской войны. Вот у архива электронной кинодокументации есть уже опыт этих видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны. Но они уже к этому времени были старые, что-то помнили, что не помнили. Афганцы пока еще сравнительно молодые. Но, как говорят, ну, в общем-то, наверное, это и правда, историки говорят, к 60-му году, к 2060 году не останется ни одного живого участника афганской войны. Давайте сейчас собирать видеоинтервью, собирать сведения, как можно больше сведений, для того, чтобы в последующем отсутствие источниковой базы не стало, не сослужило службу для фальсификации участия России, участия Советского Союза в этой афганской войне. Ведь это уже сейчас на нашей памяти происходит. Те же самые цинковые мальчики с засушенными ушами. Следующий слайд, пожалуйста. И когда мы собирали сведения о наших ребятах, мы нашли несколько документальных фильмов, в которых рассказывается о судьбе наших погибших ребят. Вот фильм Александра Елагина «Королевский батальон». Он рассказывает о гибели 1-го мотострелкового батальона 682-го мотострелкового полка 108-й дивизии 30 апреля 1984 года на Панжере в ущелье Хазара при проведении 7-й Панжерской операции. Тогда в одном бою погибло 87 человек. Эти данные очень долго скрывались. И оказалось, что среди этих 87 погибших 3 наших земляков. Это Игорь Гаврилов из Комсомольского района, как раз из Полевых Яуш. Это Володя Михайлов из Канаша, там вот подписано Михайлов. И это Олег Прокопьев из Ариковского района. Кстати, вот эти фотографии прислали в отклик на нашу книгу, виртуальную книгу памяти. Вот в этом фильме рассказывается как раз и называется фамилия командира отделения Игоря Гаврилова. Знаете, обиднее всего, что эти ребята вообще-то уже должны были вернуться домой. Они уже отслужили 1,5 года в Афганистане, 2 года вообще отслужили в армии. Но в связи с проведением 7-й Панжерской операции приказ о демобилизации был задержан. И ребят уже домой доставил черный тюльпан. Следующий фильм, пожалуйста. Вот фильм из цикла «Расследование истории. Афганистан, 80-е ОРФ». Там сослуживец Бориса Мишина из Козловского района Эдуард Еременко рассказывает о гибели своего командира отделения Бориса Мишина и о том, как его уважали однополчане. Уважали так, что после приказа о демобилизации поехали не домой, кто-то на Украину, кто-то там в Свердловскую область, а приехали в Чувашию для того, чтобы поклониться родителям Бориса Мишина. Следующий, пожалуйста, слайд. Нам удалось в переписке получить согласие человека, который создал фильм, посвященный уроженцу Ядрина Косте Долбилову. Константин Викторович Долбилов, старший разведчик, он уроженец Ядрина, призывался из Чебоксар, потому что работал на тракторном заводе. Вот на фотографии из альбома, так этот фильм называется «Дембельский альбом», Константин Геннадьевич Волков. Он был близким другом Кости Долбилова и смог сохранить аудиозапись голоса Константина Долбилова, которая была сделана в Афганистане. Через 30 лет после гибели Константина мы на открытии нашей выставки «За спиной Егора и Гори» услышали голос Константина Долбилова. И вот этот вот фильм, автор, один из инициаторов создания этого фильма, он служит сейчас в Подмосковье, он священнослужитель, он разрешил нам показывать этот фильм, но на наших мероприятиях. Следующий фильм, пожалуйста. Вот 2 фильма, которые рассказывают о восстании советских военнопленных в лагере на территории Пакистана. Они оба посвящены одному и тому же событию, этому восстанию апреля 1985 года в лагере Бадабер. Это фильм «Мятеж в преисподней» Андрея Якунина и фильм Радика Кудаярова «Тайна лагеря Бадабер».
Здесь рассказывается о судьбе чебоксарца Владимира Шипеева, пропавшего без вести. Он служил в 103-й воздушно-десантной дивизии, и на документальной основе как раз вот в этом фильме рассказывается об обстоятельствах гибели в числе 12 военнопленных, конечно, и нашего Володи Шипеева. На фильм «Мятеж в преисподней» он снимался и в Афганистане, и у нас в Чебоксарах, интервью с мамой Володи Шипеева. В этом фильме снимались председатель нашего Союза ветеранов Афганистана Игорь Кашаев, его заместитель Анатолий Порфирьев. И вот этот фильм афганцы нам подарили, мы тоже его показываем, вписываем в нашу экспозицию. Следующий слайд, пожалуйста. 16 апреля у нас открылась очередная афганская выставка, называется она «Ты мне снишься ночами, Афган». И вот на ней мы показываем фрагменты этих фильмов, которые рассказывают в том числе о гибели наших ребят. Я предлагаю архивистам, имеющим уже значительный опыт в комплектовании видеоархива участников Великой Отечественной войны, вместе реализовать проект «Мемориальная версия афганской войны». У нас есть сведения обо всех ныне живущих в Чувашии афганцах, есть их адреса. Мы знаем, где они служили, кто служил в десантных войсках, кто в спецподразделениях. У нас с ними очень хорошие отношения, как шутят сами афганцы. У редкого афганца нет моего телефона, потому что они созваниваются с нами. Наша выставка пополняется ежедневно. Я приглашаю, пока она еще не завершила свою работу, она уже скоро завершает, потому что мы открыли ее в апреле, прийти и посмотреть. У нас очень интересные документальные свидетельства представлены. Те фотографии, которые... Большое количество фотографий, которые мы оцифровали, потому что из личных альбомов ребята хотели их сохранить. Вот эти фотографии местные афганцы хотят издать альбомом, по примеру там москвичей, нижегородцев. Ну и копии этих фотографий, цифровые копии, мы отдали Игорю Кашаеву. Он уже сказал, что работа над таким фотоальбомом, она проводится. Ну и в завершение мне хочется еще раз вернуться к поэтическим строкам. Война свои подарки раздала. Кому звезда на грудь, кому на холмик, кого-то развенчала догола, а кто-то вписан в жизнь многотонник. Пусть 10 или 20 лет пройдет, и время врачевать умеет раны. Давайте помнить тех, кто не придет. Нельзя нам забывать Афганистан. К сожалению, не только этими потерями 120 человек сегодня тоскует по ним наша Чувашия. Дело в том, что афганцы уходят буквально каждый месяц. Кого-то война догоняет уже сейчас в мирной жизни. Очень многие уходят молодыми. И те, с кем мы общались при создании первой выставки, многих из них уже, к сожалению, нет в живых. Они уходят молодыми. Давайте соберем совместными усилиями видеоархив и сохраним его в нашей памяти. Спасибо. Сейчас я всех приглашаю в фойе. Проекта было знакомство с историей зарождения и развития киноотрасли республики, выявление существующего архивного материала и создание нового материала по теме, привлечение внимания общества к проблемам киноотрасли Чувашии. Издание состоит, как я уже говорила, из 5 основных разделов. В разделе «Киностудия Чувашкино» отражена история треста Чувашкино и краткие биографические сведения о его основателе Максиме Кошкинском и первой чувашской киноактрисе Тане Юрьевой. Тексты, иллюстрированные фотографии и видео документы. Вот вы видите, что по правой стороне у нас размещены и фотодокументы, и также нормативно-правовые акты, какие-то связанные с работой Чувашкино. Мы подумали, что исследователям это тоже будет интересно. Для гостей, так как все-таки жители Чувашии об этом знают хорошо, хочу сказать коротко о том, что Яким Степанович Максимов-Кошкинский — это чувашский актер, режиссер, организатор Чувашского профессионального театра, студии Чувашкино, драматург, переводчик, сценарист, заслуженный деятель Чувашской ССР, РСФСР, народный артист Чувашской ССР.
член Союза писательниц-писателей. Он родился в селе Кошкино Тимбаево, и поэтому вот у него такой псевдоним Максим Кошкинский. Окончил Симбирскую Чувашскую учительскую школу и в 18 году Казанское художественное училище. В период учебы работал в драматическом и оперном театре в Казани, художником-декоратором, актером, помощником режиссера. С 18 года он агитатор и политкомиссар Красной Армии. В 18 году вместе с группой энтузиастов организовал Чувашский советский передвижной театр. В 25-31 годах режиссер, сценарист и художественный руководитель киностудии «Чувашкино». В 32-45 годах художественный руководитель и актер Чувашского академического театра. То есть Максимов Кошкинский, он создатель как Чувашского театра профессионального, так и создатель вот Чувашского профессионального кино. Был репрессирован в 1937 году и реабилитирован в 1956. Его жена и верный соратник в его делах — это Тани Юн, первая чувашская актриса, которая практически во всех фильмах студии Чувашкино была занята. Тоже была репрессирована как жена врага народа вот до 40-го года. И их внук родной — это Андрей Градов. Для тех, кто, опять же, этого не знает, это знаменитый советский российский актер Андрей Градов, и о нем еще будут у нас сведения в нашем издании. Под разделом этого раздела является фотоальбом с кадрами из фильмов. Но надо сказать, что киностудия Чувашкино создала 6 художественных и документальных фильмов. К сожалению, уцелели просто крохи. Только первая часть художественного фильма «Ял» и документальный фильм «Страна Чувашская», о котором сегодня уже говорили предыдущие докладчики. Эти фильмы хранятся в наших фондах, но вот стоп-кадры с фильмов, они есть и хранятся как в Институте гуманитарных наук, так и у нас в фондах. Поэтому мы сочли возможным здесь разместить для того, чтобы у пользователей, а надеемся, что это в основном будет молодежь, чтобы у них было представление о работе студии Чувашкино. На тот момент очень передовой, и с ее гибелью этой студии, можно сказать, связано с репрессиями в отношении Якина Степановича Максима Кошкинского и Тани Юн. Просто пленки были сожжены. Наверное, если бы аудиовизуальные архивы существовали тогда, то обязательно экземпляры можно было бы сдать, и они бы сохранились хоть и в засекреченном виде. Но, к сожалению, история сослагательного наклонения не знает. Практически по каждому художественному фильму есть такие стоп-кадры. В основном это из фондов Чувашского государственного института гуманитарных наук. Есть афиши, пара. И еще одним подразделом этого первого раздела является видеоприложение. Приведено несколько видео, но мы вам предлагаем посмотреть небольшой кусочек из сохранившегося фрагмент фильма «Ял», для того, чтобы было представление о том, как работала студия Чувашкино, какие фильмы она создавала. Фильм, разумеется, не звуковой. Уже в современности вышла озвученная версия, но здесь мы приводим оригинал. Фильмы снимались своими силами, и актеры в основном. Второй раздел нашего издания называется «Киноотрасль Чувашии». Он содержит историческую справку по этой теме и тоже вот с правой стороны нормативно-правовые акты, связанные с работой киноотрасли в республике.
разных лет. Фото приложение делится на две части. Это киносеть города Чебоксары и киносеть республики, фотохроника. Дело в том, что когда мы собирали документы, мы отправили письма во все районы Чувашии для того, чтобы нам с просьбой о том, чтобы нам прислали документы. И вот фотографии, которые представлены в основном во второй части фотохроники, они присланы из районов Чувашии. А здесь вот представлены кинотеатры города Чебоксары, их работа. К сожалению, большинство из этих кинотеатров уже не функционирует, либо не функционирует по прямому назначению первоначальному. Проводились творческие встречи, проводились масса вообще всевозможных мероприятий. Все это было связано с кинотеатрами. Сейчас несколько иначе. А это фотографии из республики. Первые это аллаторские фотографии. Первый кинотеатр у нас был в Аллаторе в начале века вообще. Еще был даже частный. После революции был спонсирован. Мы постарались привести фотографии, которые характеризовали деятельность кинопередвижек, которые двигались по республике, перевозя художественные и документальные фильмы. У пользователей есть возможность ознакомиться с исторической, опять же, справкой. Там такая достаточно подробная. В ней указаны и когда открывались кинотеатры на периферии и в Чебоксарах, когда закрывались, кто был первыми директорами. То есть она такая достаточно подробная эта справка, вот, сопровождается таким вот фотоматериалом. Показывать все, конечно, просто нет возможности, потому что я уже сказала, что более 500 фотографий, поэтому так мы буквально точечно демонстрирую некоторые фотографии. В этом же разделе есть и видео, подраздел, в котором содержится видеоинтервью, которое мы взяли у ветеранов киноотрасли Чувашии. В этом году у нас была такая акция, она посвящена была не только году кино, но и году человека труда в Чувашии. Мы брали видеоинтервью у представителей различных профессий и, разумеется, не обошли вниманием и профессию кинематографистов. И приглашали к нам в архив ветеранов киноотрасли, записывали у них коротенькие интервью. Тоже одно предлагаем послушать. Мария Аминя Гринзяновна, телемеханик первой категории. Моя трудовая деятельность началась в кинотеатре «Родина». Вот такие вот коротенькие интервью мы брали у ветеранов киноотрасли. Третий раздел называется «Чебоксарский международный кинофестиваль». Он рассказывает о кинофоруме, конкурсе, который с 2008 года собирает в столице Чувашской республики ведущих кинематографистов России и других стран и дает возможность зрителям Чувашии знакомиться с их творчеством. Но тоже краткая историческая справка размещена в фестивале. По каждому году, вот на следующий год уже 10-й год фестиваль, то есть уже, поэтому мы постарались о каждом фестивале и даты, и победителей всех тоже разместить здесь, и нормативно-правовые акты, связанные с работой кинофестиваля, разместились, начиная с указа Николая Федорова об его открытии и так далее. Фотохроники мы разделили ее тоже на 9 частей по количеству уже прошедших кинофорумов. Начинался фестиваль в 2008 году, как я уже сказала, назывался он «На Волжском рубеже», и постепенно перерос в такой международный Чебоксарский кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. И надо сказать, что последние уже кинофорумы просто собирают кинематографистов из самых отдаленных вообще уголков России и из-за рубежа тоже.
Я уже говорила сегодня, что частые гости у нас и представители Сахаи Кучи. На разных фестивалях присутствуют и знаменитые актеры, режиссеры. Радшик Назаров долгое время, президент Чебоксарского кинофестиваля. Программным директором кинофестиваля является известный в России кинокритик Сергей Лаврентьев. Он занимается подбором фильмов, и можно сказать, что программа фестиваля всегда отличается каким-то особым вкусом, и все участники отмечают то, что очень оригинальная программа, и то, что фильмы, которые здесь представлены, зачастую просто нигде больше посмотреть на большом экране уже не предоставится такая возможность. Вход на кинопоказы и на все мероприятия кинофестиваля традиционно свободные, бесплатные, поэтому у чебоксарцев, у жителей республики и гостей нашего города всегда есть возможность посетить мероприятия фестиваля. Обычно он проходит 5 дней, и в течение этих дней проходит большое количество мероприятий. Это и мастер-классы, это и киношколы, это и, уж не говорю, конечно же, о кинопоказах, о творческих встречах, о представлении фильмов группами, которых привозят. Иногда привозят режиссеры, иногда продюсеры. И масса, в общем, всевозможных интересных мероприятий проходит, ну, не говоря уже о церемониях открытия и закрытия, которые всегда проходят очень торжественно, в лучших залах столицы Чувашской республики. Всегда красная дорожка практически. В общем, практически всегда посещает церемонию открытия и закрытия глава республики, вручает всегда спецприз от главы Чувашской республики. То есть мероприятие всегда проходит очень масштабно, грандиозно, и Чебоксарский кинофестиваль уже давно, в общем, завоевал большой интерес у зрителей. В 2017 году пройдет 10-й юбилейный фестиваль. Надеемся, что он не только пройдет на высоком уровне, но и вообще переплюнет все предшествующие годы, тем более что он юбилейный. Это церемония вот этого года, церемония открытия, церемония закрытия. Ну, говорили сегодня в инициативном документировании, кстати, очень много фотографий сделано самими архивистами. Мы с фотоаппаратами, видеокамерой выходим на эти мероприятия, снимаем интересные моменты фестиваля, потом их используем в подобных изданиях. Также в этом разделе есть видеоинтервью. Дело в том, что Государственный архив электронной кинодокументации традиционно является площадкой Чебоксарского международного кинофестиваля. И к нам в течение вот всех 5 дней работы фестиваля, которые обычно проходят в мае, в июне, приходят режиссеры, актеры, которые представляют свои фильмы. Ну, мы, пользуясь случаем, уже ведем их, разумеете, берем у них коротенькие видеоинтервью и задаем им вопросы, связанные и с их творчеством, и, конечно же, нас интересует их мнение о фестивале и о Чувашской земле. Ну, это же такое коротенькое интервью предлагаем послушать. Это, по-моему, да, Степан Бурнашов, которые приходили к нам в этом году. Еще одно видеоприложение к этому разделу. Это материалы, которые предоставила национальная телерадиокомпания, а именно репортажи разных лет, об открытиях, закрытиях разных фестивалей. Чебоксарского международного фестиваля. Ну, думаю, что можно это пропустить, но у пользователей всегда есть возможность ознакомиться с этими репортажами в одном месте, что мы подумали, это уже достаточно ценно. 4-й раздел называется «Кинематографисты Чувашии». Он посвящен всем тем, кто сегодня в республике занимается творчеством в сфере кино. В разделе есть биографические сведения о чувашских кинематографистах, их фотоматериалы и видео. Это режиссеры,
это операторы. И раздел, наверное, имеет такую цель познакомить, опять же, молодого особенно пользователя, молодого читателя с тем, как работают в современности кинематографисты. Потому что иногда у молодежи создается впечатление, что кино можно заниматься только вот в небольших просторах, а в родной республике это исключено. И вот этот раздел как раз опровергает это ошибочное мнение, и поэтому мы приводим здесь вот несколько снимков каждого из кинематографистов, которых, избранные, конечно, кинематографисты, не все. Это режиссеры, работающие в жанре анимации, Владимир Галошев из Чебоксары, Ольга Горинова из Алатыря. Это кинооператор Николай Дмитров, также Тимир Ефремов, оператор и создатель документальных фильмов. Режиссер Константин Ефремов, освоивший новую кинематографическую профессию, композер, специалист по видеоэффектам. Участник многих российских проектов, таких как «Курьер из рая», «Призрак», «Ведьма», недавние премьеры «Ледокол» и других. Режиссер из Новочебоксарска Максим Ефремов, режиссер и художник Алексей Иванов, тележурналист, литератор и режиссер Марина Корягина, режиссер Владимир Корсаков, чей фильм «Суромская девушка» взял гран-при, призы еще в 3 номинациях 2-го Чувашского кинофестиваля «Азам» в 2016 году. Это наш директор Николай Медведев, долгие годы руководитель Государственного архива электронной кинодокументации, заслуженный работник культуры Чувашии, кавалер медали Ордена заслуги перед Чувашской Республики 2-й степени. Продюсер и сценарист Юрий Михеев, режиссер Марат Никитин, чей фильм «Харлоу» был высоко оценен на Чебоксарском международном фестивале в 2015 году и на других международных конкурсах. Заместитель министра культуры, с которым мы тоже сегодня познакомились, режиссер театра и кино Вячеслав Оринов, молодой режиссер короткометражных фильмов Елена Рябцева, выпускница МГУ имени Ломоносова и призер нескольких международных конкурсов уже. Оператор и режиссер Николай Сахаров, режиссер и оператор Сергей Сахаров, режиссер и оператор документальных фильмов Николай Семенов, Юрий Сергеев, создатель уже ставшего известным фильма «История великого народа», снятого в документально-художественном жанре и предлагающего свою версию происхождения Чувашии. Владимир Синяев, режиссер театра и кино, в фильмах которого снимаются студенты и молодежь республики. Продюсер и режиссер Юрий Спиридонов, создавший интересные художественные документальные фильмы, деятельность которых была отмечена на Чебоксарском кинофестивале в 2016 году призом за активное участие в жизни чувашского национального кинематографа. Режиссер и сценарист, автор театральных пьес и актер Александр Степанов-Порта. Олег Цыпленков, создатель и председатель Союза чувашских кинематографистов, лауреат премии имени Свистля за организацию ежегодных поездок любителей истории чувашского народа по местам проживания древних чувашей и большой вклад в возрождение чувашского кинематографа. И Зоя Яковлева, пришедшая в кинематограф из тележурналистики. Надо сказать, что в 2014 году чувашские кинематографисты решили организовать союз, и теперь уже 2 года как этот союз кинематографистов Чувашии не просто существует, но и активно действует. Одной из видов деятельности этой организации всечувашского фестиваля, который называется «Азам», о котором я уже сегодня говорила. Он прошел уже в этом году 2-й раз и тоже очень высоко уже. По сравнению с прошлым годом просто очень хорошо вырос уровень и разрослась география. В этом году уже приехали представители, по-моему, 15 регионов на этот кинофестиваль. Так что чувашские кинематографисты не дремлют, а просто активно очень развиваются. 5-й раздел «Кино из Чувашии». Но надо сказать, что на создание как самого, одним из вдохновителей создания самого издания и этого раздела в частности, явились выставки, которые мы видели в Казани. Баннерная выставка на территории Кремля была, которая называлась «Кино из Татарстана». И вот по этому принципу мы сделали этот раздел, который содержит биографические справки, фотопортреты деятелей кино, которые в разные годы вносили и вносят достойный вклад в российский кинематограф. Одни родились в республике, некоторые из них учились или работали здесь. Ими их творчеством гордится Чувашия. Это Владимир Бурмистров, снявшийся в фильме «Сеспель» в 1972 году, Анатолий Гущин, наш знаменитый солдат Чонкин, заслуженный работник Чувашской ССР, оператор Юрий Деделев, Иосиф Дмитриев, исполнитель главной роли в фильме «Сеспель»,
Кинооператор Александр Дымич. По его инициативе построен Дом кино в Чебоксарах. В этом году, к сожалению, его не стало. Кирилл Егоров, Котнуль, один из организаторов театрального дела в республике и сподвижник Максима Лукошкинского. Дмитрий Михлеев, писатель и кинорежиссер. Эрнст Макеев, режиссер документальных фильмов и художник. Ежегодно он организует свои выставки в Чебоксарах. В прошлом очень активно занимался документальным кино. Николай Мордвинов, знаменитый Арбенин в фильме «Маскарад», уроженец Ядрина. Петр Осипов, врач, автор театральных пьес, один из сподвижников Максима Лукошкинского. Надежда Павлова, всемирно известная балерина и народная артистка СССР. Но надо сказать, что в наш раздел она попала потому, что она сыграла 2 главные роли в художественных фильмах и нескольких документальных фильмах, поэтому мы вполне можем отнести ее в этот раздел как кинематографиста. Георгий Парне Васильев снимался почти во всех фильмах Чувашкино. Вениамин Победяков, сценарист и литератор. Павел Романов, выходец из знаменитой театральной династии Чуваши, театровед, актер кино. Станислав Садальский, думаю, что его представлять не надо, он уроженец Канашского района, Чувашская ССР. Кинорежиссер Александр Хван, тоже надеюсь, что публике не нужно его представлять. Зинаида Шарко. Здесь она у нас оказалась потому, что Зинаида Шарко все свое школьное детство провела в Чебоксарах, училась в первой женской гимназии, и именно отсюда она поехала поступать в театральное училище. Ее талант актрисы заметила здешняя учительница литературы. Она участвовала, Зинаида Шарко участвовала в 90 концертах, которые были организованы в военном госпитале, и даже за это получила медаль. Все это происходило в Чебоксарах, вот поэтому мы считаем, что она имеет прямое отношение к Чувашии, и, конечно, глубоко были расстроены ее уходом из жизни в этом году. Кинорежиссер Борис Шелонцев, сценарист и кинорежиссер Николай Шмагин, Виктор Штатланд, участник съемочной группы процесса против фашизма в Нюрнберге. Фотография вот такая не очень удачная, но она, к сожалению, единственная, но зато сделана в 1945 году в Берлине. Он прошел всю войну с видеокамерой, с кинокамерой. Мультимедийному изданию есть приложение. Кроме 5 разделов есть приложение. Это фотоальбом Николая Ильича Медведева «Творческие встречи на Чувашской земле». Я уже говорила о том, что Николай Ильич Медведев долгие годы руководит, сначала руководил Чувашкино, а потом Государственным архивом электронной кинодокументации. И за эти годы у него накопился очень большой опыт по встречам с российскими, советскими кинематографистами, которые приезжали на Чувашскую землю. И такой богатый материал мы сочли невозможным, чтобы он остался, так сказать, на полках. В 2013 году архивом была создана такая электронная книга, и эту книгу мы решили сделать приложением нашего вот этого издания, которое создано буквально осенью 2016 года. В электронном сборнике документов использованы фото и видеоматериалы Государственного исторического архива Чувашской Республики, Государственного архива электронной кинодокументации Чувашской Республики, Национальной телерадиокомпании Чувашии, Издательского дома Хабар, Чувашского государственного института гуманитарных наук, муниципальных архивов республики, личных архивов ветеранов и работников киноотрасли, а также кинематографистов Чувашии. Среди фотодокументов есть электронные копии нормативно-правовых актов по истории кино в республике. Сборник «Чувашия. Кинематограф из века в век» создан при поддержке благотворительного фонда Паула Лукойл. Издание, мы надеемся, будет хорошим учебным материалом для студентов и учащихся и коллекцией иллюстраций для исследователей истории. И именно с этой целью, как я уже сказала, мы его дарим во все библиотеки республики. Спасибо за внимание. Я предоставляю слово начальнику отдела обеспечения сохранности Алексееву Кириллу Александровичу, который кратко расскажет о обеспечении сохранности в нашем архиве.
Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов представляет собой целый комплекс взаимосвязанных мероприятий с целью создания оптимальных условий и надлежащей организации хранения документов. К таким мероприятиям относятся обеспечение условий хранения, поддержание температурно-влажностного, санитарно-гигиенического и противопожарного режима. Второе. Оборудование хранилища специальными средствами для хранения, такими как стеллажи и сейфы. И третье. Оборудование для контроля технического состояния носителей. В 2013 году в Госархиве электронной кинодокументации, помимо существующего фильмохранилища, было подготовлено и в дальнейшем оборудовано стеллажами и сейфами помещение для обеспечения хранения электронных документов. Согласно действующим правилам в архиве, электронные документы хранятся в 3 экземплярах. Это документы, размещенные на серверах и системах хранения данных, страховой фонд и фонд пользования на оптических носителях, таких как CD, DVD и Blu-ray диски. В настоящее время общее количество оптических носителей, как в страховом, так и в фонде пользования, насчитывается 994 единиц хранения, а в фильмохранилище хранятся более 10 тысяч фильмов на различных носителях. В 2011 году в архиве прошла проверка Госпошнадзора, и в ходе данной проверки фильмохранилища было выявлено отсутствие системы автоматического пожаротушения. Было выдано предписание на устранение нарушений, и в декабре того же года были проведены работы по установке системы автоматического пожаротушения. В 2013 году в архив поступили 3 сервера и 2 системы хранения данных, которые до этого использовались в компании «Инфолинк» и Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций по республиканской программе онлайн-вещания. Сотрудниками архива данное серверное оборудование было введено в эксплуатацию. И несмотря на то, что поступившее оборудование 2007 года выпуска и активно использовалось для вещания, оно позволило существенно увеличить общий объем дискового пространства для хранения документов. Однако, как и тогда, так и сейчас, этого недостаточно, и на серверном оборудовании размещены только фото и фонодокументы. В помещениях серверных первоначально отсутствовала система охлаждения, и в летний период из-за высокой температуры вышли из строя несколько жестких дисков. В последние 2 года были приобретены и установлены кондиционеры, с помощью которых в помещениях поддерживается постоянная температура, необходимая для стабильной работы серверного оборудования. Фильмохранилище и архивохранилище электронных документов установлены контрольно-измерительные приборы температуры и влажности. И так как хранилище является нерегулируемым климатом, показания измерительных приборов в них снимаются 2 раза в неделю и заносятся в специальный регистрационный журнал. Одной из основных задач в 2015 году стала проверка технического состояния оптических носителей. И в октябре 2015 года сотрудники архива посетили в Казани конференцию, посвященную новым технологиям хранения информации, после которой Горохов Сергей Николаевич провел для нас небольшую экскурсию в Центральном государственном архиве аудиовизуальных документов Республики Татарстан, где в первую очередь продемонстрировал оборудование и программное обеспечение для комплексной проверки технического состояния и состояния файлов на этих носителях. А также был продемонстрирован журнал проверки технического состояния диска. В нашем архиве, к сожалению, такую аппаратуру не может себе позволить из-за высокой цены, и поэтому проверка дисков осуществляется с помощью тех программных и аппаратных средств, которые есть в наличии. А именно это приводы с поддержкой чтения записи широко распространенных оптических носителей, начиная с CD и заканчивая Blu-ray дисками. И программное обеспечение NeoDisk Speed, которое представляется бесплатно. На данный момент он не обновляется, то есть программное обеспечение это устаревшее. Естественно, проверка на таком оборудовании и с таким программным обеспечением не дает всей необходимой информации, так как приводы, хоть поддерживают функцию тестирования, это не является их основной задачей, а программное обеспечение рассчитано в основном для проверки CD и DVD дисков.
Тогда как с проверкой Blu-ray дисков могут возникать некоторые сложности, из-за чего приходится проверять эти диски не один раз. На сегодняшний день проведена полная проверка дисков страхового фонда и практически окончена проверка дисков фонда пользования. Из всех проверенных дисков страхового фонда, а именно 495 единиц хранения, чуть больше 160 дисков показали неудовлетворительные результаты тестирования, что составляет практически 33%. Качество материалов, из которых сделаны диски, имеет большое значение для того, чтобы они как можно дольше оставались пригодными для использования состояния. Но и последнюю роль играет и упаковка диска. Так, в процессе проверки было выявлено, что в некоторых упаковках, как правило, это дешевая упаковка, из-за некачественного крепления дисков происходило отслаивание пластин, а в некоторых случаях также могли появляться и микротрещины в центре самого диска. По этой причине, несмотря на положительный результат тестирования, диски с такими трещинами рекомендовано было перезаписать на новые носители. Такая проверка дисков затрагивает только их технические данные, но ничего не говорит о состоянии записанных на диске файлов. Поэтому было принято решение все последующие диски, которые поступают в архивохранилище, записывать, прикрепляя к нему файл, содержащий внутри контрольной суммы всех записанных данных на этом носителе. И в дальнейшем это позволит ускорить проверку файлов, сравнивая значения контрольных сумм. В конце 2015 года Управление Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу в архиве была проведена проверка, по результатам которой было предписано устранить выявленные недостатки, а именно это установка кондиционера в хранилище электронных документов и там же выполнить пропитку стеллажей огнезащитным составом. Кондиционер был приобретен и установлен в архивохранилище, а пропитка стеллажей из-за нехватки денежных средств была перенесена на первый квартал 2017 года. В июне этого года прошла очередная проверка Госпушнадзора, и все замечания, выявленные в ходе этой проверки на 1 ноября, были уже устранены. И в заключение хочется добавить, что начиная с прошлого года мы неоднократно отправляли в Министерство культуры заявки с проектами, начиная от стандартных систем хранения и заканчивая специализированными системами архивно-оптических накопителей. И каждый раз денежные средства на эти цели нам не выделялись. Но в конце этого года из республиканского бюджета для нашего архива были выделены средства на закупку серверного оборудования. А так как на начало года общее объем дискового пространства серверного оборудования составляет около 5,5 терабайт, и свободное пространство на них осталось всего лишь 16%, то это для нас очень хорошая новость. Это позволит после проведения аукциона и закупки оборудования не только частично обновить оборудование серверное, но и увеличить объем дискового пространства и, наконец, размещать видеодокументы на наших серверах. Спасибо. Вот видите, не очень, так сказать, не очень уж высокое у нас обеспечение техникой, но и если вопросов нет, то я хочу предоставить слово заведующей сектором НЦА ЭПС Гурьевой Татьяне Валерьевне. Она расскажет нам о доступности информационных ресурсов нашего архива. Здравствуйте еще раз. Важная роль формирования современного информационного общества отводится архивам республики, являющимся уникальной составной частью историко-культурного наследия народа Чувашии. Среди всех архивов Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской республики единственное в республике специализированное архивное учреждение по хранению аудиовизуальных документов независимо от вида носителя. Историю архив ведет от создания в феврале 1996 года Центра электронной документации Чувашской республики. В этом году мы отпраздновали небольшой юбилей, нам исполнилось 20 лет. Аудиовизуальные документы являются важнейшим пластом государственных информационных ресурсов,
имеющим историческое, научное, социальное, политическое и культурное значение. Без документов, формирующих визуальный образ эпохи, нельзя говорить о полноценном формировании архивного фонда республики, как совокупности документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества. Таким образом, приоритетными задачами архива являются сохранение истории нашей республики через сбор и хранение аудиовизуальных документов, пропаганда российского кино, что особенно было важно в год российского кино, а также предоставление равного и свободного доступа к культурным и историческим ценностям. В настоящее время развитие информационных технологий оказывает все большее влияние на процесс создания и состава документальных комплексов. С появлением электронных аудиовизуальных документов возникла потребность их сохранения, описания и передачи на государственное хранение, а также их использования в интересах личности, общества, государства. Для работы с электронными документами архивом разработаны и внедрены практико-методические пособия, рекомендации, инструкции, памятки по работе с электронными аудиовизуальными документами. Некоторые из них размещены на сайте архива, в том числе методические рекомендации, организация работы с цифровыми и оцифрованными фотодокументами. В 2015 году пособие переработано и дополнено с учетом современных требований. На сегодняшний день фондов архива значится 19 100 единиц учета электронных фотодокументов, 1335 единиц учета электронных видеодокументов и 780 единиц учета электронных фонодокументов. Научно-справочно-аппаратные архивные документы представлены в электронном виде. В рамках реализации постановления коллегии Минкультуры Чувашии от 27 января 2006 года номер 1 о работе подведомственных организаций по созданию информационному наполнению интернет-сайтов архивом создан собственный сайт, который официально зарегистрирован в ноябре 2006 года. В структуре сайта архива выделены разделы «Новости», «Фонды», «Вопрос-ответ», «Контакты». Представлена информация об истории, структуре архива, о его деятельности в настоящее время, а также перечень оказываемых услуг. Регулярно обновляются рубрики, публикации, фонды и баннерная зона. С момента создания на сайте размещены разнообразные архивные материалы, электронные фотоальбомы и выставки, основанные на архивных документах, демоверсии электронных изданий. К различным праздничным, юбилейным и знаменательным датам готовятся интернет-странички на основе документов архива. Деятельность архива регулярно освещается в рубрике «Новости». Растет взаимодействие с пользователями сайта посредством рубрик «Вопрос-ответ» и «Гостевая». В ближайшее время планируется переход на новый сайт, который на данный момент находится в тестовом режиме. Важное место в работе архивных учреждений Чувашской Республики занимает вопрос исполнения различных запросов физических и юридических лиц. Как прежде, так и в настоящее время граждане обращаются в архивы с целью обеспечить себе выплату достойной пенсии, подтвердить или восстановить свои имущественные права, реабилитировать репрессированных родственников, изучить историю различных событий. Для оперативного осуществления поиска информации еще в 1999-2001 годах Центром электронной документации Чувашской Республики, предшественником Государственного архива электронной кинодокументации Чувашской Республики, разработаны программные продукты, законодательные акты Чувашской Республики, военнопленные, реабилитированные, награжденные медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая тексты постановлений и указов Президиума Верховного Совета Чувашской ССР за 1969-1991 годы и документы Ревкома Чувашской автономной области за 1920 год. До 2010 года архив проводил внедрение информации в базу данных. За это время введено 11 149 записей, объем 47,81 мегабайт. База данных используется в Государственный исторический архив для исполнения социально-правовых запросов. Государственный архив электронной кинодокументации Чувашской Республики также является правопреемником Государственного комитета Чувашской ССР по кинофикации Чувашской конторы по прокату кинофильмов. Фильмофон Чувашской Республики находится в хорошем состоянии, готовым для эксплуатации. На 1 января 2016 года фильмофон составлял 10 066 фильмокопий на различных видах носителей. Это кинопленка 16, 35, 70 мм, ВХС, кассеты, DVD-диски. На полках фильмохранилища рядом с отечественными художественными фильмами
соседствуют зарубежные художественные фильмы, анимационные, научно-популярные, хроникально-документальные фильмы. Богатый фонд художественных фильмов насчитывает 2934 отечественных и 965 зарубежных фильмов следующей тематики. Экранизация литературных произведений 581 копия, исторические фильмы 138 копий, фильмы о Великой Отечественной войне 192 копии, мировая классика 226 копий, фильмы о Москве и москвичах 20 копий, фильмы о Ленинграде 18 копий, музыкальные фильмы 77. Документальный научно-популярный фонд имеет фильмы по 25 основным темам. Это историко-революционная борьба за мир, фильмы с биографические, наука и техника, естественные и общественные науки, сельское и лесное хозяйство, медицина, культура и искусство, краеведение. Архив активно работает с имеющимся фильмофондом и старается ежегодно его пополнять. В 2014 году приобретено 11 фильмов, в 2015 – 3. В фондах архива хранятся также видеодокументы видеостудии Чувашской Республики. Держатель личных коллекций и документов, полученных в результате инициативного видеодокументирования сотрудниками архива особо значимых событий, находящихся в Чувашской Республике. На сегодняшний день в коллекции электронных аудиовизуальных документов архива числится 1335 единиц учета описанных видеодокументов. Создана видеотека полных версий видеоинтервью 10 литераторов Чувашии, вошедших в мультимедийное издание «Литераторы Чувашии. Наши современники». Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории 19 районов республики. В 2016 году активно велась работа по записи интервью ветеранов киноотрасли и жителей республики и созданию видеотеки в рамках Года российского кино, Года человека труда в Чувашской республике и акции «Хранить вечно. Войти в историю достоин каждый». С 2002 года архивом создаются электронные фотоальбомы, выставки и мультимедийные издания на основе архивных документов. За эти годы к архиву подготовлено 96 изданий о различных сферах жизни Чувашии, ее известных людях. Электронные издания, созданные архивом, можно подразделить на следующие группы. Электронные копии раритетных книжных изданий и уникальных архивных документов 17-19 веков. Электронная копия первых чувашских букварей, созданных великим чувашским просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым. Копия атласа Российской империи 1792 года. Свитка Алатырского, Киева, Николаевского и Новодевичьего монастыря конца 17 века и другие. Следующая группа изданий посвящена юбилеям известных деятелей культуры, науки и искусства и юбилейным датам организации Чувашии. Служил красоте, о жизни и творчестве художника Кокеля. Бичурин, монах и ученый, режиссер, актер, драматург к 115-летию Максима Кошкинского, семья просветителя к 160-летию со дня рождения великого чувашского просветителя Яковлева, народный артист к 70-летию художественного руководителя Чувашского академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова, артиста Валерия Яковлева, артиста и режиссера. В главной роли Иосиф Дмитриев. В рамках мероприятий к 45-летию со дня выхода в свет художественного фильма «Сиспель». Русский драматический театр к 90-летию Государственного ордена знак почета Русского драматического театра Чувашской Республики. Чувашский театр юного зрителя имени Сиспеля к 80-летию театра и другие. Еще одна группа посвящена знаменательным памятным датам истории республики и страны в целом. Чувашская автономия, поиск становления и развития, чтобы помнили, ко дню памяти жертв политических репрессий, война глазами детей, серия фотоальбомов «Герои в строю и поныне» и другие. Цикл электронных фотоальбомов, посвященных столице Чувашии, городу Чебоксары, парки и сады города Чебоксары, памятники города Чебоксары, улицы старого города и другие. Издания о республике в целом. Знакомьтесь, города и районы Чувашии, многоликая Чувашия, спортивная Чувашия, олимпийская гордость Чувашии, литераторы Чувашии, наши современники, районы республики в фотообъективе.
Большой популярностью у жителей республики пользовалась акция «Хранить вечно», объявленная архивом 1 апреля 2015 года. На протяжении 2 месяцев жители города Чебоксары и районов республики приносили в архив документы своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Всего за время акции заключены соглашения с 74 держателями личных коллекций, принято более 2500 фотодокументов. Весной этого года на основе полученных документов создан электронный фотоальбом «Хранить вечно». В последние годы архив активно работает в направлении привлечения средств различных грантов. В этом году разработанный архивистами проект «Мультимедийное издание «Чувашский кинематограф из века в век» стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов Паула Койл, номинация «Духовность и культура». Издание создано в год российского кино и посвящено 90-летию киностудии «Чувашкино». В данный момент идут презентации издания в районах республики. Со всеми изданиями более подробно можно ознакомиться в электронном читальном зале архива. Электронные фотоальбомы и выставки также размещены на официальном сайте ВПО Государственный архив электронной кинодокументации Чувашской Республики. В соответствии с законом Чувашской Республики об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики в архив поступает мультимедиа издания. На сегодняшний день в архиве учтено 244 электронных издания. Основными источниками пополнения Национального библиотечного информационного фонда Чувашской Республики электронными изданиями являются государственные архивы, библиотеки и музеи республики, студия звукозаписи «Аксарь» и «Орион». В рамках 70-летнего юбилея Победы в марте 2014 года правительством Чувашской Республики была объявлена гражданско-патриотическая акция «Эстафета памяти поколений». В рамках акции сотрудники архива посетили всех ветеранов Великой Отечественной войны 41-45 годов, проживающих ныне на территории 10 районов Чувашии: и Брестинский, Шимшинский, Комсомольский, Батаревский, Красноармейский, Ядринский, Чебоксарский, Аликовский, Цивильский и Вурнарский районы. У 220 ветеранов войны взяты видеоинтервью, на основе которых создана видеотека видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны 41-45 годов. Встречи с участниками войны, их личные воспоминания, бесценный исторический документ. Посетители электронного читального зала архива могут ознакомиться с полной версией видеоинтервью и электронными фотоальбомами, созданными на основе собранных в ходе акции документов. С начала 2014-2015 учебного года архивом совместно с Минобразования Чувашии был запущен проект «Цель вижу». Он был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, годы литературы в России и годы Константина Иванова в Чувашии. Его цель – патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения посредством организации кинолекториев, тематических показов фильмов для учащихся школ с последующим обсуждением и обменом мнениями. В рамках проекта в 2014-2015 годах было проведено 119 сеансов. В конце 2014 года в рамках ФЦП «Культура России» и ФЦП «Культура Чувашии» архивом было приобретено оборудование для многофункционального мобильного культурного центра «Киномобиль». В сентябре 2015 года запущен совместно с Министерством образования Чувашии проект «Киномобиль едет в школу», в рамках которого проводятся выездные кинолектории на базе общеобразовательных школ Чувашской Республики. За 11 месяцев 2016 года состоялось 86 выездных сеансов киномобиля в 45 учебных заведениях и домов культуры Чувашии. Обслужено 8496 зрителей. В июне 2015 года были подведены итоги конкурса социальных культурных проектов Паула Койл. Проект архива «Сельский кинофестиваль экранизации литературных произведений о Великой Отечественной войне» объявлен победителем конкурса в номинации «Победа». С помощью благотворительных средств с 19 по 23 октября 2015 года при помощи киномобиля проведен кинофестиваль в 5 районах республики. За время кинофестиваля проведено 10 сеансов, обслужено 4000 зрителей. Архивом было принято решение проводить кинофестиваль ежегодно. С 17 по 21 октября 2016 года прошел второй сельский кинофестиваль «Люблю тебя, мой край родной». Сеансы проводились в 3 районах республики. Проведено 10 сеансов и обслужено 800 зрителей.
С начала нового учебного года, 2017-2016 года, архив запустил совместный Минобразования Чувашии проект об экологии в России и Чувашии. Проект открыт фестивалем экологического кино «Первозданная Россия» и продолжился на протяжении всего учебного года путем проведения показа фильмов с их последующим обсуждением. В 2016 году фестиваль прошел с 21 по 25 ноября. С 18 по 22 апреля 2016 года в республике прошел фестиваль экологического кино «Меридиан Надежда», одновременно на 4 площадках. Зрителям были представлены фильмы Всероссийского фестиваля «Меридиан Надежды», город Санкт-Петербург. С 14 по 18 ноября 2016 года под эгидой 36-го Международного студенческого фестиваля в ГИК и при поддержке Государственного архива электронной кинодокументации Чувашской Республики Минкультуры Чувашии в республике с успехом прошел Международный студенческий фестиваль в ГИК. В течение 5 дней республиканский фестиваль работал на 4 площадках: в Государственном архиве электронной кинодокументации Чувашской Республики, Национальной библиотеке Чувашской Республики, Чувашском государственном университете имени Ульянова и Музее Бичурины современной в поселке Кугиси. За время проведения республиканского фестиваля студенческих фильмов на всех площадках Чувашии демонстрировались фильмы победителей и фильмы-участники 36-го Международного студенческого фестиваля в ГИК в Москве, которые были интересны зрителям всех возрастов. За 5 дней участниками кинофорума стали свыше 1000 жителей и гостей республики, которые тепло и с большим интересом приняли праздник студенческого кино. Организаторы республиканского кинофорума намерены продолжить практику проведения фестиваля. Архив принимает участие в совместных с учреждениями культуры мероприятиях и проектах. Так, в рамках Года кино в Российской Федерации, Года человека труда в Чувашии запущен совместно с Национальной библиотекой Чувашии проект «Книга плюс кино». С 11 по 14 апреля проведена неделя космического кино, а с 18 по 22 апреля фестиваль экологического кино «Меридиан Надежды». Совместные мероприятия проводятся в течение всего 2016 года. В мае 2016 года 9-й раз на территории Чувашии прошел Чебоксарский международный кинофестиваль, одной из площадок которого уже несколько лет подряд является архив электронной кинодокументации. Год российского кино стал знаком для нашего учреждения. Архив работает с зрителями всех возрастов, показывает услуги кино-видеопоказов в собственных 2 кинозалах, имеет передвижное современное оборудование для показа фильмов в 3D формате, проводит тематические кинофестивали, а также принимает от граждан и организаций на хранение оцифровку кино, фото, фото, видеодокументы, независимо от носителя. Спасибо за внимание. Можно, пожалуйста, задавайте вопросы, пользуйтесь случаем. Хотел бы уточнить, мобиль. Вот обслужено столько-то зрителей, а за сеанс они платят как бы, или это бесплатно? В рамках фестиваля не платят, да. А не в рамках фестиваля? Они в рамках фестиваля по заявкам. По заявкам. Выезжает по заявкам, обслуживает на платной основе, потому что у нас тоже, как у всех учреждений бюджетных, есть плата. Пользуются успехом? Да, ну как, пользуется успехом, но у нас есть кое-какие ограничения, потому что территория республики большая. Если, допустим, на расстоянии 220 километров район Бадревский или еще дальше Ячикский, а из-за 10-15 зрителей, естественно, мы не поедем. У нас есть нижний порог, допустим, для того, чтобы для нас это было рентабельно, чтобы был оправдан бензин, хотя бы немножечко плюс был какой-то. Вот. Но это чисто не коммерческий проект, а вот такой чисто условный. Вот завтра они выезжают в Бадревский, тот самый район. Вот. 2 сеанса для школьников, порядка 150 человек, по нашим расценкам мы едем. Вот. Я хотела как раз для продолжения разговора по использованию электронных аудиовизуальных документов предоставить начальнику отдела формирования и использования электронных документов Юрию Марине Георгиевне. Она расскажет о патриотическом воспитании подрастающего поколения средством аудиовизуальных документов нашего архива. Государственный архив электронной коммуникации ведет свою историю с 2007 года.
когда были объединены два республиканских государственных учреждения: Государственный архив техногромной документации Чувашской республики и Чувашкино, и хранит в своем фонде зримую историю нашей страны и республики. На сегодняшний день фонд архива составляет более 20 тысяч единиц учета электронных аудиовизуальных документов. Самый ранний кинодокумент, хранящийся в архиве, снят в киностудии Чувашкино в 1927 году. Фильмофонд насчитывает 10 069 фильмов на различных видах носителей и систематически пополняется. Теперь бы хотелось рассказать, как мы используем это национальное богатство в целях патриотического воспитания. Наш архив очень востребован. Для информирования общества и демонстрации документов мы используем экскурсии и кинопоказы. Все экскурсии проводятся бесплатно. Это принципиальная позиция нашего архива, и мы считаем, что наши документы являются серьезным образовательным ресурсом. Наши экскурсии очень популярны. К нам на экскурсии приходят школьники, дети из социально-революционных центров, учащиеся образовательных воскресных школ, школ дополнительного образования, колледжи, студенты высших учебных заведений, не только из города Чебоксар, но и из ближайших городов и районов республики. При проведении экскурсий и киносеансов обязательно учитывается возрастной и социальный состав посетителей. В зависимости от этого и формируются программы. Самые маленькие наши посетители – это дети дошкольных учреждений, верхняя планка возраста отсутствует. Ежегодно нас посещает более 12 тысяч зрителей. В течение года активно проводились экскурсии по таким выставкам, как история чувашского кинематографа, история российского кинематографа, киносъемочное и кинопродукционное оборудование, экскурсии фильмохранилища архива. Студенты Чувашского государственного университета, Института культуры, Кооперативного института, учащиеся экономико-технологического, электромеханического колледжа, Чебоксарского техникума, транспорта, средних образовательных школ номер 22-49 города Чебоксары являются нашими постоянными посетителями мероприятий. Архив также активно сотрудничает и с учреждениями республики по организации мероприятий патриотической направленности, распространению знаний об истории и традициях чувашского народа, об истории и культуре республики. Национальная библиотека Чувашской республики является одной из площадок по реализации совместных мероприятий. Совместный проект Национальной библиотеки Чувашской республики, Государственного архива электронной кинодокументации и Союза кинематографистов Чувашии. Это культурно-просветительская акция «Книга плюс кино», направленная на популяризацию чтения аудиовизуального фонда республики, а также лучших образцов отечественного кино, снятых по произведениям классиков отечественной литературы. Активное использование в кинолекториях лент из фильмофонда Государственного архива электронной документации позволит жителям республики познакомиться с лучшими литературными произведениями, по которым сняты художественные фильмы. Совместно с Центром нешкольной работает КЕР, Минобразования Чувашии. В течение года ежеквартально проводится республиканский семинар «Беседа о кино». К Дню архивов России, 20-летию Государственного архива электронной кинодокументации прошел республиканский конкурс детских рисунков «Архив будущего», призванный повысить интерес подрастающего поколения к документальному наследию Чувашского края, понять роль и значимость архивов в сохранении национального достояния. Ярким примером тесного содружества, партнерского дружеского сотрудничества является работа, организованная между Государственным архивом электронной кинодокументации и музеем Печорин и современность Чебоксарского района. На протяжении многих лет архив и музей совместно проводят различные мероприятия, фестивали, акции. Год российского кино музей Печорин и современность явился одной из площадок по реализации совместных мероприятий. Неделя космического кино, Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды», фестиваль экологического кино «Первозданная Россия», второй сельский кинофестиваль «Для тебя мой край родной», 36-й международный студенческий фестиваль ГИКа.
Киноакция «Мы помним наших героев». В архиве успешно работает совместно с Министерством образования Чувашии проект «Киномобиль едет в школу». Мобильный киноцентр приезжает в школу республики и демонстрирует художественные, анимационные, научно-популярные, документальные фильмы на различные темы. Совместно с директором передвижной киноустановки «Киномобиль» даже в самых отдаленных уголках Чувашии проходит демонстрация фильмов. Одной из центральных площадок проведения мероприятий «Годы кино» в Чувашской республике также стал сам архив, государственный архив электронной кинодокументации, единственное в республике учреждение, курирующее киноотрасль республики. Так, с началом года в просмотровых залах архива состоялись кинопрезентации, посвященные открытию года кино, недели, декады, фестивали на различные темы, творческие встречи. По сложившейся традиции ежегодно в рамках месячника обороны массовой военно-патриотической и спортивной работы в Государственном архиве электронной кинодокументации Чувашской республики проходит фестиваль военно-патриотических фильмов «Служу Отечеству». В течение 4 дней в кинозале архива проходит демонстрация лучших отечественных лент о войне. Одной из приоритетных задач фестиваля является воспитание подрастающего поколения посредством документального и художественного кино. Году человека труда была посвящена декада фильма «Славим человека труда», в рамках которого тоже демонстрировались фильмы, сюжеты которых так или иначе связаны с профессиями. Для учащихся образовательных школ, студентов города ежегодно проходит неделя документального кино «Великий подвиг великого народа». В течение 2 лет архив принимает активное участие в всероссийской акции «Ночь в кино», «Ночь в архиве». Двери Государственного архива электронной кинодокументации в этот день открыты с самого утра до позднего вечера, и залы архива в этот день тоже работают бесплатно. И без сомнений, конечно же, это мероприятие стало одним из ключевых событий года российского кино. День открытых дверей, приуроченный к Дню архивов и 30-летию Государственного архива электронной кинодокументации, собрал в своих залах школьников и студентов города. Для посетителей была подготовлена интересная программа. Это рассказ об архиве, экскурсии по архиву-хранилищу и презентация мультимедийного издания «Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской республики 20 лет», созданная в целях сохранения истории архива и популяризации его деятельности. В архиве для кинопоказов разработаны специальные тематические программы, рассчитанные на разную аудиторию. Например, в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для показа были отобраны более 80 фильмов из фильмофонда Государственного архива электронной и кинодокументации. Составлены тематические кинопрограммы по истории Великой Отечественной войны в зависимости от возраста экскурсанта. Одним из источников дохода для реализации творческих проектов архива, играющих важную роль в воспитании гражданственности и патриотизма, сохранении живой памяти поколения, в развитии общества, республики, города, является активное участие в конкурсах на получение грантов. Проект «Фестиваль уличного кино. Кино под открытым небом» стал победителем гранта главы Чувашской республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Грант в размере 100 000 рублей был направлен на проведение этого данного фестиваля и приобретение проекционного надувного экрана, единственного в республике, и необходимого для организации открытых кинопоказов на уличных площадках. Главной задачей проекта являлось патриотическое, духовно-нравственное и культурное воспитание граждан посредством демонстрации фильмов из Фонда Государственного архива электронной кинодокументации и нового национального патриотического анимационного фильма 2016 года по мотивам Евгения Капузеровса «Дети против волшебников» благотворительного фонда помощи и взаимодействия имени Сергея Радонежского. Фестиваль прошел на 6 открытых площадках, где было привлечено более 600 зрителей из районов и городов республики.
Данный проект предполагает свое дальнейшее развитие. Это участие в Всероссийском фестивале уличного кино, который будет проходить с мая по август 2017 года. Творческий проект «Чувашия. Кинематограф из века век» явился тоже победителем конкурса на грант кинокомпании «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». Благодаря выигранному гранту Архивный фонд республики пополнился уникальным аудиовизуальным документом. А библиотеки, как уже говорили, районов и городов республики бесплатно получили диски с мультимедийным изданием. В патриотическом воспитании подрастающего поколения архив активно использует электронные издания, созданные по результатам проведенных акций. Тема Великой Отечественной войны остается одной из важных тем патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Эстафета памяти поколения. В результате этой акции было собрано более 10 тысяч фотодокументов от 220 участников Великой Отечественной войны, проживающих в Чувашии, на основе которых созданы 10 электронных фотоальбомов «Герои строят поныне, уроженцы районов республики». Презентация с успехом прошла в каждом районе. Акция «Хранить вечно». На основе тоже этой акции в мае 2016 года жители республики сдали в фотоархив более 2000 фотографий, и тоже был создан электронный фотоальбом «Хранить вечно». Для повышения интереса к военной истории страны и воспитания патриотизма молодежи стал выпуск перечня аудиовизуальных документов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В перечень вошли 233 фото и видеодокумента. Традиционно ко Дню Республики был создан электронный фотоальбом, посвященный одному из районов Чувашской Республики, победителю конкурса муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на право проведения на его территории мероприятий по празднованию Дня Республики. В 2016 году таким победителем стал Аликовский район, и альбом получил свое название «Аликовский район в фотообъективе». В издание вошли 666 фотодокументов и 11 видеосюжетов, отражающие историю, трудовые будни, праздники, современное состояние района, фотографии ветеранов, известных уроженцев и людей, прославивших район, семейно-групповые репортажные снимки разных лет, начиная с 1903 года по настоящие дни. Фотоальбом посвящен жителям Аликовского района и составлен на основе документов, собранных в период подготовки альбома. В исполнении плана основных мероприятий по проведению Чувашской Республики в 2016 году года Человека труда сотрудниками архива подготовлен электронный фотоальбом «Заводская династия», посвященный году Человека труда в Чувашской Республике и 75-летию Чебоксарского электроаппаратного завода. Альбом рассказывает о 12 членах трудовой династии Григорьев-Терентьевых, пришедшихся на предприятие. В издание тоже вошло 153 снимка. Сознавая огромное значение аудиовизуальных документов, коллектив архива стремится делать все, чтобы сохранить и не допустить утрату этих уникальных документов. Спасибо за внимание. Я предоставляю слово главному архивисту сектора формирования документов Сафроновой Ирине Сергеевне, который расскажет об одном из проектов по сохранению исторической памяти. Добрый день, уважаемые коллеги. Проект «Хранить вечно», приуроченный к 70-летию Великой Победы, был запущен с целью сбора, сохранения, оцифровки и описания документов из личных, семейных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. За 2 месяца «Хранить вечно» собрал свыше 2500 документов военных лет от 75 держателей семейных архивов. Благодаря участникам проекта, неравнодушным к истории своей семьи и страны, в архив поступили фотографии из семейных альбомов ветеранов и тружеников тыла военных и современных лет, наградные документы, военные билеты, фронтовые письма, дневники и многие другие материалы, касающиеся военной поры. Время летит незаметно, и, к огромному сожалению, спустя годы семейные реликвии теряют внешний облик. Да и не всем удается сохранить их и передавать из поколения в поколение. Поэтому задача архива – беречь документы, которые являются своего рода свидетелями боевых событий.
прошу прощения, былых событий. Проект был запущен 1 апреля 2015 года, и первыми участниками акции стали сами сотрудники архива. Документы отца героя войны сдал водитель Александр Григорьев. Позднее фотографии родственников принесли и заместитель директора, и заведующий секторами архива. С этого времени проект только набирал обороты. Узнав о запуске данного проекта, жители республики живо откликнулись на призыв архивистов. Они с удовольствием начали приносить семейные реликвии. В архив приходили дети, племянники, внуки, родные ветеранов. У каждого из них своя история, свой рассказ о героическом подвиге родственников участников войны. Архивисты подробно расспрашивали каждого. Со слов родных составляли биографии ветеранов, переводили документы в цифровой формат, возвращая оригиналы в семью. В свою очередь, электронные копии документов по желанию владельцев записывались на внешние носители. Со всеми держателями личных коллекций заключены соглашения о сотрудничестве. Благодаря проекту «Хранить вечно» в архив поступили документы семьи Можаевых. Фотографии родственников сдала в архив Ольга Николаевна Галошева. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников СССР Татьяна Васильевна Шаркова тоже не осталась равнодушной к памяти своих близких. Были приняты документы чувашского поэта, прозаика, участника войны Николая Васильевича Эдарая. Его супруга Елена Сергеевна Васильева передала на вечное хранение фотографии семейного альбома, наградные документы, а также эскизы к произведениям, рецензии и другие. Горожане поистине рады, что благодаря архиву у них появилась уникальная возможность, не расставаясь с оригиналами документов родных и близких, увековечить их память на лета. До глубины души тронул сотрудников архива визит Владимира Павлова из города Чебоксары, который захотел передать в заботливые руки архивистов одну единственную, но самую важную и ценную для него фотографию его родителей времен войны. Клавдии Захаровны и Александра Кирилловича Павловых, уроженцев деревни Новые Мураты Комсомольского района. И такая история была не единственной. В основном приходили жители городов Чебоксар и Новочебоксарска, но и приезжали с районов республики. География самих участников Великой Отечественной войны тоже обширная. Морозов Александр Трофимович, уроженец города Баку, Азербайджанской республики. Абрамзон Айзек Хаимович, уроженец местечка Черный остров, Каменец-Подольской области на Украине. А Ольга Рубцова принесла документы своего отца, Трутнева Николая Павловича, уроженца поселка Звенигово, республики Мариэл. 23 апреля 2015 года, во время всероссийской акции «Ночь в архиве», когда двери нашего учреждения были открыты до 9 часов, в фойе архива развернулась активная работа по проекту «Хранить вечно», приему документов из семейных архивов участников войны. Желающих таким образом увековечить память своих родных оказалось немало. Участники проекта благодарили сотрудников архива за предоставленную возможность прийти в вечернее время, ведь в будние дни не всегда удается оторваться от дел. В результате, во время ночи в архиве на вечное хранение поступило около 60 документов от 7 держателей семейных архивов. Также архивисты решили, что было бы неправильным положить все это богатство на полки до востребования и продолжили работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Государственный архив электронной кинодокументации Чувашии подготовил электронный фотоальбом, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труженикам тыла Чувашской республики. В его основу легли коллекции документов участников Великой Отечественной войны, которые архивисты собрали во время проекта «Хранить вечно» в апреле-мае прошлого года. Электронный фотоальбом получил одноименное название «Хранить вечно». В альбом вошли документы 123 ветеранов войны и тружеников тыла. Каждому герою альбома посвящен отдельный раздел, куда включены портретные, семейные, групповые репортажные снимки военных и послевоенных лет, а также современные фотографии. В альбоме достойное место заняли письма с фронта, личные и наградные документы ветеранов. Кроме того, архивистами проведена серьезная и кропотливая работа по описанию всех документов. В свою очередь, они по крупинке собирали и составляли биографии ветеранов, с которыми также можно ознакомиться в альбоме. В
Всего в электронный фотоальбом вошли более 700 фотодокументов. Электронный фотоальбом создан в целях увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, сохранения историко-культурного и документального наследия. Издание просто в использовании. Для общего представления содержания фотоальбома продемонстрируем структуру электронного издания. Электронный фотоальбом состоит из предисловия и списка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые находятся с левой стороны. Альбом начинается с главной страницы, обложки. Затем можно прочитать предисловие, где в краткой форме раскрыта цель создания электронного фотоальбома. Список героев альбома составлен в алфавитном порядке. Каждому ветерану посвящена отдельная страница. На этой странице даны краткие биографические сведения. Фотогалерея расположена на следующей странице, куда можно перейти в один клик, нажав на фотогалерею. Все фотографии, представленные в фотогалерее, имеют маленький размер, а подведение курсора и нажатие на фотографии дает возможность просмотра ее в увеличенном размере. Фотографии сопровождаются аннотациями. Легко можно вернуться обратно к биографии, нажав на кнопку «Вернуться к биографии». Также при нажатии кнопки на главную, которая находится в левом верхнем углу, сразу можно возвратиться на главную страницу фотоальбома. В 2016 году, в преддверии 71-й годовщины Победы, по всей стране, в том числе и в Чувашии, проходили различные мероприятия, посвященные великой дате. Так, 6 мая архив презентовал свою новую работу «Фотоальбом о ветеранах Чувашской Республики». В просмотровом зале архива собрались участники проекта «Хранить вечно». Это родные и близкие ветеранов войны, благодаря которым архивистам удалось собрать этот бессмертный и бесценный материал. Мероприятие, на котором присутствовали более 60 потомков героев войны, открылось минутой молчания в память погибшим в годы войны. Гостей приветствовала заместитель директора архива. Она рассказала об огромной кропотливой работе, проделанной архивистами по сбору материалов для фотоальбома, и поблагодарила участников проекта «Хранить вечно» за неравнодушие к истории своей семьи, своей страны и за вклад по увековечению памяти героев. После презентации гости поделились мнениями об альбоме, подчеркнули важность создания таких альбомов для сохранения истории и поблагодарили архивистов за работу. После презентации гостям представили документальный фильм «Фронтовики, наденьте ордена» и ролик, созданный сотрудниками архива на основе видеоинтервью ветеранов войны 41-45 годов из фондов архива. Общее фото для истории завершило это памятное мероприятие. В альбом вошла основная часть собранного в результате проекта материала. Вскоре этот материал станет частью архивного фонда республики. Впереди кропотливый труд по научному описанию принятых документов, которые впоследствии пополнит архивный фонд Чувашской Республики. Благодаря проекту «Хранить вечно» дан очередной импульс делу сохранения памяти о войне через личную историю каждого из ее героев. Государственный архив электронной кинодокументации ни на один день не прекращает работу по сбору материалов военной поры и отвечает за их сохранность. Благодарю за внимание. Неправильно было бы, если бы архив работал внутри своего здания, внутри этой коробочки и не извещал о том, чем он занимается, как говорится, на СМИ, на страницах интернета. И поэтому о популяризации деятельности нашего архива вам расскажет главный архивист Александрова Майя Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже сказали, я представляю Госархив электронной кинодокументации, единственное в Чувашии специализированное хранилище аудиовизуальной информации. Приоритетная задача нашего архива, как и всех нас, здесь собравшихся, наверное, собирать и сохранять зримую историю нашей республики, а значит и нашей страны. Не менее важная миссия – предоставление гражданам свободного доступа к культурным и историческим ценностям. Сегодня, в информационную эпоху, когда технологии развиваются невероятно быстро, а восприятие информации сильно изменилось, необходимо понимать, что важной частью работы с историко-культурным наследием в архивах является не только его сохранение и изучение, но и популяризация, то есть донесение значимости историко-культурного наследия до широкой аудитории. Наш архив в
своей деятельности по популяризации аудиовизуального наследия используют разные формы работы. Прежде всего, это, конечно же, традиционные образовательные лекции, кинолектории, экскурсии по архиву, уникальному фильмофонду, электронному читальному залу по выставкам. Относительно новым, но имеющими большой успех формами популяризации аудиовизуального наследия являются электронные мультимедийные издания, многочисленные творческие проекты, фестивали, направленные на сохранение и развитие национальной культуры. В своем выступлении я бы хотела рассказать о наиболее важных и успешных проектах, которые получили большой общественный резонанс. В частности, в 2015 году, в преддверии 70-летия Победы, с целью увековечения памяти героев войны, путем сбора, оцифровки и описания документов из семейных архивов фронтовиков и тружеников тыла, архивом была объявлена гражданско-патриотическая акция «Хранить вечно». Вот про эту акцию у нас подробно предыдущий выступающий рассказала. За время работы в течение 2 месяцев архивистами было собрано свыше 2500 документов военной поры от 74 держателей семейных архивов. Собранная коллекция документов не легла на полке до востребования, как уже сказали, а стала основой электронного фотоальбома. Проекты архива, направленные на популяризацию аудиовизуального наследия, воплощаются в жизни также с помощью Института грантов. К примеру, в прошлом году при поддержке благотворительного фонда компании «Лукойл» архив провел первый в Республике сельский кинофестиваль литературных произведений, посвященный 70-летию Великой Победы и Году литературы. Фестиваль, призванный популяризировать фильмы о войне, в которых в фондах архива 192 копии, завоевал огромную популярность у сельских жителей. И благодаря выигранному гранту фонды архива пополнились свежими экранизациями «А зори здесь тихие», по одноименной повести Бориса Васильева, «В тумане», по одноименной повести Василия Быкова и «Единичка» по повести «Мы все, не считая детей» Александра Николаева. Следует отметить, что в этом году наш архив также стал победителем регионального конкурса социальных и культурных проектов «Лукойл» с новым творческим проектом «Чувашия. Кинематограф из века в век». Сегодня в этом зале вам уже представили этот электронный ресурс, в который был собран богатейший материал об истории кинопрокатной организации «Чувашкино» и о национальном кинематографе в целом. Воплощению в жизнь такого творческого проекта, несомненно, помогает популяризация киноиндустрии, киноотрасли в Чувашии и знакомит жителей республики с богатейшим аудиовизуальным материалом. В продолжение темы хотелось бы несколько слов сказать о той деятельности, которая разворачивается при реализации каждого подобного проекта. Это своего рода информационно-рекламная работа, которая начинается еще на этапе разработки того или иного проекта и длится вплоть до окончания. Освещение хода мероприятий чаще всего происходит путем использования личных контактов, а также предоставления в распоряжение прессы, телевидения и радио соответствующей информации. Кроме того, осуществляется рассылка пресс-релизов во все электронные СМИ, сайты и порталы. Еще одной формой популяризации аудиовизуального наследия, а также популяризации деятельности архива в целом является публикаторская деятельность. Госархив электронной кинодокументации стремится распространять свой опыт посредством публикаций в СМИ и на различных сайтах. Несомненно, важной и эффективной формой взаимодействия в данном вопросе являются прежде всего отраслевые издания, с которыми мы тесно сотрудничаем не первый год. Это российский историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста», научно-практический журнал «Отечественные архивы», налажены также тесные взаимосвязи с творческим коллективом газеты «Архивные ведомости» Екатеринбурга и многими другими изданиями. Отмечу, за последние 2 года работа в данном направлении заметно активизировалась. Но так происходило не всегда, и в публикаторской деятельности архива были периоды с большими пробелами тоже. Приведу лишь некоторые цифры. В 2013-2014 годах сотрудниками архива опубликовано 6 статей, из них 5 в отраслевых журналах «Отечественные архивы» и «Вестник архивиста». В то же время в ведущих республиканских каналах за этот же период в эфир вышло 17 телесюжетов о мероприятиях архива и состоялось 3 радиовыступления сотрудников.
Сравнение. В 2015 году вышли в свет 40 статей сотрудников архива в различных периодических изданиях и еще 27 публикаций о деятельности архива, напечатанных журналистами различных СМИ. И в течение 2015 года в эфире телеканалов ГТРК Чувашия и НТРК Чувашия были представлены 35 сюжетов и состоялось 2 радиовыступления сотрудников. В уходящем 2016 году деятельность по популяризации архива осуществлялась такими же активными темпами. На 1 декабря в различных печатных СМИ вышло 36 статей сотрудников. В эфире ведущих каналов республики вышло 29 сюжетов, освещающих деятельность архива, и состоялось 3 радиовыступления. В целях популяризации аудиовизуальных ценностей, хранящихся в фондах, наш архив находится в постоянном поиске новых информационных партнеров. Так, архив наладил взаимосвязи и уже больше года сотрудничает с такими медиаресурсами, как портал naar.ru и отраслевой журнал «Naar. Документы и информация общества», которые появились на информационном рынке сравнительно недавно. Результатом сотрудничества стал ряд информационных статей, размещенных на портале, а также статья архивиста Горозия-Колоков с большой подборкой фотодокументов из фондов архива, которая вышла в номере 2 журнала. Здесь я вкратце хочу также упомянуть еще об одном проекте. В 2016 году архивом подготовлен электронный сборник публикаций сотрудников за 2008-2015 годы. Сборник создан в целях формирования единого электронного ресурса, содержащего авторские работы сотрудников, а также в целях популяризации деятельности учреждения. В сборник вошли около 80 печатных материалов, это скан-копии статей, опубликованных в различных СМИ, а также тексты докладов и выступлений на семинарах и научно-практических конференциях. Вообще говоря о публикаторской деятельности архива, необходимо иметь в виду 2 понятия. Это печатные публикации и публикации в электронных СМИ. Электронные СМИ, во-первых, это все сетевое пространство, которое рассматривается как определенное средство массовой информации с конкретной структурой, имеющей деление по тематическому, целевому и другим признакам. Во-вторых, это создаваемые профессиональными журналистами газеты, журналы, информационное агентство, которое в свою очередь делится на электронные версии печатных изданий и, собственно, электронные издания. Применение электронных средств СМИ как новых технологий преобразило представление о средствах массовой информации. Стремительное развитие технологий изменило сам способ осуществления, распределения, отображения и хранения коммуникаций. Новые технологии позволяют распределять и получать гораздо большее количество информации и данных, чем удавалось ранее. И в этом плане нам, учреждениям культуры, науки и всем, кто занимается популяризацией историко-культурного наследия, теперь стало легче распространять информацию для широкого круга аудитории. Наш архив поддерживает тесные связи с федеральными, республиканскими интернет-порталами и сайтами. Из федеральных это порталы Архива России, культура.рф, сайты Министерства культуры Российской Федерации, Года российского кино, Госфильмофонда России, Союза кинематографистов Российской Федерации. Из республиканских это портал органов власти Чувашской Республики, архивы Чувашии, культурный навигатор, сайты Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Чебоксар онлайн, Безформата.ру, а также многочисленные информационные агентства. Так, к примеру, на 1 декабря 2016 года только на официальном сайте учреждения размещена 321 новостная информация, а на федеральных интернет-порталах и сайтах опубликованы 155 электронных публикаций, популяризирующих архив. Сегодня запросы и вызовы действительности таковы, что в сферу архивной деятельности не безуспешно внедряются также такие понятия, как заимствованные из области рекламы и маркетинга. В частности, архивисты начали говорить о том, что архивам необходим пиар, то есть деятельность по созданию благоприятного имиджа организации, а также брендинг, в смысле не только общего стиля и имиджа организации, оформления, но и по позиционированию учреждений в обществе. Несомненно, эта задача важная, и большим подспорьем в этом деле являются сайты учреждения, а также официальные страницы в социальных сетях. Век высоких технологий, социальные сети давно стали неотъемлемой частью общественной жизни
людей удобным способом для получения информации. При этом надо отметить, что в деловым сообществам, помогающим налаживанию новых профессиональных связей, пользователи прибегают все чаще и чаще. По сути, сегодня соцсети – это бесплатный канал для собственной рекламы. Практически у всех крупных учреждений есть свои страницы в социальных сетях. Из них узнают новости, в них ищут места для отдыха и развлечений, делятся друг с другом информацией, фотографиями. Для продвижения учреждения наш архив выбрал социальные сети ВКонтакте, Facebook. Это основные соцсети, где сидит активная аудитория, разная по возрасту и интересам. И еще Инстаграм, так как лучше всего о замечательных творческих проектах архива могут рассказать только фотографии. Архив ведет соцсети своими силами, размещает анонсы мероприятий и обзоры событий, некоторые виртуальные выставки и небольшие видеофильмы, созданные на основе документов из фондов архива. ВКонтакте также популярны опросы и конкурсы. Тут же выкладываются рекламные видеоролики о различных проектах, созданные своими силами. Они же размещаются и на YouTube-канале архива. В целом, соцсети содействуют не только популяризации архива, но и помогают налаживанию деловых контактов. Так, например, благодаря странице ВКонтакте список держателей личных коллекций архива пополнился, и соглашение о взаимном сотрудничестве заключено с бывшим генеральным директором Природного парка Заволжье Сергеем Сергеевым, заслуженным художником Чувашской республики Александром Насекиным, заслуженным работником культуры Чувашской республики Юрием Аксеновым, бывшим директором Чебоксарской школы плавания Ростиславом Надеждиным и многими другими. Теперь в фондах архива вся история школы плавания города Чебоксара, коллекции ведущих спортсменов и тренеров по плаванию, а также уникальные фотодокументы видов Заволжья, которые в 1980-х годах попали в зону затопления. Завершая свое выступление, хотелось бы отметить, что активная публикаторская деятельность, а также развитие интернет-ресурсов, в том числе работа с социальными сетями и различными популярными интернет-платформами, предоставляет возможность охвата и привлечения в архив широкой аудитории и привлекает внимание общества к проблеме сохранения аудиовизуального наследия. Спасибо за внимание. Она у нас одна, как говорится, уникальный экземпляр, который занимается вот всей этой работой, плюс к своей работе главного архивиста. А помимо того, что она обслуживает еще и организацию источники, комплектование архива, описывает и фото, и видеодокументы. Так как выступление на этом исчерпано, я бы хотела, чтобы гости буквально по несколько слов сказали о сегодняшнем мероприятии. У нас идет видеосъемка. Если не трудно, то по одному представителю хотя бы от делегации. Скажите по паре слов. Без разницы, кто первый хотел. Потому что мы небольшой, как архив. И хотим, поскольку мы хотим создать, еще хочу добавить, и поскольку мы хотим все-таки создать электронную версию вот, круглого стола, выступления участников круглого стола и гостей, я бы попросила вас вот туда, куда вы заявочки присылали, прислать нам электронную версию вашего выступления, если не помню. Хорошо? С кого начнем? Минуточку, если короче, просто наверняка. Ну, пока. Да, собственно говоря, нет на камеру, поэтому лучше сказать. Представлялась Татьяна Евгеньевна Пресладыкова, зам генерального директора компании «Акцов» из Петербурга. Мне очень интересно было слушать выступление на этом круглом столе. Очень активную работу ведет архив по инициативному документированию, по пропаганде культурного наследия, которое архив хранит. Такую вот нетривиальную работу. И очень много других было интересных выступлений, в частности, выступление Национального музея о памяти Абхаза меня произвело просто неизгладимое впечатление. Хочется пожелать всем успехов, хочется надеяться, что мы в дальнейшем будем сотрудничать. Спасибо. Большое спасибо. Андрей Владимирович Федонович, директор Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха и Якутия. Ну,
трудно сразу после всего этого потока информации встать и что-то говорить, потому что мы очень рады, что сюда приехали. Познакомились с вашей работой, знали много для нас нового, особенно популяризация архивных фондов, оказывается, очень простая и эффективная работа, которой мы почему-то сильно не пользовались. Ну, возьмем на вооружение. И в нашей работе мы сидели и слушали параллели, потому что работа-то мы занимаемся одним делом, увековечением живой истории своих регионов, как части истории России. Поэтому мы еще раз все переварим в себе, потом вам напишем обстоятельное хорошее письмо. Спасибо. Уважаемые коллеги, Горохов Сергей Николаевич, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Государственный архив Республики Татарстан, директор Центрального государственного архива аудиовизуальных документов. Я уже не первый раз, этот раз уже второй, когда я приезжаю. Мне кажется, что вот у наших коллег из Чувашии всегда для нас есть какие-то вот интересные новые сведения, и я не ожидал, что будет так много интересной именно информации по использованию аудиовизуальных документов. Этого не было вот в таком объеме в прошлый раз. Поэтому, мне кажется, они шагают прям такими семимильными шагами. Я думаю, что мы уже не поспеваем. Но мы будем стараться. Действительно, надо все осмыслить, потому что пока еще все сумбурно, но проделана гигантская работа, поэтому хочется поздравить наших коллег, и нам только вот надо, так сказать, ну, поспевать за ними. Поспевать. Спасибо. Я Степанова Инесса Михайловна, являюсь директором Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий Эл. У вас впервые, но очень рада, что вот сегодняшний день такой насыщенный. Я большое спасибо хочу высказать именно сотрудникам вашего архива. Все вы молодцы, большой объем работы несете в себе и в люди все это выносите. Очень рада знакомству, очень рада этому насыщенному дню сегодняшнему. Спасибо большое. Спасибо, Дроздовская Елена Павловна. Никифоров выписали, Заболев не пришел. Быкова Галина Александровна. Нисина Татьяна, Наталья Николаевна. Николаева Галина. Не выдержали набор информации. Шляхина Вера Григорьевна. Спасибо вам большое за то, что приехали, за то, что уважили, так сказать, за то, что поделились рассказами, опытом своим. Мы каждый раз узнаем много нового. Вот Сергей Николаевич нам сегодня, я думала, он нам, я еще думала, усвою пройденный материал, оказывается, нет ничего из прошлогоднего, все новое, все интересное. Большущее вам спасибо. У меня сейчас просьба большая. У вас тоже 20 в этом году? Мы с вами ровесники. Знает сказать пару слов на видео, может быть, стесняются тут перед всеми, но хотят рассказать о себе немножко, о своей работе, о своей организации. Вот пройти тут в кабинет за нашим оператором.